утро, уважаемые телезрители. Национальная вещательная компания «Саха» вновь приветствует вас с Центра спортивной подготовки «Триумф», город Якутск. Мы начинаем трансляцию 11-го международного турнира Гран-при Дмитрий Коркин, посвященный 90-летию нашего прославленного тренера, заслуженного тренера ЯСР РСФСР СССР Дмитрия Петровича Коркина. И, конечно же, этот год знаменателен вот этой датой. И наш турнир, который мы сейчас начинаем, будет, наверное, из ряда вон выходящим, экстра-класса, как выразился технический делегат Всемирной Федерации Объединенного мира борьбы Андрей Крикунов. В общем, наверняка все слышали, да, состав у нас действительно очень классный, очень качественный состав. Здесь выступит и олимпийский чемпион из Осетии Сослан Рамонов, наверное, один из самых ярких, харизматичных борцов современности из Италии, кубинец итальянец кубинского происхождения Франк Чамизо, призер Олимпийских игр в Рио Рей Хигучи, также призеры Олимпийских игр Ихтиор Наврузов из Узбекистана, Камейл Гасеми из Ирана. В общем, Ибрагим Саидов из Беларуси, чемпион Европы Найфонов из Осетии тоже выступит. В общем, очень качественный состав. Давид Сафарян тоже вернулся на ковер. В общем, любители вольной борьбы, я думаю, что для всех это будет действительно большой праздник спорта. И здесь это не дежурные слова. Такого Якутск еще, наверное, не видел. Ну, конечно, мы привыкли к большим аренам, к большим схваткам. Мы видели здесь чемпионаты России. Мы уже в 11-й раз, что и говорить, да, принимаем такой турнир. Но вот такого состава, такого интересного состава, наверное, все-таки не было. Ну и, конечно же, наши борцы из Якутии, конечно же, должны показать свое мастерство в такую знаменательную дату. 72 борца будут представлять Якутскую школу вольной борьбы, которую как раз и у истоков которой как раз и стоял Дмитрий Петрович Коркин. Ну и, конечно же, сейчас по 3 коврам здесь в зале уже начнутся соревнования. Сейчас будут вызывать спортсменов. Ну и, как всегда, трибуны у нас уже готовы заполниться. Уже первые зрители, конечно же, подошли. Я думаю, что и у телевизоров сейчас вся республика, несмотря на то, что сегодня рабочий день, я думаю, что очень многие сегодня будут следить за ходом соревнований. Ну и, конечно же, надо сказать, что сегодня 5 весовых категорий. И так получается, что сегодня 5 именно олимпийских категорий. Это весовые категории до 57 килограммов, 65, 74, 86 и 97 килограммов. Вообще на нашем турнире выступят 263 борца, 33 стран мира. В общем, это действительно рекорды. Мы бьем рекорды. Ну и ждем, конечно же, выхода на ковер борцов. Ну и, конечно же, надо напомнить, что наши лидеры сейчас уже готовы выйти на ковер. В том числе сейчас мы увидим стартовую схватку Ариана Тютрина с Ливаном Метревели. Метревели представляет Испанию. Ну и Ариан Тютрин — единственный призер чемпионата России, который завершился в Одинцово. Наш лидер нашей сборной. Ну, наряду, конечно, с Виктором Растадиным, который здесь, на домашнем ковре, тоже должен уже реабилитироваться в глазах болельщиков. Ливан Метревели уже вышел на центральный ковер. Достаточно опытный борец. Видели мы его на многих турнирах. Ну и в этом весе он уже достаточно давно, уже многие борцы, наверное, с ним встречались. Ну и посмотрим сейчас, в какой форме подошел к турниру Ариан Тютрин. Мы прекрасно знаем, да, его характер, его желание победить, которое он показывает в каждой схватке. Уст-алданец Ариан Тютрин
Ну, будем надеяться, что это знаковое событие, что именно он начинает наше соревнование. Будем надеяться, что в весе 57 килограммов, где выступят очень многие якутские борцы, у нас обязательно будут медали. Всего в этом весе представлены 34 борца. 34 из разных стран мира, из регионов России. Ну и ждем. Кстати, и Виктор Рассадин тоже вышел бороться здесь рядом с нами. Его соперник азербайджанец Али Рахимзаде. Давайте будем следить за нашими лидерами. И вот так вот жеребьевка сложилась, что наши лидеры действительно выходят в первом круге, да, соревнований, в квалификации стадии. И да, ждем. Виктор Рассадин, к сожалению, первые 2 балла отдал сразу же своему сопернику. Но, конечно же, мы знаем прекрасно, что Азербайджан — это одна из сильнейших борцовских держав не только в Европе, но и во всем мире. Да? Это одна из сильнейших сборных команд. И на нашем турнире, ну а пока здесь на центральном ковре без засчитанных баллов, без действий, но все только начинается. Хочу еще сказать, что к нашему репортажу обязательно присоединятся и уважаемые наши гости, судьи международной категории, ну и, конечно же, спортсмены именитые. Я думаю, что для многих это будет сюрпризом. Ждем наших экспертов, ну и наблюдаем за схватками наших лидеров. Ариан Тютрин, напомним, уступил в полуфинале на чемпионате России и все-таки добился в малом финале бронзовой медали. Его уже можно назвать многократным призером чемпионата России. Ну и одна из наших надежд в этом весе, конечно же. Серебряный призер Кубка мира в команде 2016 года. Его соперник в синем трико Али Рахимзаде. Али 20 лет, мастер спорта. Борьбой занимается 9 лет. Чемпион Европы среди юниоров 2017 года. Бронзовый призер Кубка мира 2016 года. Так, предупреждение, да, получил Митревели. И первый балл сейчас заработает Ариан Тютрин. 1-0. Ну и как мы анонсировали, к нашему репортажу присоединяется уважаемый арбитр международной категории Александр Иванович Матвеев, город Санкт-Петербург, который уже у нас был и арбитром, конечно же, на протяжении многих лет. Ну и в качестве комментатора он тоже уже не первый раз. Доброе утро. Доброе утро, дорогие любители борьбы Якутии и России. Очень рад приветствовать вас на таких представительных соревнованиях и готов что-то вам чуть-чуть рассказать. Да, сейчас мы видим, что первый период Ариан Тютрин, к сожалению, после первых 3 минут уступает со счетом 2-1, но, конечно же, времени еще достаточно много. Сейчас спортсмены отдохнули и возобновится схватка. Ливан Митревели и Ариан Тютрин. Испания, Россия, Республика Саха-Якутия. Ну и Виктор Рассадин здесь рядом с нами тоже выступает. И счет его схватки 4-2 в его пользу уже.
Хотя он сразу же, конечно, отдал 2 балла. Ну и здесь, конечно, уже трибуны такие напряженные, следят за схватками наших борцов. Митревели, Ливан Митревели, это грузинский спортсмен, но я так понимаю, что Он представляет, да, выступает, Испанию, да. выступает за Испанию. Значит, тоже легионер грузинский. И Ариан якутский Тютрин. Ариан Тютрин. Очень хороший парень. Я недавно, он выступал на чемпионате страны, он стал там Бронзовым призером. бронзовым Да. призером. Очень хорошую борьбу показал. Мне удалось его там пару встреч его наблюдать. Очень перспективный парень. Вообще в Якутии много талантливых спортсменов, и при внимательной работе с этими ребятами они могут добиться высоких, очень высоких результатов на любом уровне. Хотя и так очень много внимания уделяется борьбе, вольной борьбе в Якутии. Ну, вот эти ребята лидеры, и они как бы сейчас являются лицом таким, хорошим лицом Якутии. Ну да, в этом весе Ариан Тютрин сейчас лидер нашей команды. Да. Минута 10 секунд остается всего. Давайте посмотрим за концовкой этой схватки. Сейчас вот мы видим, да, активно пытается атаковать Ариан Тютрин, но защищается очень здорово, надо сказать. Я Пока думаю, еще что ни он одного. дойдет, да. Вот, да, прошел сейчас в ноги. Пока еще засчитанных баллов нет, но времени остается все меньше и меньше. И попался сейчас на контрприеме. Еще 2 балла, Вот да. 2 и 2 должны дать. Да. И еще 2. И 2 балла сейчас Ариан Тютрин. Да, Да, взрываются трибуны. Он должен вести вообще-то. Да, он сейчас ведет со счетом Вот 4-3. И еще 2 балла. 2 балла. 6-3. Я только хотел сказать, что время 50 секунд очень много. И все хорошие борцы всегда вырывают берут, победу. да. Вырывают в конце встречи. Это говорит уже о мастерстве. Вот, пожалуйста. Да, чуть-чуть, конечно, потрепал нам нервы сейчас Ариан Тютрин, потому что уже на последних секундах, скажем так, на последней минуте он взял свои выигрышные баллы. И сейчас, ну, надеемся, что, да, первую победу все-таки он одержит. Молодец, Ариан. Молодец. Да, все-таки такой действительно очень классную схватку мы с вами посмотрели. Хорошее начало дня, скажем так. Упорная схватка. Ну, должен сейчас продышаться, прочувствовать ковер Ариан. Конечно, подустал, мы видим, да. Очень много сил затратил на эту схватку. Там это первая встреча. Там надо посмотреть. Очень представительный такой состав. Да, 34 борца. 34 борца. Да, из очень много стран. Япония, Канада, смотрю. Германия, монгольские спортсмены. Традиционно сильные. Они всегда удачно выступают. Ну и Виктор Рассадин здесь на ковре С тоже ведет. 6-2 сейчас. Весовая категория до 65 килограммов. Рассадин, да. Тоже на России немножко неудачно выступил, но все равно борец очень, очень хороший. И я думаю, у него тоже большое будущее. На ковре начинаются поединки весовой категории до 65. Да, Виктор Рассадин тоже, кстати, первым отдал баллы. В общем, достаточно гостеприимными себя хозяевами показали якутские борцы, отдав по 2 балла, но все же одержали победы. Не, ну гостеприимство оно должно проявляться за столом, да. За столом. А не на ковре, да? Да, а на ковре идет сражение, можно сказать. Да. Тактически, что они тянут, непонятно. Там, в принципе, было все правильно. Может быть, там в одном положении только 2 балла лишних дали. А так Да, Ариан Тютрин раскрутил. в следующем круге встретится с Дамиром Гармаевым из Бурятии. Тоже достаточно молодым, но достаточно уже опытным и высококлассным борцом. Победа присуждается Егору Пономареву.
бурятские спортсмены тоже Пономарев Егор from Russia. объявили наконец, да? 10 добавили. Это Испания, видимо, выбросили протест, челлендж. Но его рассмотрели и добавили 1 балл. К сожалению, вот эти протесты выкидываются просто так, для того, чтобы время. Ну, 9-4 счет был. Ну, балл, что он решает? Ну, 2 балла снимут там. Вот эти 2 балла они... дали же 2 балла. Все Да, правильно. дали 2 балла. И пошла раскрутка. А здесь Вот уже, 2 и да, 2 здесь бы надо было. Да, здесь уже атака борца Они вот в за синем этот трико. балл, наверное, просили. Саидбек Акасов, Казахстан. Ну, сверху атакуют Тютрин, и там правильно показал арбитры До 65 оценочку. килограммов. Так что вот сейчас следующая встреча. Кто у нас? Из Казахстана? Да, Саидбек Акасов и Никлас Дорн, да, выходит на ковер. Дор Никлас. Из Германии. На ковер приглашается Илья У казахов команда, казахская команда всегда тоже имеет хороших спортсменов. Ну и сейчас тоже очень интересные схватки будут по всем 3 коврам. Как мы сказали, да, Саидбек Акасов и Дорн Никлас. Ну а здесь Даша Шаростепанов, еще один, скажем, соискатель медалей, безусловно, да, в этом весе до 65 килограммов. Призер, бронзовый призер чемпионата России 2018 года. Единственный, кстати, тоже в составе сборной команды Бурятии. Даша Шаростепанов. И против него выйдет сейчас борец из Якутии Иван Ефремов. На одну секунду. На ковер С приглашается Иван Ефремов. Да, вызывают Ивана Ефремова. Даша Шаростепанов очень опытный борец уже. И был у нас уже в Якутске он достаточно много. И на чемпионатах России, и, конечно же, на международном турнире Дмитрия Петровича Коркина. Был он и медалистом нашего турнира. Итак, борцы готовы начать схватку. Свисток дан и начинается. Очень интересно, да, как сейчас покажется Иван Ефремов. Мы знаем его прекрасно, родом из Хангаласского улуса. Его брат, старший брат Вячеслав Ефремов, тоже борец-вольник, призер чемпионата России. И Иван Ефремов тоже в каждых, скажем, раскладах. Мы его всегда ждем от него ярких выступлений. Отличается он таким железным характером. Но он встречается с азербайджанским борцом. Тоже традиционно. Даша Шаростепанов из Бурятии, его соперник, да, в синем трико. Я, да, ошибся, извиняюсь. Из Бурятии. В Бурятии большое внимание тоже уделяется развитию борьбы. И всегда появляются талантливые ребята. И можно от них ожидать разных сюрпризов. Ну и помним, что Даша Шаростепанов на чемпионате России показал очень качественную борьбу, действительно. Показал, что прогрессирует и действительно сегодня, на сегодняшний день является одним из безусловных лидеров сборной команды Бурятии. Видели мы его выступление, начиная, скажем так, с сеньорского уже возраста, да, где он тоже показывал хорошие схватки. Ну и сейчас уже взрослый спортсмен,
уже готовый мастер высокого класса. Что-то арбитры выясняют. Ну, сейчас будет уже пора давать замечания, оформлять. Значит, пассивность. И посмотрим, кому первому дадут замечание. Арбитр кто это у нас работает? Чуенко, руководитель ковра. Очень опытный, очень хороший судья. Сейчас был Вот такой на чемпионате сейчас, да. страны. Он был главный судья. Один из самых лучших судей в России. Поединок весовой категории до 65 килограммов ведут в красном трико представитель команды России, представитель Саха-Якутия Иван Ефремов. А это вот Ивану эту 22 встречу года, представляет. школу высшего спортивного Вот, пожалуйста, мастерства балл Республики Саха-Якутия, получил, студент Северо-Восточного заработал университета, мастер потом спорта, и кровью. борьбой занимается Иван Ефремов. Иван Ефремов. И еще 2 балла сейчас будет брать. Да, Молодец. отличный перевод показал, да, и за спину Ну, очень зашел своего грамотно. соперника. Очень грамотно, действительно. Даша Шарстепан. Он, Даше 25. он заработал активность и вынудил бурятского спортсмена атаковать и воспользовался этим. Бронзовый призер Очень грамотно, технично. чемпионата 2 балла. России Приятно смотреть, когда такие 2018 года. действия происходят. Человек борется не только там руками и ногами, а головой еще. Спортсмены весовой категории до 60 Первый период подходит потихоньку к концу. 20 секунд остается до конца. Казахстана. Уверенно, он уверенно оформляет концовку. Вот здесь была период. тоже неплохая возможность. Победитель первенства Но надо сейчас до конца, наверное, этой схватки так и сохранить эти баллы, да, хотя бы, да? Вот сейчас начнется второй период, естественно, будет бурятский борец атаковать. Чем тоже надо, можно воспользоваться и надо воспользоваться. Кандидат в мастера спорта в борьбе 10 лет тренируется под руководством Германа. Кстати, его брат тоже сейчас параллельно борется на другом ковре, на ковре А. Его соперник Егор Пономарев. Вот как раз мы упоминали, да, Вячеслав Ефремов и Егор Пономарев встретились, к нашему сожалению, да, к сожалению, якутских болельщиков в первом круге. Вот так, да? Да, и вот сейчас. Ну, а Саидбек Акасов, призер чемпионата Азии, один из лидеров сборной команды Казахстана, сейчас очень уверенно проводит свою схватку и досрочно завершил свою борьбу со счетом 11-0. Он обыграл своего соперника из Германии Никласа Дорна. Кстати, Германия очень... Разница в классе Ну сказывается. да, конечно, но тем не менее из Германии очень много борцов приехали, 9 борцов из Германии. Такого еще, наверное, не было. Мы знаем, что и в Европе, да, тоже очень много внимания сейчас уделяется вольной борьбе. Мы знаем, что в Германии существует Бундеслига, да, такая Да. Вы знаете, клубная борьба. Иван сейчас проходит в ноги и, был выход, да. да, 1 балл показывает арбитр на ковре. И 4-0 сейчас счет Да. в пользу Ивана Ефремова. Вот идет завязка сейчас. Очень сложная завязка. Да, 2 балла. 2 балла заработал сейчас Даша Шарстепанов, да? Да, да, Счет Степанов. 4-2. И взял очень хороший Опасный захват, да, сейчас надо защищаться сейчас Ивану. Надо спокойно стоять. И вот сейчас будет интересно. Да. Начинается борьба. Конечно, да, включает скорости, включается на полную мощь сейчас Даша Шарстепанов. Идет вперед, поджимает соперника, пытается пройти в ноги, получается это у него. 2 балла. 2 балла красному, да. Иван выиграл 2 балла. Все правильно. Ну зря вот они бросают железные 2 балла. Что там будут смотреть? Я думаю, что дадут еще балл Ивану.
Но мы сейчас тоже будем иметь возможность посмотреть повтор. Будем надеяться, да? Да. Это хорошее контрдействие было. Атаковал как бы Степанов, Иван сконтрил. Какие вопросы возникают? Ну, насколько я разбираюсь в борьбе, не знаю. Вот давайте посмотрим сейчас. Идет атака. Он берет захват. Он в рабочей зоне, да, начал свое движение. Да, Вот это его действие, да. да, скручивает соперника. И не задержался. Медленно перешел, но Задержки не было, медленно да. провел прием. Ну, он провел. Если сейчас еще один Не балл знаю, что за там. челлендж дадут, то счет будет уже 7-2. Если И дадут. Ну, это сейчас будет посмотрим. Победил У нас Ильяс Жумай, Казахстан. Смотрит. Ladies and gentlemen, on the mat A, winner is Жумай Ильяс from Kazakhstan. Чешский, да, представитель. А, вот, да, дает. На Ту, табло приглашаются Николай Захаров. Вот еще дал. Ну, как мы и говорили, значит, мы немножко разбираемся в борьбе. Чуть-чуть. Так что Команд Стефан, Румыния. Ladies and gentlemen, on the mat A, we continue the match in the weight 7-2 счет. 5 kilos, and please Но, welcome скажем, сейчас достаточно Захаров неожиданный, Николай скажем, from сейчас Russia. пока счет, потому что все-таки Стефан. Дашашар Степанов бронзовый призер чемпионата России этого года. ну, я скажу, что Иван Ефремов тоже не слабый мальчик такой. Мощный, Да. физически готовый. И, наверное, настроился. Да, Идет хороший хороший настрой, действительно. Да. Ну и без ошибок, да, пока. Пока без Действует. ошибок, да. Пока без ошибок. Неплохо защищался и от захвата ушел опасного. Вот он Сейчас прошел в ноги. Да. Надо атаковать, не застаиваться. Ну, здесь, Но я думаю, защищается, да, сейчас Даша. наверное, поднимут, если через некоторое время должны поднять стойку, потому что в такой С обоюдной. такой позиции, да, очень сложно захват. сейчас будет провести атаку. Но если кто-то Пытается сейчас Иван как-то выкрутиться, да? выйдет, я думаю, что он просто тянет время немножко, да, так и есть. Ну, он правильно делает, он взял хороший захват. Да, время тем более на него сейчас Да, работает. да, да. нейтрально. Надо... Пытается сейчас Ну, пройти в ноги. 1 балл это балл. все-таки взял. 2 дают. 2 показывает. А там Да, тоже тоже балл. поддержал его арбитр. И 4-7. Ну, Это уже такое это- достаточно шаткое, скажем, преимущество. Уже не в 5 баллов, да, а в 3. Зря Иван стал удерживать счет. Надо активно бороться и активно удерживать. Тем более, что это первая преимущество. схватка, да, силы Да, должны да, были, да. не должны были, Вот да, улетучиться Рано он сейчас. отдал 2 балла, да, сейчас. Вот, И пожалуйста. еще 2 балла. Ну вот, уже 6-7. 6. И 2 балла. 8. И еще 2 балла дают. 8-7. Еще довольно. Да. 10, да. Вот видите, рано удерживают ребята. Но это сказывается. До наверное, конца, да, надо было, конечно. активно надо бороться, активно защищаться. Я все время своим ученикам говорю. Не надо бегать, не надо заднюю скорость, как говорится, включать. Вот все теперь. Только рисковать, только 4-бальный бросок спасает. Тем более остается всего 20 секунд, да, 21 Да, только секунда. рисковать, 4-бальный бросок нужен. А сил уже маловато. Да, мы видели, что в концовке все-таки подустал, да, Иван? Опыт сказался, между прочим. Да. Дашаша Степанов, конечно, Да, Степанов. класс свой он продемонстрировал, призера чемпионата России. О чем мы говорили, да, Да, все-таки? да. Ну вот сейчас он стучит, Иван, по ковру. Ну, виноват, в принципе, сам. И виноваты тренеры, которые сидят, секундируют. Почему они не могли подсказать, что надо активно бороться? Не тратя сил, активно бороться, защищаться. Как только спортсмен побежал, это уже первый признак того, что он устал и то, что он не уверен в себе. Обидно. Хорошо вел и проиграл. Ну, Очень интересная схватка, Да. да, действительно получилось. бурятский парень. Игорь Не мальчик и здорово провел встречу. Видите, все встречи проходят с большим накалом. И все победы хорошие всегда. Люди зарабатывают на последних секундах, на последних минутах.
Да, мы видим вот повтор. Да. Ну, видно, что действительно, наверное, сил не осталось на концовку, да? Не, он, силы-то, может быть, и остались еще, но он попался на такой, видите, захват, плотный захват. Уже уйти. И уже очень уйти сложно. И он накатал ему, сколько, 6 баллов взял сразу, да? 6 баллов. Булатов все, да, будет, россияне. Вот сейчас тоже, наверное, встреча будет хорошая. Да, лидер сборной Казахстана. Булатов, да, и Неизбеков. Даулет Ниязбеков. Это казахский спортсмен, Неизбеков. Да, чемпион Азии, да. Он уже боролся, по-моему, в Якутске. Да, да. Он не первый раз у нас в Якутске. Да, да. А Булатов? Дулстан Булатов, да. Сборная Республики Саха-Якутия. Очень хорошо он отборолся на чемпионате России этого года. Является призером прошлого года турнира Дмитрия Петровича Коркина. И сейчас, как лампочку сейчас пытался, да, закрутил 2 балла и 1 балл отдал сейчас. Даулет Ниязбеков. Показали 2 балла, что-то арбитр показал. На ковре С весовой категории. Ну, дали балл. В принципе, выход наверх с опасного положения — это 1 балл. Джулустан Булатов. Джулустану 25 лет. Представляет школу высших Да, сил. поджимает Даулет Ниязбеков. Очень серьезный настрой, да, у Даулета. Ну, Даулет, он опытный парень. Он, видите, контролирует захват, ковер, центр. Позиция у него очень удачная в конце. И он контролирует действия. Сейчас, вот он как раз сейчас активно выжидает, будем так говорить. Взял захват и теснит в зону и пытается сейчас что-то извлечь отсюда. Опа. Опа, а как ушел сейчас, да? Да, Дулстан Булатов из да. очень опасного положения. Да, и сейчас нам напомнили, что Даулет Ниязбеков является 3-кратным чемпионом Азии, да? Ну и участником Олимпийских игр. Ну, то есть он на протяжении уже многих лет является лидером в этом сборной, да, Казахстана. Казахстана. Ну и Казахстан, мы знаем, очень сильная, конечно же, команда. Да. Ну и Рей Хигучи первую свою победу одержал. Финалист Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Но он тогда выступал в весе до 57 килограммов. Ну а здесь он первую победу, конечно же, достаточно легко одержал. Ну, смотрите, Булатов тоже берет захват, удачно пытается что-то сделать. Но Неизбеков тоже ищет положение и ждет. Выжидает. Первый период подходит к концу. И действий пока активных таких нет. Ну, в любой момент может произойти взрыв. Победа присуждается Марику Куту, Эстония. Вот уже все, концовка. Сейчас секунданты, наверное, подскажут. Как Сейчас еще одна очень интересная схватка будет на ковре Б. Здесь. Да, вот видите, Булатова подсказывает. Герман Устинов и Ганзарик Мандахнаран выйдут на ковер Б. Но мы сейчас, конечно же, посмотрим за схваткой на ковре С до конца. Очень интересная также схватка. Даулет Ниязбеков и Джулстан Булатов. Да. 1 балл взял здесь Нет, Джулстан это Булатов. повтор показали. Да. Ну, сейчас посмотрим. Ну, вот сейчас Начинается, да, второй решаться. период. Все будет решаться. Видите, сейчас должен быть Булатов активизировать борьбу, естественно. Но очень аккуратно, потому что Неизбеков тоже выжидает. Выжидает и в любой момент может воспользоваться ошибкой молодого
Please welcome wrestlers перспективного борца. Anzargeeva Mandakhnara from Mongolia and Ustinov German, Russia. NB. Пассивность. Бал. Я немножко сейчас просмотрел, не понял, за что бал дали. Там за захват, по-моему... За нарушение да. Правил. Бал Захват пальцев. да, за пальцы. Бал с предупреждением. Видите, как Неизбеков грамотно спиной стоит к центру, и все время у него активная позиция такая. Контролирует, да, Да, схватку? контролирует встречу. Это, получается, арбитр показывает. Счет 3-1 3-1. в пользу Неизбекова. Да, надо. 2 балла устраивает сейчас. Надо 2 балла искать, выигрывать. И тогда при счете 3-3. Там предупреждение было. На ковре А победил Надо Стефан более активно. Романов. Вот опять дает Рубрики. пассивность. Это все правильно. Неизбеков очень, очень грамотно контролирует положение. На ковер А Довел до приглашает зоны и сейчас будет Тимур Алткулов, атаковать, наверное. Казахстан. Пытаться атаковать. Николай Мелестян, Молдова. Вообще я смотрю, вот видите, ничего не получилось. Но попытка была хорошая. Джоустан очень хорошо, да, надо заметить, защищается, да, в схватке с таким именитым борцом, опытным борцом. Очень неплохо себя проявляет. Ну вот, кстати, здесь даже 2 балла могут оказаться победными, да, если он В этой возьмет ситуации, сейчас, да. Так что пока еще, скажем, ничего не решено в этой схватке. Да, еще одна целая минута. Все решается в конце. Ну и встречи надо всегда. активнее, опять же, да, работать. Да, у него мало подвижности, и он все время в пассивной ситуации. Он как бы спиной стоит. Но к этому его краю. вынуждает его соперник. Естественно, конечно, да. естественно. Неизбеков. Здесь молодец. тоже Вот, малейшая ошибка, и тоже можешь попасться Да, на прием, так что потом уже не остается. догонишь, да? да, 35 секунд остается. Ну, уже надо рисковать. Уже здесь выжидать нечего. Смысла Выжидать нет, уже. да, уже. Надо рисковать идти. Вот. Да. Ну, что он и делает, в принципе. Искать захват надо, да, уже пытаться пройти Неизбеков ноги. физически хорошо готов. Он просто стоит как в центре. Вот он активно борется. Ну, надо рисковать. Да, последние секунды. Да, вот он даже может сейчас выйти. Вот. Вот, о чем мы говорили, да? Да. Сейчас надо брать 2 балла. Джоустан. Да, 2 балла. 2 балла есть. Представитель Казахстана, Тимур 2 балла есть. Алткулов. Надо 2 балла. Ну, опять Парес просит кинуть челлендж. Я думаю, что там 2 балла. Он боролся за это положение, Неизбеков. Не отдавал. Там арбитру виднее было, коснулся он ногой или не коснулся. Да, ковра, да? Да, если не коснулся, то... Коленом. Вот сейчас посмотрим, кстати, повтор будет показывать. У нас есть здесь демонстрационные? Вот, смотрим. Не, это 2 балла вообще-то. Вообще 2 балла. Он лежит на его ноге, но он пытался сразу сделать 2 и 2. Синий. Он выигрывает. По предупреждению он выигрывает. Он неправильно. Это самое. Там по предупреждению, Саша. Да, там баллы предупреждения было. На ковер А. Да, 3-3 устраивало синего. Представитель Казахстана. Да, там предупреждение. Там было балл с предупреждением, из-за этого устраивает синего. Неизбекова. На ковре Нет, даже если... Все правильно, он неправильно ведет себя. Неизбеков, Казахстан. Булатов неправильно ведет себя. Вот это тем более просто некрасиво. Надо это наказывать за это. Ему дали балл с предупреждением. Там. 3-3 было в пользу Неизбекова, казахского парня. А Булатову надо поставить на вид, чтобы он ногами борцовскую спортивную атрибутику не пинал.
Ну а на центральном ковре очень интересная схватка, которую мы, к сожалению, первый период пропустили. Здесь Герман Устинов против многократного призера чемпионата мира, участника последних Олимпийских игр, где в очень спорной схватке победу одержал его соперник Ганзарик Мандахнаран, один из опытнейших борцов этой Монголии. Ну и один из лидеров, конечно же, да. Да. Вот и ведет здесь, в этой схватке, сейчас наш борец Герман Устинов. Я вот просмотрел последние активные действия в этой схватке, потому что наше внимание было отдано схватке Ниязбекова и нашего Дулстана Булатова. Ну а здесь вот 2,5 минуты есть у Ганзарига Мандахнарана, чтобы отыграть 5 баллов. Да. Тоже очень интересная схватка. Но Устинов стабильный борец. Я уже сколько наблюдаю, он физически очень сильный. В принципе... Да, он трижды брал медали, причем медали всех достоинств на нашем турнире, международном турнире. Очень такой достаточно успешно выступает у себя на домашнем ковре. Сейчас отдал 2 балла и счет 2-5. Сейчас тоже 2 минуты остается, да? Остается 2 минуты. На ковре ведунья автоспортсмена победа присуждается. Монгольский парень будет сражаться за победу. Да, Ганзарик Мандахнаран тоже именитый борец, один из, скажем, один из имен с афиши, скажем так, наших соревнований. И опять атакует, но сейчас вовремя, да, сейчас ушел. Да, такое ощущение, что он подустал немножко Устинов. Герман, да? Да. Ну, конечно, он с таким... Мы знаем Ганзарига Мандахнарана, мы, конечно же, смотрели за его схватками на чемпионатах мира, да? Да. Он отличается вот таким действительно несгибаемым характером. Ну, монгольские борцы всегда, в общем-то, были лидерами мировой борьбы. У них прекрасные борцы были, любят борьбу, созданы для борьбы и сражаются. Ну и традиции в борьбе в них да, есть. Традиции, да? большие традиции. Национальная борьба тоже. Да. Каждый мальчишка. Вот хороший сейчас. Пальцы там надо смотреть. Вот, молодец, арбитр, заметил, да. там пальцы, захват сорвал, да, захват и да. предупреждение 1 балл Герману Устинову. Переживает тренера. Тренерская участь переживать. Учить и переживать. Да. Герман в борьбе 8 лет тренируется под руководством Яковлева. Да, смотрим за схваткой. Герман все-таки очень активное сопротивление сейчас оказывает, не дает ни 1 балла. И 20 секунд последних мы сейчас с вами посмотрим. Опа! Я скажу, что здесь оценку за выход дают балл. Наверное. 1 балл, да, 1 балл. Дают Герману. Да. Ну и, конечно же, челлендж. Куда без челленджа. Да, да. К сожалению, у нас челленджи эти бросают слишком часто, да? Очень часто и не своевременно. Они сейчас могут проиграть. Сейчас посмотрим. Ну, уже, скажем так, 9 секунд всего остается. И разрыв вот такой в 6 баллов. Так что... Ничего не решающий такой челлендж. Просто чтобы потянуть время или показать свою активность тренерскую. Ну и надо сказать, трибуны у нас действительно оживились. Давно, наверное, такого класса спортсменов не видели здесь. Ну, и какие схватки, да, сейчас мы с вами наблюдаем. Ну... Вы знаете, в Якутии всегда бороться приятно, потому что здесь болельщики очень тонко понимают борьбу, реагируют на каждое движение. Всегда вот спортсменам приятно выступать. Я помню, в 70-м году первый раз выступал в Якутии, приехал здесь. На чемпионате? Нет. Итак, мы продолжаем нашу прямую трансляцию. Вашему вниманию схватка в весовой категории до 97 килограммов. Андрей Аронов в синем трико
воспитанник училища Олимпийского резерва города Якутска имени Романа Михайловича Дмитриева и его соперник Эрик Джиоев. Эрик Джиоев, Россия. Ну и первые, как мы видим, да, 2 минуты прошли без активных действий. 30 секунд сейчас предупреждение дали Вот сопернику Аронова, но сразу же, да, с первых же секунд вот этого предупреждения, да, сразу же взял 2 балла Джиоев. Хорошим переводом, зацепом изнутри. Технично, да, чисто сделал. Провел этот прием. И удерживает ножку, не дает зайти сопернику назад. Да, Андрей Аронов, молодой парень еще. Аронов. Да. Появляются и у нас потихоньку, да, тяжеловесы. 97 килограммов. Схватка еще далека до завершения. Первый период только подходит к концу. Ну, первый период, видимо, так и останется. Ну, за Джиоева. Да, ну в этом весе эта схватка уже за выход в 1/4 финала, потому что 13 борцов заявлены в этом весе. Ну и среди них, конечно же, надо отметить Юрия Белановского, одного из рекордсменов нашего турнира. Он является 3-кратным победителем, да, нашего турнира. Юрий Белановский, Красноярск, и его соперник, ну, наверное, будет, да, Игорь Овсянников тоже. Очень интересная встреча будет, да. Они сейчас были, по-моему, призерами страны. Оба стали. В Одинцово проходил. Да. Чемпионат страны. Ну и Юрий Белановский, для него это будет хорошая возможность в 4-й раз стать обладателем золотой медали и опять же стать рекордсменом. Там, да, посмотрите, кто там борется еще. Да, 97 килограммов. Это самая тяжелая весовая категория нашего первого соревновательного дня. Да, из Германии. Вот этот молодой парень, по-моему, из Нуров Германии есть, борется. из Македонии тоже неплохой борец. Ну и из Германии. Ну, в общем, конечно, здесь безусловные фавориты — это россияне, да, российские борцы высокого класса. Юрий Белановский, многократный призер чемпионата России. Победитель международных турниров. Красноярского Ивана Ирыгина. Да, Ивана Ирыгина, да, который... Вот 2 балла один из самых представительных турниров вообще в мире, да. Но, кстати, я скажу, что и наш сегодняшний турнир я бы отнес действительно к серии Гран-при, без всяких «но», да. Совершенно верно. Да. Просто, к сожалению, Якутия далековато, но тем не менее все равно собирается. Сюда сильнейшие борцы приезжают. И призеры мира, и чемпионы. Гостей очень много почетных вы приглашаете. Да, кстати, у нас гостей действительно целая россыпь золотых медалей, имен, Олимпийских игр, чемпионатов мира. Артур Таймазов, насколько я знаю, депутат Государственной Думы, 3-кратный, олимпийский чемпион, должен посетить наш турнир. Хаджимурат Гацалов уже здесь, 5-кратный чемпион мира, чемпион игр в Афинах. Мы вместе прилетели с ним, он уже здесь, да. Здесь счет 4-0. Уже 4-0, да, Джиоева. Но он так спокойно ведет борьбу, что Аронов почему-то не активизируется. Да, Эрик Джиоев. Но мы знаем, что на Кавказе, конечно же, в таких больших весах сложно конкуренции, конечно, составить, наверное. Ну, 6-0 сейчас счет. 8-0 уже. Да. 8-0, да? Да. Нет, 6 все-таки. Сейчас взял 2 балла, да. 2018 года участник чемпионата Европы. Давай. Я посмотрел на другой ковер, и из-за этого 6-0, 50 секунд, 55. Возможно отыграть, но... На ковер приглашаются
Ну и да, спокойно доводит до дела, до победы Эрик Джиоев. Да, 30 секунд осталось. 30. Я думаю, что здесь не будет никаких неожиданностей. Тем более он очень спокойно ведет встречу. А Аронов ничего не предпринимает, чтобы отыграть. Здесь уже не надо толкаться, ходить, а надо проходить. Вот сразу видно, подготовка слабая в том плане, что нет броска. В этой ситуации, проигрывая 6-0, смысла нет проходить к ногам. Перевод за ноги, ну, в лучшем случае 2 балла даст. Нужен бросок, а его нет. 1 секунда, выиграл Джиоев. Все правильно. Да, Эрик Джиоев проходит в следующую стадию соревнований. Ну, это молодые ребята. Да, молодые ребята. Ну и хочу напомнить телезрителям, что очень много интересных схваток. За всеми, конечно же, одновременно мы следить не можем. Но я хочу сказать, что одна из сенсаций произошла уже в первых встречах. Герман Устинов, борец из Якутии, из Амгинского Улуса, выиграл у многократного призера чемпионата России Ганзарига Мандахнарана. Вот мы видим повтор схватки, да. Вот, очень интересная здесь прошла схватка. Было много действий. И вот с таким-то большим разрывом, да, выиграл эту схватку Герман Устинов, показав свою хорошую готовность к турниру. Ну и поздравим еще молодого борца, которого мы напомним, является трижды медалистом нашего турнира. Медали всех достоинств он уже выигрывал. Ну и здесь, конечно, в этом весе сумасшедшая конкуренция. 74 килограмма. Это, наверное, одна из самых представительных, один из самых представительных весов в нашем турнире. Будем следить за схватками нашего Германа. Ну и Юрий Белановский выходит против Олзы Сайхана из Монголии, да? Да. Оба борца необычайно физически сильны. И, как говорил Асланбек Захарович Зоев, приемов не ждите. Да, Бадзул Олзы Сайхан, он парень молодой еще, у него, ну, в общем, у него не так много, скажем так, наград. Ну и, конечно, с Юрием Белановским сравнивать его, конечно, бороться. Да, Юрий Белановский, конечно, один из лидеров, уже многолетних лидеров, да, в сборной команде России. Он каждый год становится обладателем медали на чемпионате России и является одним из лидеров сильнейшей сибирской школы вольной борьбы города Красноярска, Академии Дмитрия Георгиевича Миндиашвили. Ну там сейчас лидеры другие немножко. Он пока завоевывает медали, но на первые роли он уже вроде как не претендует. Ну, очень интересный, опять же, состав из Красноярска. Опять же, один из сильнейших на нашем турнире. Анзор Уришев, да, которого мы знаем прекрасно, да. Сколько у него медалей чемпионата России, наверное, трудно будет сосчитать. Он участник Олимпийских игр. Участник Олимпийских игр, чемпион Европы. И Россию выиграл несколько раз. Если не ошибаюсь, чуть ли там, ну, медалей у него очень много, да, 9, по-моему, медалей. Он постоянно в призовой тройке. Там просто уровень борьбы в России настолько силен, что любая медаль, завоеванная на чемпионате страны, она почетна. Ну и посмотрим Никиту Сучкова, который является, вот, наверное, одним из самых интересных имен, да, в нашей современной, скажем, борьбе. Из молодых ребят. Ему 22 года, уже второй раз он выиграл медали чемпионата России. Да, и вот, 2 года подряд он. Да, и является вот одним из, скажем, перспективных, да, очень перспективных борцов. Он очень много трудится, очень грамотно. С ним в Красноярске, с ним очень грамотно работает отец Александр Васильевич Сучков. Борец, да. Он борец и судья, и плюс вот сына довел до такого уровня. Но я думаю, что он будет еще как бы прогрессировать.
Это я про Сучкова говорю. Виямат Яковлев, Россия, Республика Саха, Даниэль Попов. Плюс в Красноярске хорошие условия. Очень грамотно работают с ними красноярские тренеры. Так что может быть успех. До этого поединка победа была присуждена. Вот ведет, Юра ведет, да? Да, 1-0. Пока очень в таком спокойном темпе проводит схватку. Но спешить ему, конечно же, наверное, не стоит, да. Сейчас отдавать много сил в этой схватке он не будет, конечно же. На опыте уже должен взять. Думаете, да, экономит? Ну, может, и сэкономит. Ну, Экономить опасно, может в любой момент. а вот, взорваться. кстати, да, прошел в ноги, да, монгольский борец. Взял Вот, пожалуйста, два пожалуйста. Да. Что Вот. только сказали, и произошли. Монгольский пихлеван вырвал 2 балла. Юрий Белановский. Ну, посмотрим сейчас, Юрий. Сейчас надо шевелиться Должен уже Юрий. включаться, да. Но это тоже будет маленькая сенсация, если здесь произойдет. 97 килограммов. В красном Вот. трико Магомед Гаджи Нуров. 2 минуты. Но я думаю, что Юра должен предпринять какие-то активные действия. Не все же время бороться на силу, да? Надо и технику какую-то Показать, да? показать, проявить, да, себя. Тем более есть возможности физически. Ну и Я класс, не конечно, знаю, как он да. готов. Да, класс. Есть класс. Должен выиграть. Он должен сейчас активизироваться, конечно. Ну, пока активных действий мы пока не Не видим. да, видим, совсем. не видим, да. И времени не так, чтобы очень много. Полторы да. минуты, минута Ну, 20. есть, конечно, но все же, С одной стороны и много времени, и в то же время мало. да, в борьбе всегда Вот. так, да? Да. Ну, я массу примеров знаю, когда вырываются на последних секундах. Вот, сейчас могут дать. Неподготовленная атака, несколько неподготовленных. Ну, скользкие, они вес большой, потеют, прием сложно провести, надо более плотные захваты брать. В корпус, но он идет к ногам, 50 секунд осталось. Вот. Да, сейчас близок он к своему баллу все-таки, да? Вот, если сейчас, опять же, Не подготовлено, крутит так. Он работает сейчас на активность, ну, уже 30 секунд остается. Его соперник в синем трико представитель Германии Эрик Тиель. Сейчас монгольский борец, он, кстати, да, ему делают замечание, голову поднять. Он закрылся, но он не должен открываться. Он ведет, ему смысла нет раскрываться. Юра должен Юниором 2016. работать, должен Юра Белановский. А он что-то не 10 очень. секунд, да? Не а очень. мы его назвали уже практически, надевали уже золотые медали. Нет, мы его нашли. не одевали. Мы как раз сказали, что он рано закрылся. Вот. Да, и последняя секунда. Нет, Вот сейчас балл дадут. Могут балл дать. нет. Ну, Да, показывает и руководитель ковра там. ничего нет. Да, ничего нет. Ну, видите, как убирают авторитетов. Да, одного за другим, да? Да. Вот чем и хорош этот турнир. Люди приезжают сюда бороться, сражаться. Класс не помогает. Олзисайхан Бадзул На ковре А победил Юрия Белановского, одного из, Монголия. Это тоже именитых борцов. неожиданность. да, конечно, неожиданность. Да. Ну, чего не хватило здесь Юрия Белановского? Может, не так хорошо он был. Может, всё-таки подготовлен. может быть, не готов начало сезона. Я не знаю, что там. Ну, не боро. Ну, в принципе, все время так борется. Аккуратно. Ну, ведя 1 балл, нельзя так бороться. Надо активнее. Но он пытался, имитировал борьбу. Монгольский борец взял, перевел за ногу. Двухбальное действие получил. Все правильно. Да, сейчас мы опять же прервемся на небольшую рекламную паузу и вернемся же опять к нашим схваткам. Вот ты говоришь, что делать, если машина сломается.
А я вот кредит 90 даром использую. До 90 дней, чтобы все вернуть без процентов. Выручает. Азиатско-Тихоокеанский банк. Все просто, все для своих. Я помогаю с покупками, отправляю, доставляю, оформляю, выполняю ваши поручения, дарю радость. Потому что я свой. Свой человек. Септики под ключ, полимерный битум, гарантия 50. Окружная администрация города Якутска поздравляет горожан и гостей столицы с Днем города. 9 сентября праздничные мероприятия под девизом «Якутск – город инноваций и новых возможностей» развернутся на всех центральных площадях и улицах, во всех округах и пригородах родного города. С днем рождения, любимый Якутск! В торговом доме Сербике невероятное, грандиозное новое поступление шуб из Греции и Италии по невероятно доступным ценам. Спешите с любовью и теплом в Сербике. Распродажа Выстнова. Мутоны дубленки от 5 до 15 тысяч рублей. Успевайте, количество ограничено. На Крупской 13. Тренируется под руководством Жуматая Шубаева. Демчик Ринчинов. Неоднократный чемпион Белоруссии 2013, 2014, 2015 годов. Призер международных турниров. Итак, перед вами борцы весовой категории до 57 килограммов. В красном трико борец из Беларуси Димчик Ринчинов и его соперник Джулус Неустроев, Республика Саха-Якутия. Димчик Ринчинов взял уже 4 балла в первом периоде. Но Димчик Ринчинов является одним из лидеров сборной Беларуси в этой весовой категории, является прямым, скажем так, конкурентом, да, легионером из Якутии Владислава Андреева, нашего призера чемпионата Европы, и Андрея Бекренева. Да, и мы знаем, что Димчик Ринчинов уже не так давно выиграл бронзовую медаль, да, на турнире в Турции, в рейтинговом турнире. Сейчас много, к сожалению. Раньше не разрешали уезжать, сейчас разрешают эмигрировать. Идет иммиграция такая. Но мне кажется, странам. иногда это все же идет на пользу борьбе, потому что высокого класса спортсмены переходят, да, в страны, где, может быть, не так развита борьба. И это одно мнение. да, это другое. Есть мнение, другое да. мнение. Да. Мы готовим себе конкурентов на Олимпийских играх, на чемпионатах мира и Европы. Если бы они еще тренировались там и развивали борьбу. Да. Там. Но Димчик Ринчинов из Бурятии сам. Тоже воспитанник бурятской школы вольной борьбы. Просто у нас уровень борьбы в России настолько силен, что мы можем спокойно отпускать пятых, шестых номеров, десятых. И они там успешно выступают. И на международных турнирах, да? На международных турнирах, но, к сожалению, своя борьба самобытная. Там, предположим, грузинская, там белорусская, казахская. Она чахнет. Азербайджанцев. В Азербайджане очень много наших дагестанских спортсменов. И своя борьба, она увядает, будем так говорить.
Здесь, к сожалению, вот мы видим, да, табло не видно, но у нас есть баллы, мы можем видеть на экраны. 1 балл сейчас Джулс Неустроев отыграл. Опять же атакует соперника. Но он пытается отыграться. да. 2 минуты еще есть. И 3 балла это, конечно, не критично. Да, Да, еще при нынешних правилах, когда 3 балла отыгрывается спокойно. Спокойно отыгрывается. Только надо, естественно, атаковать, искать, активизироваться сильно. Вот. Неустроев тоже уже, как бы, я его давно вижу. И по юношам, по молодежи боролся, я помню. Однофамилец Николай Неустроев. Очень хорошего борца советского. Но вы в свое время много с кем, наверное, встречались на ковре, да, из Якутии? Да. В том числе с нашим олимпийским чемпионом Павлом Павловичем Павел Пенигиным. Павлович, да. Иногда даже удавалось удачно отбороться с ним. Но это... На чемпионатах СССР, да? Да, и на турнирах, на чемпионатах СССР. И вот это как раз показатель был характера у Павла Павловича Пенигина. Сложно было, да, с ним бороться? Очень жесткий был борец, выносливый и упорный. И надо показывать таких людей. По телевизору делать стенограммы, такие кинограммы, чтобы молодые спортсмены учились. Как он на Олимпийских играх вырвал победу у Кизера. Ему нужно было только с явным преимуществом выиграть. И он добился этого. Молодец. 19 лет, представляет школу высшего спортивного мастерства. И у него не было такого. Свой, чужой. Он все время со всеми боролся одинаково. Только на победу, да? Да. 6-2 сейчас счет в пользу Димчика Ренчинова. Но он в этом весе тоже будет, конечно же, в числе фаворитов. 57 килограммов. Как я уже говорил, да, в этом весе 34 борца. Самая, конечно же, скажем так, количественно самая большая весовая категория. 34 спортсмена. Ну и среди них вот один из лидеров сборной Беларуси, Димчик Ренчинов. Им еще бороться на турнире Александра Медведя, да, трехкратного олимпийского чемпиона, да, который пройдет уже на следующей неделе. Перенесли там в сентябре, на сентябрь. Да, и это будет самый главный отборочный старт на чемпионат мира, который в октябре пройдет в Будапеште, в Венгрии. Вот встречу судил как раз один из лучших арбитров мира, я считаю, Тимур Батор. Очень грамотный судья, большой друг России. И обслуживает соревнования самого высокого ранга. Сергей Спиридонов, Россия, Саха-Якутия. Неустроев. Да, мы смотрим повтор. Показывают повторы, да. Спиридонов Сергей, Russia. Вот чем отличался Павел Павлович Пенигин? Ну, он и так голову никогда не опускал. Там не важно, там, какой счет. Он сражался до последней секунды. И все время, почему я говорю, все время вырываются победы на последних секундах. С равными, с сильными спортсменами. А здесь он ведет уже, проигрывает балла 3-4, уже голова опущена, он уже не думает о победе. Все возможно, все. И к этому надо стремиться. Вот там у нас девушка вышла, да? Арбитром на ковре. Победил Виталий Респект. Россия, Республика Саха. On the mat, C winner is Vitaly Reспект, Russia. На ковер все приглашаются. Здесь перед вами борцы весовой категории до 57 килограммов. Парвиз Ибрагимов, Азербайджан, и Михаил Васильев,
Республика Саха-Якутия, Россия. Также стадия 1/16 финала. Ну, интересно будет посмотреть. Конечно же, Азербайджан традиционно одна из сильнейших команд, опять же, да? Да, они всегда борются за командное первенство на соревнованиях любого ранга. И там хороший борец. Это, по-моему, как раз азербайджанский борец. Да, из Азербайджана Ибрагимов. Знаменитая фамилия азербайджанская. Борцы, очень много борцов с этой фамилией. Айдын Ибрагимов, Мамед Ибрагимов тоже. У нас пауза была, видите, это, кстати говоря, вот это переворот с крестным захватом, ну, один из самых любимых приемов борцов Азербайджана. Они исторически его хорошо делают, проводят. Вот что и получилось. Перевод, захват ног и 10-0. Да, очень быстрая победа, да, сейчас досталась. Быстрая и техничная, да. Молодец, азербайджанец. Кстати, Парвиз Ибрагимов является призером чемпионата, первенства мира среди юниоров прошлого года. Ну и среди кадетов он был финалистом. Ну, видно, что у него хорошая школа. Да, мастеровитый парень. Да. Вот смотрим мы повтор, как взял, да. Ну, он 2 балла взял, захват. перевел. И вот, пожалуйста, все, захват. И все, уже отсюда не уйдешь, да, называется. Вот. Ну все, здесь уже как бы не уйти. Плотный захват. На конкуренции в 1/16 финала весовой категории до 57 килограммов поединок ведут представители команды России, Республики Саха-Якутия, в красном трико Любомир Ашейн. Любомир 18 лет. Любомир Ашейн, да, и Федор Постников, да. Федор Постников, конечно, поопытнее будет, поименитее. И достаточно уверенно сейчас ведет эту схватку. 4-0. Защищается сейчас от атаки своего соперника. Мастер спорта, тренеры Захаров и Устроев. Федор Постников. Россия, Республика Саха. Любомир сейчас пытался, конечно, пройти за спину соперника, но вот мы видим, да, как его завязал его Федор Постников. И я так понимаю, Постников поопытнее. да, конечно, он победитель международного турнира Дмитриева, призер наших соревнований и победитель первенства России, призер первенства России. Ну, Любомир Ашейн совсем еще молодой, юный парень. Ну, для него, конечно, это будет опыт, прежде всего, выступления на таком большом уровне, да? Конечно. Выступать даже на одном ковре, где выступал чемпионы, призеры Олимпийских игр, чемпионата мира. Это большая честь. Это здорово, когда молодежь на соревнованиях выступает с такими ребятами. Они учатся очень много. Один старт может дать очень много. И ребята раскрываются и показывают хорошую борьбу. Очень опытный не только арбитр, да, рефери, но и тренер. Скажите, вот сейчас, да, кого вы видите из молодых, скажем, молодых чемпионов, молодых ребят, как самых перспективных в составе сборной, может, России, может, из Якутии ребят? Ну, из Якутии Рассадин. Вот, к сожалению, он так на России не лучшим образом. В прошлом году он мог даже выиграть.
Я помню встречу в Гаджимурадом Ингушетии. Рашидовым, да. Да, вел встречу, там что-то секунд. На последних секундах опять Рашидов взорвался, тоже молодец. И вырвал победу. А так он выиграл 2-1. Вот Тютрин. Кто еще из якутских ребят? Сейчас такой немножко был провал. Лебедев закончил, видите. Он нас уже встречал. Сейчас нас уже он там займется государственными делами, я так понимаю. Но такие борцы тоже должны как-то передавать свой опыт. Потому что у вас очень много перспективных ребят и девчат. Сейчас же женская борьба еще есть. И из-за этого при хорошем, значит, где-то курсе борьбы, прохождения, подготовки, и должны ребята эти передавать. Не просто так уходить там куда-то в бизнес, там еще куда-то на госслужбу. А кто-то должен оставаться на ковре и передавать свой богатый опыт уже подрастающим поколениям, потому что Якутия — это настолько борцовский край, один из самых. И самое главное, что здесь очень много уделяется борьбе внимания. Руководство республики и много спонсоров, я знаю. Так что успех должен быть. Только, опять же, от тренерского состава тоже очень много зависит. У вас очень хороший мальчик, я, к сожалению, забыл его фамилию, выиграл Россию сейчас по кадетам. Не помню фамилию. Очень хорошую борьбу показал. Ивана Сивцева, он его секундировал. Ну, его тренер. Очень приличную борьбу. В финале там с явным преимуществом в финале России по кадетам выиграл. Ну, вот. Так что ребята есть хорошие. Только надо, конечно, много друзей. Ну и так все якутские спортсмены, юноши, кадеты, молодежь, они очень много по сборам ездят. Есть возможность, посылают на сборы сборных команд за границей. То есть очень здорово борьба развивается в Якутии. Федор Постников первую победу достаточно уверенно, да, взял и, конечно же, ну, дальше готовится. Да, конечно, ожидаемая, в принципе, победа, конечно, была, да. Да. И сейчас мы видим очень много уже зрителей у нас в зале, смотря вот, опять же, скажем, на то, что сегодня рабочий день. Многие любители борьбы пришли поболеть за ребят, за всех спортсменов. Среди них и достаточно известные имена, и Гаврил Колесов, да? Да, если показывают трибуны, там иногда чемпион встречаешь. мира по шашкам здесь в рядах любителей вольной борьбы. В шашки хорошо играют, да? Да, конечно, да. Якутские спортсмены. Традиционно, да. Ну и сейчас на ковре С еще одна встреча между якутскими борцами. Ойгулан Иванов в красном трико и Егор Потапов. Тоже весовая категория до 57 килограммов. Егор Потапов, призер первенства России, тоже более, скажем, уже опытный борец. Является тоже одним из лидеров нашей сборной в этом весе, 57 килограммов. Ну и неплохо он прогрессирует, скажем так, да. Степан, не знаешь, участвовал и на чемпионате России этого года тоже. Что мне нравится, вот когда между собой встречаются два якутских борца, у вас как бы борьба во всех районах республики развита, и вот болельщики болеют за своих спортсменов со своего района. Это тоже как бы стимулирует очень сильно. Приятно бороться, когда тебя поддерживают. Молодцы. Ну и традиционно, конечно, в таких встречах мало когда бывает такой большой разрыв, да, если только
Ну, естественно, они... Большая разница в классе только. А если, скажем так, примерно одинакового класса или небольшая разница, то, в общем, спортсмены обычно друг друга просто очень они хорошо знают. Да, они знают хорошо, Сильные, постоянно на слабые тренировках, стороны, да, да. встречаются на тренировках, тренируются вместе. Естественно, знают досконально все действия, коронные действия. И как-то... А вот взял за ноги все-таки, да, прошел в ноги и... Ну, я думаю, здесь, наверное, переведет он уже, выиграет эти долгожданные 2 балла. Ну да, надо брать уже, конечно, первые баллы. Да. Еще нет. Надо коснуться коленом. Ну, или... Ну, это балл, 1 балл. Балл дает. Ну, не коснулся коленом. Молодец. Он проборолся, Иванов, да? Да, Игулан Иванов. Он проборолся, чтобы не отдать 2 балла. В этом смысле тоже молодец. Могут 2 балла проиграть, а так проиграл балл. И это может сказаться в конце. Этот балл будет решающим. Может так получиться. Здесь все время, да, в атакующей, опять же, позиции Егор Потапов. Именно он ведет эту схватку. И, в общем, достаточно спокойно, опять же, да, ведет. Ну и вот этот балл. Ну, конечно, можно было постараться 2, но... Он должен был брать 2 Да. балла в этой ситуации. Вот Надо себя именно он не приучить к этому, постарался. да? Именно он не постарался. Надо Но это может приучить боком себя, выйти. да. Да, надо вырывать все, что можно. Такая позиция была хорошая. Я почему и похвалил Иванова, потому что он проборолся. Вот 2 балла он сейчас взял. Нашел он свои 2 балла. Потому что бывают такие небрежности, они потом всегда могут сказаться в конце встречи. Да, ну и как мы говорили, самое большое представительство в этом весе, поэтому сейчас первый круг только завершается, да, 57 килограммов. Но в остальных весах пока у нас затишье. По всем 3 коврам сейчас 57 наилегчайшая весовая категория представлена. Но надо сейчас напомнить, да, какие еще веса, да, нас ждут сегодня, да. Ну и напомню, что 3 соревновательных дня у нас по новым правилам, да, для тех, кто, может быть, не очень хорошо знает, да. Первый день только до стадии полуфиналов у нас борьба будет, да. Да. А завтра уже, ну и утром Решение. предварительные схватки в других весовых категориях, ну и финалы вечерней части программы первого соревновательного дня, ну то есть сегодняшние веса, да. Будет. Ну, взвешивание. Ну, я имею в виду для телезрителей, да, для тех, кто будет смотреть за схватками по телевидению. 65 килограмм, 20, кстати, тоже очень серьезный такой состав. 29 спортсменов, тоже немало. И в их числе мы видели, да, очень острую борьбу Даулета Неизбекова с Джоустаном Булатовым, да, какая была схватка. Да, там будет интересно борьба. Да, Виктор Рассадин, конечно же, здесь, опять же, как себя покажет. Совсем скоро, ну, если он пройдет до 1/2 финала, он до Шашара Степанов, может быть, его будет поджидать, да, потому что здесь он одним из сильнейших выглядит в этом весе. Ну, а в нижней половине сетки развели, конечно же, с Реем Хигучи. Рей Хигучи тоже первую победу здесь одержал. Ну и, конечно же, мы ждем его тоже встречи, да? Да, в таких, на уже поздних стадиях соревнований. Очень интересно. Весовая категория до 74 килограммов. Здесь неожиданно, опять же, повторим, Ганзарик Мандахнаран, один из лидеров, да, в этом весе, да, покинул схватку, уступив нашему Герману Устинову. Ну и из Бурятии Арсалан Будажапов, надо сказать. Ну и Франк Чамизо, конечно же, да, в верхней сетке. Он верхний, да? Да, он в верхней сетке. И здесь у него таких равного класса Исраил Касумов. С ним тоже мы ждем, конечно же, это с Красноярска, да? Красноярская, призер чемпионата Европы, да. Победитель Ерыгинского турнира. Они могут встретиться в полуфинале. Ну и Никита Сучков в нижней сетке тоже, он должен
пройти, ну как мы Там прогнозируем, всего, да? Помимо всего, там вот этот вес, он очень ровный. Там есть некоторые лидеры, вот которых вы назвали. Да. А плюс другие борцы, они тоже сильные. Это вес традиционно 74 килограмма. Да, конечно, да. Ну, 86 килограмм. Здесь тоже интересный состав собрался. Мы говорили, Александр Зеленков тоже из Красноярска, да. Сослан Цоев, кстати, тоже опытнейший борец. Ну, давно борется уже. Да. Заслуженный мастер спорта. Да, Аргадол из Монголии. Ну и до 97 килограммов. Ну, пару схваток мы с вами смотрели и уже говорили о том, что Юрий Белановский, да, один из фаворитов данного веса, проиграл в первой схватке монгольскому спортсмену. Ну, Игорь Овсянников есть. Ну, в общем, есть на что посмотреть. Да. Ну и, конечно, якутские борцы большим представительством. Ну, здесь уже 9-0, да, уже все 11-0. И победа Егора Потапова. Спокойно. Ну, поздравим. Ну, ждем побед. Вот сейчас как раз на ковер выйдет Кцоев. Заслуженный мастер спорта Сослан Кцоев. 86 килограммов. До 86 килограммов в 1/8 финал. Приглашаются Сослан Цоев, Россия, Пуния Дипак, Индия. С Индии спортсмены приехали. Да, Дипак Пуния. С Индии, кстати, у нас есть и именитый спортсмен Тамар Сандип, участник Олимпийских игр 2016 года, чемпион Азии, призер международных турниров. Ну а Дипак Пуния, которого мы сейчас увидим, является чемпионом Азии среди юниоров 2018 года. Ну, в Индии такое большое население, что они могут отобрать там 10 человек. Да, конечно. Ну и, конечно, Сослан Кцоев, тоже один из знаменитых борцов нашего турнира. Да. Давно борется. Вот что-то у нас руководитель ковра нас. Александр Николаевич говорит, что через пару будет бороться на ковре С. Да. Здесь у нас Артыш-Ол и Дуренга 57 килограммов. Арзыл Артыш-Ол тоже представляет Красноярск. Он уверенно ведет, как мы видим, да? Да. В борьбе, кстати, с представителем, по-моему, Южной Америки, да, Дуренга. Дуренга. Быстро разобрался, да. Артыш. Арзыл Артыш, призер первенства России. У него была травма, по-моему, да, и вернулся он на ковер, и сейчас 57 он должен себя показывать. Ну, мы знаем, ну, это из Китая, нет, из Китая борец, да, его соперник. У нас каждый год уже приезжают, да, спортсмены из Китая. Ну, это значит, что они развивают у себя борьбу, да, первые шаги, что называется, делают. Я говорю, Степан, такие страны, как Китай, там 1,5 миллиарда, в Индии тоже 1,5. А вот, кстати, если возьмутся, то, наверное, мало не покажется, да, потому что мы помним Олимпийские игры 2008 года в Пекине и триумфальное выступление китайских спортсменов у себя на домашних Олимпийских играх. То есть, если китайцы возьмутся, если они будут всерьез рассчитывать на медали, да, мы знаем, что в женской борьбе сейчас сборная Китая является лидером, да, одним из лидеров. Сколько медалей мы помним, взяли они на турнире Ивана Ярыгина, да? Практически половину всех медалей, если не больше, они взяли золотые медали, да, и в борьбе с кем? С теми же японками, которые задают тон и моду, да, в женской борьбе уже многие годы. Ну и Ариан Тютрин сейчас ждет своего следующего соперника, Тамир Гармаев из Бурятии. Опытный тоже, ну, молодой, но уже достаточно мастеровитый и опытный борец. Серьезный соперник, сразу надо сказать. Ариан Тютрин. Ну, многовато сил, да, кстати, он потратил в той встрече, в первом круге. Ну,
борцы из Грузии, конечно, с прекраснейшей школой борьбы, да, одна из, наверное, знаменитых советских школ борьбы, да. Ну, мы знаем, что на каждых Олимпийских играх борцы из Грузии берут. Отличаются. Да, отличаются. Это говорит о многом, конечно. Ну и самые борцы, скажем, с такой неординарной техникой, с красивой борьбой, много, да, мы видим их из Грузии. национальная борьба, вот эта читаоба, они там броски ногами идут, они чувствуют борьбу хорошо, дистанцию чувствуют, из-за этого как бы они все бросковые, и у них так есть маленькие такие национальные тоже, они не очень хорошо, да? не очень хорошо дышат, так их физически почему-то так внешне крепкие, но если их так как следует где-то темп дать, они немножко забывают про свою технику. А так вообще очень чувствительные борцы, очень много классных борцов. Достаточно, самый один из великих — это Леван Тедашвили. Технарь, физически крепкий, все было собрано у этого человека. Это вот грузинский борец был, лицо тоже Советского Союза было, такое борцовского лица. Да, ждет пока своего соперника Ариан Тютрин. Но Ариан должен, он тоже, значит, опытный. С кем бы ему ни бороться, он должен, просто, Степан, вы сказали, что там надо восстановиться ему. Но он должен восстановиться. Для этого тренируется, чтобы за короткий период времени восстановиться и быть готовым к следующей встрече. Да, кстати, его тоже друг, соратник, скажем так, да, они оба выиграли осенью, а летом всесоюзные, всероссийские соревнования, отборочные соревнования на чемпионат мира среди студентов. И должен был он поехать в Бразилию, но он решил остаться здесь и показать себя здесь именно на турнире Дмитрия Петровича Коркина. Ну а его друг тоже, Эдуард Григорьев, вышел накануне в финал соревнований в весе до 61 килограмма и будет бороться за золото мирового первенства среди студентов чемпионата мира. Да. Он молодец тогда. В принципе, здесь посчитал, я думаю, что здесь, наверное, даже посложнее будет, чем на чемпионате мира среди студентов бороться. Он выбрал более сложный путь. Чувствует себя, наверное, уверенно. Я думаю, что он будет один из претендентов здесь. Ну, посмотрим. Здесь я ожидаю достаточно сложной схватки. Тамир Гармаев, опять же, повторимся, бурятская школа борьбы, опять же. Хороший тоже состав они привезли. Посмотрим мы на Арсалана Будажапова сегодня, мастера спорта международного класса, с чем мы его поздравляем. Не так давно он выполнил норматив, призер многих турниров. Класса, да? Интересные схватки. Ну и, конечно, Евгений Жирбаев. Очень любят его борьбу здесь у нас в Якутске. Сам в интервью не раз признавался, что очень нравится ему выступать здесь. Был на чемпионатах России, конечно, и каждый год приезжает на наш турнир. Брал медали, был золотым медалистом. В общем, хорошие у нас отношения со спортсменами из Бурятии, которые каждый год тоже украшают наш турнир. Ну и наши спортсмены тоже, да, ездят на соревнования, которые проводятся в честь главы Бурятии. Интересные. На призы президента там. Да, на призы президента Бурятии. Очень интересные турниры тоже. Нам бы хотелось, чтобы таких турниров было больше и на территории Сибири, конечно. Центральная часть, конечно, соревнований, наверное, хватает, действительно много, да. Всем любителям борьбы хочется, чтобы их больше было турниров. Да, да. А Сослан Ксоев, кстати, мы видим, да, на заднем плане. Заслуженный мастер спорта там разминается. Он, кстати, тоже много раз видели мы его борьбу здесь, наблюдали в Якутске. Ему уже, я даже не скажу, сколько лет, ему уже далеко за 30, да? Да. И в какой форме он сейчас, мы, конечно, оценим, но сам факт того, что он до сих пор, да, активно борется, да, приезжает на такие дальние расстояния, борется, да, это вызывает такое уважение, да, действительно, он преданный борьбе. Дело в том, что он, наверное, режимит, во-первых, прежде всего, он в хорошей форме находится, в физической форме.
Опа, Ариан. вот так, 4 балла. Красивый бросок сейчас на 4 Да. балла. Оценен он был. Ну и должен он потихоньку, скажем так, да, набирать кондиции. Не, он очень... Кстати, очень мы в неплохой. сетке соревнований почему-то не увидели Дондукол Хурешола. Хотя он здесь, в Якутске. Может быть, он не смог сделать вес или не успел он заявиться. Или в чем дело, я, к сожалению, не знаю. Мы ждали именно вот такого реванша, да, домашнего, скажем так. Потому что это всегда интересно, когда встречаются принципиальные соперники. Но в сетке я его не нашел. Но я думаю, что если раз он приехал из такой даль, то должен побороться, да. Дело в том, что еще на 4 4 балла. Видите, балла. как спокойно. Я Красиво. сказал, что он очень хорошо, уверенно борется. Ну и зал, конечно, здесь атмосфера, конечно, прекрасная, как всегда. Видите, реагирует когда? Да, всех призываю, кто может посетить наш зал, Центр спортивной подготовки «Триумф», обязательно прийти и посмотреть на схватки наших борцов. Вот такой каждый год, я думаю, что не будет, потому что и призовые в этом году просто прекрасные. Да. Самое главное, что призовые, естественно, спортсмены тоже, люди тоже хотят меркантильность. Да, тем более в борьбе не так они обласканы. Да. Но вот настолько мне нравится, как ваша публика, болельщики, объективно болеют, объективно, естественно, переживают за своих, это естественно, но они и очень объективно еще. Да, это, кстати, все, да. Это все, кстати, замечают. И спортсмены говорят, что если ты хорошо отборолся, то ты всегда от публики получишь свою порцию аплодисментов, да, свои, в общем, похвалу. И, в общем... Ну, на ковре 8-0 уже. Ну, Тютрин, я думаю, уже доведет спокойно эту встречу. Ну, да. Потому что молодец. Но два броска, главное, красивых провел. Порадовал, да, публику. Да. Ну, он даже видно, чисто внешне хорошо готов. Да? Ну, кстати, у него проблем в этом весе со сгонкой никогда он не испытывает. Ну, то есть он идеально, скажем так, да, подходит под весовую категорию 50. Понимаете, Степан, сейчас тоже очень большая проблема в том плане, что много нельзя гонять. Да. Много нельзя гонять. На следующий день надо сдавать вес. И можно не попасть в весовые границы. И 2. Вот, пожалуйста. 4 балла еще. 3 броска на 4. Балла, да. Вот это да. Ну, вот, пожалуйста, молодец. Через лопатку сейчас перевернул, да. Отличный бросок. Красивая схватка. Ну, он видно. Очень уверен. Молодец. Ариан Тютрин. Порадовал публику. Да. На волнение наши оказались мои, скажем, напрасными, да. но отлично. Я почему сразу сказал, что видно, что он уверенно стоит. Владимир Николаевич Кириллин, старший главный тренер нашей сборной, поздравил своего воспитанника. Вот видим, да? Сослан Цоев выходит. И какие эмоции, да? Конечно, при таких трибунах, конечно, да. Это просто, не как на тренировках, да, бросил. Просто приятно бороться. Ну, иногда публика может задавить спортсмена психологически. Да. Бывают такие случаи. Сослан Цоев. Вот он с индийским. Дипак Пуния, да. Борцом, молодой борец, как мы сказали, победитель первенства Азии. Это тоже, конечно... Да, он среди юниоров, да? Да. Ну, здоровый бычок. Бычок здоровый. Кстати, я замечаю, что, кстати, индусы и борцы из Индии, да, они всегда очень хорошо физически, в общем, одаренные спортсмены. Ну, видимо, у них такой отбор, да, именно в борьбу, чтобы такие физические качества очень серьезное внимание уделяют. Степан, а где вы увидели слабых борцов? Нет, конечно, но здесь они именно, скажем, на мощь, да? Иногда бывает, да, спортсмен, который, скажем, более техничен. Как Саитиев, да? Да, трехкратный олимпийский чемпион. Он, так, честно говоря, смотришь на него, он жилистый, да. Но он не пехлеван, а он сколько он выкручивал руки здоровым ребятам. Да. И шеи, и ноги. Да все, что угодно, наверное, он выкручивал. Да, выкручивал все, что можно. Так что борьба такой вид спорта, что там любой конституции человек может добиться успеха. Павел Павлович Пенигин тоже был не пехлеван, но сухой, жилистый, выносливый.
резкий, быстрый. В борьбе силы, кстати, не самый главный фактор. А вот, кстати, отличает, да, школы борьбы, вот российская действительно, наверное, самая техничная, да, самая многообразная, скажем, борьба, да. Ну, потому что у нас борцов. много республик, да, где есть и своя национальные да, виды борьбы. И они как бы соединяются, что-то лучше берется. А вот если, кстати, противопоставить, скажем, с американцами, да, которые тоже мировые лидеры, да, но у них более, скажем, такая атлетичная у борьба. Них, да, более такая силовая подготовка как бы превалирует. Но тех же Кайла Снайдера, да, действующих да. олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира, и Джордана Барроуза, наверное, самых ярких борцов. Да, если да, на них посмотреть, то не скажешь, что они очень техничные, там у них каскад приемов и так далее, да, но зато у них совершенно есть сила верно. и мощь, да. Сила, мощь присутствует. Ну, они правильно тоже ведут. Ну, тоже большая нация. Сколько? 200 миллионов с лишним. Они 250, тоже могут отобрать. Да. Тоже могут отобрать. Ну и, конечно, 10 человек. у них, да, борьба, это тоже очень такой национальный вид спорта. Это же вольная так борьба, это вольная кстати, борьба из Америки. из Америки, да. Началась студенческая борьба там. Они Собирают сейчас судят. У них залы, интересно, вот эти юношеские соревнования проходят. Ну, кадетские, там, в колледжах, в университетах. У них оценки такие, бывает даже, ну, броски часто бывают. И они, у нас оценка идет и по правилам, если человек оказался в опасном положении, а там за амплитуду оценивают, красоту проведения приема, красоту броска. Ну, человек может не оказаться, но дают сразу высшую оценку, там 4-5 баллов могут дать, а человек не был в опасном положении. И они этим немножко поощряют, этих молодых спортсменов, бороться, они азартные все такие ребята. И хорошо борются. Ну, у нас частенько ребята выигрывают. То есть у них правила среди молодежи и среди взрослых проведения турниров, они бывают разными, да? Нет, правила одни, но просто они, как я вам сказать, я вам говорю, как судья, они более щедры на оценки. Вот идет бросок, у нас там начинают думать там 2 балла или 4 балла или 5 баллов. Они сразу дают высшую оценку. То есть этим стимулируют и борцов, и болельщиков, зрителей. И повторяют. Вот я хотел бы, может быть, сказать, там, вот, пользуясь случаем, вот операторам, там, режиссерам, что надо, вот, как в футболе, как в хоккее. Один гол забьют за 90 минут там случайно. И вот 20 раз этот момент показывает со всех точек. Ну, борьба. Я Иваницкому Александру Владимировичу говорил это на российском телевидении. Я говорю, вы показываете вот этот бросок. Вот покажите его 20 раз, этот накат, там, проход к ноге, понимаете? И люди иногда не понимают. Видите, как он этого индийского борца. Мастер-класс, да, вот это мастер-класс. Вот покажите вот эти приемы 20 раз. А, кстати, у нас показывает... Первый-то вперед отдал ему 1-0, да? Да, да, ну, разозлился немножко и все. Вот. А у нас показывают, вот они сильные борцы, встанут два сильных борца, они же друг друга досконально знают, контролируют любое действие там. И они и борьбу скажут, вот какие быки там толкаются, ничего не умеют делать. Покажите проход, боковой, прямой, там, сбоку, нырок. И крутите этот момент. Вот Тютрину сейчас 3 броска сделал, 4-бальных. Ну, покажите. А вот со Сланцоев, да, как вот, закрутил. Да, да, вот он попался, все. Уже отсюда как бы тяжело идти. Индийский борец, он уже не мальчиком там Азию выиграл среди юниоров, по-моему, да? Да. Ну вот. Вот, пожалуйста. Вилли Хейно тоже прекрасно известный нашему болельщику. Финн, да, он наш сосед там по Санкт-Петербургу. Недалеко от Санкт-Петербурга там живет. Его соперник Тимир Булатов, Россия. Это дагестанец, да? Дагестанский, да. Борьба будет. Интересно, он тоже постоянно приезжает, вот этот финский. Да, Хейно. Ну, они молодцы, они любят бороться, приезжают. У них, по-моему, семья вся, все занимаются, по-моему, там борьбой. Да.
Вилли Хейно. В прошлом году мы его тоже Он видели. боролся в прошлом году, да. Но до медали не добрался, да. Ну, но сложно, конечно. Ему сложно в такой конкуренции добраться до медали. Но они молодцы, финны тоже упорные, труженики, любят. У них развита очень хорошо классическая борьба. Но здесь приезжают учиться. Учиться никогда не поздно. Опа, ничего себе, это балл, между прочим, могут дать. Вот, дали 2 балла. Нет, ничего не дают. А арбитр на ковре дал. Балл надо было дать. Он дал 2 балла, они ничего не дают. Балл. Подсказываете, да? Да, я подсказываю. Это мои обычно, как бы, я не помню. Там Аркадий. То есть прием был сделан не до конца, но... Ну, баллы надо оценить. Неполноценный бросок, конечно. Я удивлен. Он-то 2 балла много дал. А они вообще ничего не дали. Вот надо было серединку дать, 1 балл. Ну, здесь железно был 1 балл. Тем более надо было поощрить финского. Да, тем более ветерана. Красивый, да, пытался провести бросок. Да, он хорошо провел. Надо такое поощрять, действительно. Конечно. Вот я про это перед этим и говорил. Да. Что вот не дали. Он-то дал, молодец арбитр. Ну, много дал лишнего. И видите, как финны спокойно реагируют, не шумят. На чемпионате страны бы у нас, если бы такую оценку не дали бы, там бы трибуна бы. Или боролся бы сейчас бы якутский борец. Сразу бы публика возмутилась. Просто здесь всяк пропустили спокойно. Ну, балл там точно был. Я не буду обсуждать работу судейской бригады. Некорректно. Да, ну тем более мы с вами беседуем просто из-за этого. Ну, времени достаточно, скажем так, еще много. Потому что вот сейчас они будут вот пассивность искать, там, как бы кто выявлять, кто активный, кто пассивный. А там было техническое действие. Почему его не оценить? И опять же, сейчас дали предупреждение Тимур Булатову. Да. Ну, пока не может найти ключи, да, опять же, к своему сопернику. Вилли Хейно, я думаю, что он и в греко-римской может быть, да? Да, имеет они опыт, борются. Потому что, да, и бросок был и в том такой, виде, да. и в классическом виде, в греко-римском стойки стиле. он пытался сейчас провести бросок. Вот балл дали. Отдали, должок отдали. Все же взял, да? 1 балл. И соперник его, мы видим, да, молодой парень. Физически сложно, наверное, будет превзойти. Надо брать техникой сейчас, проводить приемы. Но он, да, ищет сейчас. Хейн достаточно так грамотно блокирует, сдерживает, вяжет. В общем, не знаю, если только взорвется где-то Тимур Булатов. Ну, за счет скорости надо брать. Ну, конечно. Да, за счет взрыва. Ну, взрывается финский. Но такой взрыв, такой достаточно неспешный. Вялый взрыв, да? Привет. Ну и первый период у нас завершается. Еще 10 секунд будут отдыхать спортсмены. 1-0 в пользу финского борца. Ну, 1-0 сейчас в начале второго периода. За такую борьбу будут уже наказывать, наверное, финского спортсмена. Хейно, да, уже? Да, ну, они же оба, в принципе, не борются, так чуть-чуть поактивнее был. Сейчас будет поактивнее синий и накажут Хейна. Да, чуть-чуть сейчас подождет арбитр, посмотрит. Да, если, ну, это правильно. Вот то действие не оценили, и теперь, вот видите, он достаточно хорошо вяжет. Вот. Очень хорошо он грамотно. Ну, надо брать сейчас баллы. А уже 2 балла дали. Да, 2 балла. Ох ты! 1 балл сопернику, да, или 2? 2 балла дали. Ну, сложно сейчас было. И выход наверх тогда да, после этого. 4-2 тогда. Да. Счет, все правильно. Ну, молодец.
Ну хорошо, сначала перед этим да, мы завязал думали сейчас, хорошо. да, мы думали, сейчас будет опять же толкотня, да? Да, Нет. да. Тем более вес такой. Бороться у нас. приехал все-таки Вилли Хейно, конечно. Вес 86 килограмм достаточно. И хорошую борьбу показывает. В красном трико представитель Монголии Уитумен Орвадол. Его соперник в синем трико представитель Узбекистана. Тимирбулатову надо уже тоже активнее. Активнее навязывать борьбу свою. Активизировать. Он стоит в центре и ничего не делает. Вот. И еще 2 балла. Еще 2 балла. Ну, молодец. Видите, Степан, он очень грамотно вяжет и потом наказывает Тимирбулатова. А он что-то так и не верит в свою победу. Так идет, вяло встает. Неужели так устал? 4 балла отыгрывается сейчас спокойно. Еще минута с лишним бороться. Минута. Но 20. пока все атакующие действия начинает именно Вилли Хейно. Сначала даже с той неоцененной, да. Неоцененного действия. С первых секунд да, уже начал, ведет финский борец. Странно. Вот еще продолжает атаковать. Вот, ну, молодец, да? Ну, сейчас неплохо защитился. Последняя минута сейчас. Он, наверное, думал, что уже переводит. Так, чуть-чуть расслабился, а Тимирбулатов воспользовался этим. Отбросил ноги, брал тасы. Но все равно осталось 50 секунд. Это 4 балла. Один бросок может решить дело, да? Совершенно верно. Что-то не видно. Тяжелый он какой-то там. Да, не очень свежим он выглядит. Хотя вроде и моложе должен быть, и вроде... Должен быть. Да. Вилли Хейно тоже уже опытный, проживший в борьбе человек. Он везде выступает. Вот. Да. Вот. И, опа. И бросок. 2 балла, да. Вовремя он отдал. Сейчас накатит и выиграет встречу. Вот надо катить сейчас. Если не накатит, то проиграет. Но он стоит, они классики. У них классическая основа такая. Он стоит 5 секунд. Тоже отыгрывается. Но должен быть бросок. Ну и да, победа финского борца. Поздравим Вилли Хейно. Заслуженной и трудовой победой, да? Да. В сложной схватке. Борьба была. Молодец, финский. Хейно. Вилли Хейно. Приглашаются Юрий Протодьяконов, Алексей Боровицкий, представители команды России. On the man C in weight category 65 kilos are requested Yuri Protodyakonov and Alexei Borovitsky, Russia. Алексей Боровицкий. Да, Алексей Боровицкий сейчас вызывает синего угла. Это спортсмен из Бурятии. Тоже опытный спортсмен. Призер, победитель международных турниров. И против него Юрий вот здесь, Протодьяконов. Видите, показывает повтор. Надо было, конечно, 4 Тимирбулатову делать 4 балла. И тогда. А так он греко-римский стиль, видимо, борется. В партере стоит хорошо от наката. Вахобов и Аргадол на центральном ковре. Весовая категория до 57, да? Да, это 86 килограмм сейчас на центральном ковре. Спортсмен из Монголии Уйтумен Аргадол и да, Абдурасул Вахобов из Узбекистана. Центральный ковер и ведет со счетом 6-2 до
за 30 секунд до окончания схватки спортсмен из Монголии. Ну, монгольские спортсмены, они везде, во всех весовых категориях, я имею в виду, Да, они будут участвовать очень сильных, да. в разделе борьбы за медали. Да, они, скажем, первых номеров привезли, только Бекбаяр Эрденебат 57 килограммов не смог. Отсутствует, да? Он... Вот то же самое здесь. Ну, и, правда, занемог, видимо, да, немного приболел и решил пропустить. Да, Аргадол, кстати, является участником Олимпийских игр, 2 последних Олимпийских игр. Да. Чистую техническую победу одержал Алексей Боровицкий, Россия. Алексей Боровицкий уже выиграл, да, на первых секундах, скажем так, да, первой минуте. Аргадол, призер чемпионата Азии, ну, он чемпион мира среди военнослужащих. Достаточно спокойно выиграл встречу. Да, и финалист чемпионата Азии этого года, кстати. Ну, лидер, в общем, скажем, да, национальной сборной в этом весе. Очень интересные команды. Все команды очень интересные такие ребята. Самобытные. Россия. Саятбек Акасов, Казахстан. Ladies and gentlemen, on the mat B, we are starting the bouts in the weight category 65 kilos, and please welcome Ponomarev Yegor, Russia, and Akasov Saidbek, Kazakhstan. На ковер все приглашаются на шаг. Сейчас нас ждет очень интересная схватка между нашим Егором Пономаревым, призером чемпионата, чемпионом России, финалистом чемпионата России, и Саидбеком Акасовым из Казахстана, тоже одним из сильнейших борцов Азии в этом весе. Именно эти два борца, которые выступают из Казахстана, Саидбек Акасов и Ниязбеков Даулет, они будут оспаривать путевку на чемпионат мира именно здесь, в Якутске. Кто пройдет дальше, тот и поедет. Ну, видимо, поедет тренерский состав Казахстана, наверное, проверить приехали сюда. Да, и выяснить, кто из них лучше. Да, потому что и состав хороший здесь, да. И ну вот видите, даже этот турнир идет как отборочный на чемпионат мира, да. И посмотрим сейчас. Ну, Егор Пономарев пока находит себя в новом весе. Конечно, для него непривычный вес. Он, да, 61 перешел, выступал, да. Сейчас выступает 65. На чемпионате России неудачно отборолся, прямо скажем. Ну и здесь давайте посмотрим. Сложная сетка ему попалась. В первом круге с Вячеславом Ефремовым, призером чемпионата России, встречался. Ну и сейчас перед ним Саидбек Акасов, один из лидеров Казахстана. Ну, Акасов очень физически хороший Да. спортсмен. Он у нас тоже не первый раз и брал медали, тоже один из лидеров этого веса. Ну, чисто внешне видно, что он готов. Ну и техника у него интересная тоже. Борец, скажем, такого высокого класса. Претендент на участие в чемпионате. Ну, мы видели, Ниязбеков тоже хорошо готов, да. И Джулстан Булатов, наш, скажем, большое уважение, да, потому что Джулстан Булатов, нет, он бой дал, там схватка же была до последних секунд, да. И счет был равный 3-3, и только по предупреждению победу одержал Ниязбеков, да. А здесь вот посмотрим. Первая минута. Они в разных подгруппах. Ниязбеков, да, они в разных подгруппах. Да. Могут встретиться только в финале. Ну, уже там тоже надо определять более активно. Пономарев чуть-чуть пассивничает. Наверное, получит замечание сейчас. Получит замечание, наверное, сейчас Пономарев. Да, так и есть. Все правильно. Ну, Акасов очень сложно раскрыть. Он так
У него очень правильная стойка такая. У Акасова. Да, пока. Сейчас будут наказывать Пономарева за пассивность, видимо. Ильяс Жумай, кстати, тоже один интересный борец из Казахстана. Выиграл схватку очень быстро, да, разобрался со своим соперником на ковре С. Он является победителем первенства Азии. Очень интересный Вот тоже там борец. балл. Да, балл сейчас уже взял. дали за пассивность, сейчас 2 балла. Сразу, будет, да, уже, да. 3-0. 3-0. Но сложно Егору действительно освоиться в новом весе. Надо уже, наверное, не хватает чуть-чуть и веса, да, и надо... Вы знаете, я помню в момент, что значит не хватает веса. Вот тот же ваш Паша, Павел Павлович Пенегин, он в 68 мы все время боролись. Мы вот переходили из веса в вес, там была такая ситуация один раз, на Европу поехали, и Павел спокойно, ну как спокойно, очень уверенно разобрался с Зегером. Адольф Зегер. Он чемпион был, мира. Вот там бросок, да. Он был лидером 74 килограмма, мировым лидером. Наш советский борец из Якутии приехал и спокойненько боролся все время 74 килограмма, 68 килограмм. Спокойно отборолся с Зегером, да? 74 и выиграл. Так что большой разницы нет, просто психологически, может быть, какой-то идет такой немножко неуверенность. А когда человек уверен, ну какая разница бороться? Все равно вес больше 74, предположим. В общем, это чистая психология. А гонять может быть хуже и для здоровья, и для борьбы. Когда организм обезвожен, координация теряется. Вот движение, да. Раз, это... До этого он получил балл. Да, по предупреждению. По предупреждению. И точно перевел. Очень грамотно, да, ведет схватку. Да. Акасов. Хорошая школа у него. Видно, да? Вот сейчас будет защищается тоже как, да? Здорово. Вот это, его. да. Кстати, здесь могли 4... А, и дали 4 балла, по-моему. Да. 4 балла, 7, да. Да, 7-0 ведет Акасов. Я не видел, какую оценку дали, но 4 балла, правильно, да. Да, 4 балла. На ковер приглашается представитель команды Казахстана Тимур Алкулов. Интересная борьба, интересно, очень интересно. Все центральные, кстати, трибуны у нас заполнены, и боковые тоже уже пополняются, да, потихоньку. Да. Я думаю, что и в вечерней части, да, в финалах, особенно если будут представители из Якутии. А в этом да. дворце уже было, по-моему, 2 чемпионата страны проводили. Да, да. Уже 2. Да. Саидбек Акасов, опять же, очень здорово он ловит соперника на движении, да? Да. Это тоже умение. Ну, это как раз и есть мастерство. Да, Он вяжет. Видите, вроде он закрыт, и тут же он переходит от защиты к атаку, атаке. да. Это, быстрый переход, да, скажем так. Это грамотный, быстрый переход. Не просто бросается без подготовки, он ограничивает движение Егора и тут же взрывается. Причем взрывается вот в правой ноге. Ну, надо шевелить, уже осталось 1,5 минуты. Минуты 40. Вы понимаете, Степан, вот они, ребята, борются, я не знаю почему, вяжутся. Ну, какое вязание, когда 7-0 проигрыш? Уже надо жесткий захват, выбирать жесткий захват, атаковать. А здесь наоборот получается, он его сковал, ограничивает. И он стоит, и Егор стоит. Выйди из этого захвата и принимай какие-то действия активные. Ведущий спортсмена победа присуждается Баяру Цурена, Россия. Не видно, что он хочет отыграть. А последняя минута сейчас. Ну, вот этот проход при счете 7-0, он бесполезен. Зачем он туда? Еще 2 балла. 9-0. 9-0. И сейчас, если наберет хотя бы 1 балл, то чистая победа. Ну, спешить-то, в принципе, наверное, не будет. Акасов
Ну, полминуты есть, в принципе, да, Да. но хотя бы набрать. Престижный балл взять хотя бы. Ну, конечно. Ну вот он, видите, ничего. К сожалению, Егор Пономарев Да, проиграл. уступит в этой встрече. Почти что с явным преимуществом. Да, 9-0. Счет встречи. Акасов идет дальше. Дают спортсмену руки друг другу. Ну, понятно, что Пономарев здесь ждет без- утешения. Да. Если в финал выйдет Акасов, то он будет бороться в утешении. Посмотрим, да. Winner is Akasov Sayatbek, Kazakhstan. Да, выходит в четвертьфинал Саидбек Акасов. Рассадин борется. Ну а сейчас Шарастепанов и Рассадин, да? С Хендерсоном. А, с Хендерсоном, да. Рассадин, Хендерсон, Рассадин. Вот так. И Хендерсон ведет, между прочим. Интереснейшая встреча. Вот американцы чем отличаются? Они тоже бойцы по натуре на ковре. И сражаются до последней секунды. Да, спортсмены США, они никогда, да, действительно не останавливаются. Да. Вот, Виктору надо сейчас. Это балл. Нет. Балл дадут. В партере. Дадут балл, да. Худсистов, Россия, Никита Сучков, Россия, Сафа Якутия. Да, руководитель ковра, по-моему, да? Вот там на трибуне Александр Николаевич Иванов сидит. Это мой друг. Мой друг. Большой якутский друг. Ну, я заметил его. Он сидит на трибуне со своими болельщиками, друзьями. Один из, я так скажу, что он, наверное, самый техничный спортсмен из Якутии был за все времена. Это Иванов Александр Николаевич. Призер Олимпийских игр, да, действительно. Душа команды был он в сборной Советского Союза. Очень веселый, с юмором. А сейчас 2 балла, да, пока? Здесь должны были дать там, я не знаю, какой счет. Вот 2 балла. Ну, я так и думал, что Рассадин в этом плане молодец. А, это предыдущий показывает. Сейчас там ковер готовят к дальнейшему проведению. А счет не показывает. Рей Хигучи одержал уже вторую победу. 6-5. Тем временем, да. 6-5. Пока еще в пользу Хендерсона. В 1/8 финала. Уже сколько, да, баллов успели набрать. Приглашается. Ну, Рассадин физически прибавил. Ну, 65 килограмм. Да, перешел в эту весовую категорию. Плечики появились. Так он, когда гонял, он был по суше. Но здесь борьбы много еще сейчас. Очень да, интересно. времени еще много, да. Посмотрим. Никита Сучков, кстати, на ковре С. А, Никита на ковре С. Да. Никита борется, Сучков. Очень много классных борцов. Это он борется с кемеровским парнем, по-моему. Да, сейчас первый период заканчивается со счетом 6-5 в пользу Хендерсона. Вот сейчас будет очень интересный период, вот, да. надо смотреть. Тем более, что уже в первом периоде, да, мы все посмотреть не успели, к сожалению. Уже Почему? столько баллов, да, разыграли. 11 баллов уже успели разыграть. Да. Так что... А мы пропустили. Кендалл Росс, да, чемпион Олимпийских игр в Атланте 96 года. Это секундирует. Да, это тренер Да. здесь представляет Соединенные Штаты Америки.
Кстати, Эван Хендерсон является победителем турнира Билла Фаррелла 2018 года. Участник турнира в Украине. Наверное, из колледжа, да, тоже. Вот сейчас интересно, подожди, ну да, дали свисток, правильно. Румыния. Айсен Топырин. Россия. Саха-Якутия. Ladies and gentlemen, on the mat B, we are starting the bout in the weight category 74 kilos. And please welcome Postika Artyom from Romania and Kapirin Aysen, Russia. Ну, Рассадин поактивнее. Но этого мало. Но он проигрывает, поэтому ему надо быть поактивнее. Ну, я думаю, что он будет сражаться еще за победу, естественно. Крепкий парень, да? Он посвежее. Рассадин выглядит посвежее. Что-то Хендерсон так вот уже лицо покраснело. На темп задал достаточно высокий, да, во втором периоде. 2 минуты, почти 2 минуты бороться еще. Надо в атаке, опять же, искать счастье. Конечно. Опять же, Виктор, да, вот сам тоже признался после проигрыша на чемпионате России на Чинакулара. В той схватке он первым взял 2 балла, и почему-то ушел он в защиту, да. Удерживать. Удерживал, опять начал удерживать счет, и это никогда ему не было свойственно. Его схватки обычно как раз и заканчиваются вот с такими в красивой борьбе, он все да, время в завязку шел. Завязки, да. И большое количество баллов разыгрывается. Ну а тогда он ушел и в итоге отдал победу. Да, там я помню. Ну не то чтобы отдал, конечно, Начинкулар, конечно, именитый уже борец, да, и один из лидеров сборной России. Но тем не менее он его и не раз выигрывал, тоже, да, Виктор, да. Тоже именитый борец. Да, конечно, да. Классный борец. Оп, вот, хорошо пожалуйста. сейчас. Ой-ой-ой. Опасно здесь, сейчас. Да, он мог. Но я думаю, что он здесь должен. Ой, ты, 2 балла. Опасно. 2-2 могут дать. 2-2 там, в общем, там может быть давать. 2-2. Атака была Виктора, тот перевернул. Могут дать 2-2. Да, видимо, как раз 2-2, 8-7, потому что сейчас мы видим на табло, да? 8-7 на табло. Да, это 2-2. Ну, не согласен Хендерсон. Ну, сейчас будут бросать, наверное. Ну, а челлендж уже, они уже использовали, по-моему. Нет. Или нет? А, не было, да? Не было. Но последняя удачно, минута. Хендерсон удачно сконтрил. Он там, да, в общем-то, проигрывал положение-то. 40 секунд. Ну, очень удачно сконтрил. Трибуны неистовствуют. Гонят Виктора. Да, спортсмена. Виктор Рассадин. Опа. Капитан. Надо показывать себя. Вот. Сейчас надо брать. Сейчас. Или сейчас, или никогда. 20 секунд. Но не отпустит ногу его, да? Ах ты! Держит ногу. Держит ногу, да. Надо брать сейчас. 2 балла молодец. есть. Молодец. Ну, Витя молодец. Ну, очень сложная схватка, да, прямо скажем. Была очень опасная ситуация тогда, да. Неплохо, хорошо подготовленный спортсмен. Нет, молодец, Рассадин молодец, просто красавчик. Да. Молодец. Хендерсон недоволен за то действие, что там 2-2 было. Ну, там было 2-2. На ковре А победил Виктор Рассадин. Саха-Якутия. Да, поблагодарил, да, и соперника. Все правильно. Достойная схватка. И я честно скажу, не ожидали мы от американцев, потому что, ну, как бы, всегда так. У них, кстати, вот всегда так, потому что у них национальный, ну, то есть национальный чемпионат очень сильный, да. У них и в колледжах борются, да, и появляются имена новые раз за разом появляются. Ну, это закономерно. У них всегда, с американцами надо всегда настраиваться на бескомпромиссную такую борьбу до последней секунды. Они выходят, они сами по натуре азартные ребята. Но мы видели и не раз, что даже на Олимпийских играх появляются вот совсем неожиданные имена, которых никто не ждал, да? Вот показывают Сучкова. Никита Сучков очень уверенно выигрывает, да. Ну, тоже вот один из молодых ребят наших, российских, который
на которых стоит обратить внимание. Да, стоит обратить внимание. Вот как красиво сейчас он поймал за пяточку, пятку, загрузил плечи, поймал пяточку. Молодец. С Ходсистовым он борется. Очень уверенно ведет схватку. И взял захват. И все. Да, доведет сейчас до победы. 12 уже, если нет. Нет, сейчас все-таки будет. 10, да. Ну, если пойдет. крутанет, ну, можно крутить, можно не крутить. Да. И такой. Он всегда вот что импонирует. Даже если он проиграл там 2 балла, он сразу идет, быстро идет к центру ковра, подпрыгивает. Он готов к борьбе каждую секунду. Это всегда дает, скажем так, уверенность в том, что он в любой момент может вырвать победу. Даже если он в проигрышной ситуации, он никогда не паникует. Самое главное, что у него есть чем вырывать. Да. Он может, уверен в себе он всегда, да. любой прием. Характер есть у парня, да, такой настоящий сибирский. По примеру Ивана Ярыгина, да, можно назвать, да. Конечно, большие. Ну, красноярская школа, она отличается этим. И всегда его поддерживают трибуну, что мне тоже интересно. Вот такая борьба, она всегда нравится болельщикам, да, когда... Конечно, конечно. И уважительно относятся к соперникам. Когда нет приемов, да. что смотреть? Да. Когда нет борьбы, на что смотреть? Поздравим Никиту Сучкова. Да. Да, мы уже делали такой небольшой анонс, да, по весовым категориям. И, опять же, лидеры продвигаются все дальше и дальше. Скоро мы ждем вот таких противостояний, очень сильных борцов, да, когда они уже на поздних стадиях будут встречаться друг с другом. И вот это будет, конечно, самое главное, да. Вот, ну, многие, кстати, вот эксперты, ну, любители борьбы, которые уже со стажем, они любят смотреть именно с первых уже кругов, да, соревнований, да, потому что здесь интересно. Вот такие неожиданные исходы бывают, как Юрий Белановский сегодня уступил, да, ну кто мог ожидать, что честно неожиданно, вот, да, очень неожиданно. Что он уступит, да, возьмет. Самое обидное, что он как бы, ну, хотел удержать, непонятно, что он хотел этот балл удержать, не получил. Да, та же схватка, яркая схватка Германа Устинова, да, с многократным призером чемпионата мира. Это ведь борец высокого класса. Конечно. Его в Монголии величают не иначе, как призер Олимпийских игр, потому что мы все помним, да, вот эту скандальную схватку, где сцена была вот эта знаменитая, да, с раздеванием. И ну, это уже крик души у монголов. Ну, конечно, это обида, конечно, это можно понять. Вы, как человек, наверное, в борьбе, можете понять эмоции тренера, да? Ну, все равно не надо было так смешить. Но сейчас Герман Устинов вторую схватку свою проводит, и против него выходит Мортуйол. И вот это фирменный бросок, да, Германа Устинова. Дважды он совершил вот тоже, переворот лампочкой. Вот 4 балла дали, можно было второй бросок тоже в балл оценить. 4, да? Нет, в балл. Да, в 1 балл, да. В 1 балл. А первый в 4. Первый 4 балла, второй бросок. А, кстати, вот он же бросил его. Вот арбитры же постоянно совершенствуются, учатся. Почему вот за такое действие, мне кажется, можно, почему нет? Действительно, надо поощрять спортсмена. Конечно, даже если конечно. бросок неполноценный, то почему не дать 1 балл? Если человек активный, надо это поощрять. Это, кстати, хорошее действие Устинова. В том плане, что он физически крепкий, он выключает плечо, голову. Кстати, он в прошлом году вот этим своей лампочкой выиграл Коркинский турнир. И в финале он красиво. Я не помню, с кем он боролся. Да, он со спортсменом из Армении. Да. Он бросковый, молодец. Да. Он правильно использует свою физическую кондицию. Мортуйол тоже такой из семьи, спортивной семьи. Да. Мортуйол. Опа! Как красиво сейчас. Вот опять ничего не дает. Ни одного опять балла. Ничего, но даже если этот бросок не привел, да, к... Нет, дали. Дали все-таки. Наконец-то дали. Что-то судьи очень жадничают, да. Ну, за такую красивую... До этого надо было добавить балл. Здесь... Да. Ну, Герман, да, хорошим настроем вышел, да, мы видим, как он
Ну, отчаянно борется, да, просто. Молодец. Как Виктор Лебедев, да, напутствовал сборную команду. Выходите на каждую схватку, как на последнюю. Правильно говорю. Да, надо бороться. Что думать о финале, если надо выиграть еще до финала? Да, 2-3 встречи. И сейчас снова, да, упустил сейчас свой момент. Душит Мартынов. немножечко, Но вот так. Душит, душит, душит. там через руку, да? Да, через руку. Это опасное такое действие. 8-0 уже счет. Мартуэл, Да, он правильно возмущает. Там немножко было нарушение. Но арбитр здесь должен за этим смотреть, конечно. Да. Конечно. Упускать ситуации из контроля тоже не надо. Тут же серьезное действие происходит, да. И борцы могут быть и горячие люди, да, попасться. Так что, а потом последствия пожинать будут именно борца, да, сами. Кто начнет, да, потом. Да. Ну, 8-0. Ну, 8-0 Герман Устинов ведет. Борец из Амгинского УЛУСа. Ну, я думаю, что он как бы уже не упустит эту победу. Ну, Мартуэл вот посмотрим, давайте за повторами, да. Сейчас посмотрим. Раз, 4 балла. Вот сейчас второй. И пошел. Вот. Да. Была амплитуда, была. Можно было. И сейчас еще посмотрим. Вот этот, да. Как он, да? Поймал соперника. Здесь, да, и здесь провалил там в концовке. Ну, уже начинается. Вот здорово, да. Начинается. Мартуэл уже с первых секунд идет в атаку, но сейчас он и еще на 2, на 4 балла. И все, это уже досрочная победа. Да, трибуны горячо приветствуют. Он показал красивую борьбу, броски. Такая баюля, острая была борьба. Мартуэл тоже активизировал борьбу. Ну, отыгрывал. Вот он правильно боролся, он проигрывает, он идет в борьбу, ну, попался. Ну, что делать? Что делать? Ну, пускай готовится дальше. Да. Устинов молодец. Герман Устинов. Это вторая победа его, да? Да, это уже вторая победа. Он в четвертьфинал вышел, да? Вот повтор идет повтор. Очень хорошо выключил руки. А, кстати, вот победителем этой пары он выйдет в следующий круг. Сарсалан Будажапов и Тафур из Колумбии. Вот повтор. Да. Вот молодцы режиссеры. Показывают повторы. Красивейший бросок. Да, украшение действительно первой части, да, наших соревнований, утренней части первого соревновательного дня. Это схватки Германа Устинова, надо сказать, да. Ну и Ариан Тютрин тоже, да, здорово на 4 раза по 4 балла бросил. Пока, конечно, публика довольна. Публика довольна. Они за этим сюда и приходят, получить эмоции. Да. И молодые, совсем болельщики мы видим. Да, сокалы есть, сидят. Да. Вообще, конечно, Федерация борьбы Якутии молодцы. Мы вчера были на возложении венков Дмитрию Петровичу Коркину. И столько много пришло ветеранов, молодых, ветераны, мастера спорта, ну, предыдущие поколения собрались все там, сказали хорошие слова, выступали. И как бы преемственность поколения просматривается очень хорошо. Ну, точка какая хорошая. Это Ибрагимов будет бороться сейчас, по-моему. 57, да?
Да. Да, Степан Саркомов и Ибрагимов. Мы видели, да, спортсмен Ибрагимова вы видели? Азербайджана, да, очень классный борец. А Саркомова ну, не достаточно опытный борец, но, в принципе, давно мы не видели его на больших соревнованиях, но в свое время был одним из лидеров в этой категории, легчайшая весовая категория сборной Якутии. Но посмотрим, как сейчас пройдет схватка. Ну, конечно, 57 он... Ибрагимов хорошую борьбу показал в первом круге. Степана мы не видели, не успели посмотреть его схватку первую. Но сейчас у нас такая возможность появилась. 57 килограммов. 1/8, по-моему, финала. Саркомов, по-моему, немножко другая категория была, мне кажется. Нет, он на легчайшей весовой категории, да, боролся. Да, и сейчас 57, это не его, наверное, вес. Такой, у меня такое 55, ощущение. Да. Ибрагимов, да. Ибрагимов очень уверенно разобрался в первом круге с Васильевым, да. И сейчас Степаном Саркомовым. Саркомов тоже со своим соотечественником, другом по команде встречался, Спиридоновым. Саркомов тоже давно борется. Да, давно. Опытный борец. Да. Парвиз Ибрагимов. Парвиз Ибрагимов, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2017 года, серебряный призер чемпионата Европы среди кадетов. Ну, одна из надежд, наверное, да, сборной Азербайджана на в легчайшем весе. Да. будущем, наверное, ну, да. там много, да, имен, кстати. И национальный чемпионат тоже очень сильный в Азербайджане. Ну, в Азербайджане тоже много внимания уделяется именно единоборству. И появляются борцы. И сейчас будут... Уже 2 минуты прошли, надо определяться, кто активнее. Ну, Алиев, вот стоит только вспомнить, да, сейчас дали. он мировой лидер. Да, 1 балл дали Ибрагиму. Ну, осторожная схватка пока. В действии проходит первый период. На ковре А борьба в 1/8 финала весовой категории до 65 килограммов. В красном трико представитель Эстонии Марик Кут. Его соперник в синем трико представитель команды Ирана. Саркомов ищет положение. Видимо, этот период так закончится, наверное. 1-0 в пользу Ибрагимова. А во втором периоде ждет нас интересная борьба. 1-0 ведет Ибрагимов. Я думаю, что Саркомов не успокоится на этом. Посмотрим. Вообще он боец. Я помню его встречи на турнирах. Он все время сражается до последней секунды. Бывает получается, бывает не получается, но то, что сражается, от него не отнять. На ковре Б борьба в 1/8 финала весовой категории до 74 килограммов. В красном трико представитель Колумбии Нестор Тафур. Так, второй период. Его соперник в синем трико Арсалан Будажанов, мастер спорта международного класса. Арбитру надо, наверное, тоже сейчас, по истечении некоторого времени. Ну, сейчас, по идее, должна быть уже активность в другую сторону. Ну, правильно. Показывает, да. Правильно. В синем трико представитель Бурятии Арсалан Будажанов, Сейчас Саркомову надо активно чуть-чуть, показать, не да, рискуя активность, двигаться и
счет уравняется. Победитель международного турнира. Вот, это про что я говорил, да. Президента Бурятии. Это тоже надо уметь Ну, конечно, показать активность. конечно, да. Призер международного турнира. 3-0, могло быть 1-1 быть, а стало 3-0. Еще уже 2 балла. Да, уже 5-0. Но Парвиз видно, что парень тоже хороший. Нет, он хороший да, боец. он призер первенства мира. Старком среди поменьше, юниоров, конечно, да. весит. Ну и рост, конечно, чуть-чуть. 57, это не его вес, как бы был бы где-то вес 55 хотя бы. Ну, поменяли. Раньше боролись, Роман Михайлович 48, я помню, как он гонял. Мы с ним много лет были тоже в сборной страны. Вот труженик, все время трудился, все время вес гонял. Но если он зацепится за ногу, то уже все, железно переводил. Интересно у них была компания там. Весит 48 килограмм. Гаджиев там были. Бумбах, Федя с Казахстана тоже. Корнилаев. Очень много. Вытолкнул за ковер и 1 балл заработал Степан. И 4-бальный бросок ждем. Да, только 4-бальный бросок спасает их. Тридцать секунд, надо действовать. Ибрагимов закрыт, хорошо закрыт. Одна ошибка приводит к такому результату. Вот, тогда тактически стал бы тоже, счет да? 1-1, неизвестно, как бы пошла борьба. А когда 3-0 стал счет, уже совершенно по-другому идет. Парвиз Ибрагимов идет дальше. Да. Весовой категории до 74 килограммов. На ковре С победил Парвиз Ибрагимов, Азербайджан. On the men's team, winner is Parviz Ibragimov, Azerbaijan. На ковер А приглашаются Франк Чамизов, Италия, Ахмед Усманов, Россия. Ну и сейчас один из самых известных борцов, громких имен, скажем так, да, нашего турнира, Франк Чамизов, выходит, вызывает его на ковер. Весовая категория до 74 килограммов. Его соперник Ахмед Усманов, Россия. Вот он перед вами. Ну, да, ради такой возможности, наверное, и стоит, да? Мы переключили на тот ковер, да? Да, мы переключаемся на ковер А. И здесь Франк Чамизо. Первая его схватка здесь на якутском ковре. Какой загорелый итальянец, да? Да. Посмотрим, в какой он форме. Но он проходил сборы в Дагестане. Ну и тренера его мы прекрасно знаем, Гайдара Гайдарова, да? Так что должен быть он в хорошей форме. Ну и вчера газета «Спорт Якутии» взяла небольшое интервью у нашего гостя. И он сказал, самый серьезный мой соперник — это я сам. Вот такой, ну он без бахвальства, конечно, но уже его регалии уже, в принципе, говорят сами за себя, да, в принципе. Ну да, он один из сильнейших борцов мира. Мы помним его в 57 килограммов, когда он боролся, 55 даже, да, с Виктором Лебедевым на чемпионате мира в Москве. А сейчас он один из лидеров мировой борьбы в весе до 74 килограммов.
Это Вот, ли? вот Ну, это как раз говорит о том, что можно спокойно переходить из веса в вес, идти вверх. ну, И- насколько спокойно, я не знаю, но тем не менее надо сказать о том, что человек, значит, работает. Это безусловно, потому что без работы, Ну, да, естественно. в таких весах делать нечего, да. И его схватки с Джорданом Бауроузом, да, который уже у всех на слуху и все об этом говорят уже, да. Тот же, как Абдулрашид Садулаев и Хайл Снайдер, да, вот противостояния такие в мировой борьбе, да, таких мало. Ну, пока Франк Чемиза такой достаточно скромно себя ведет у нас. Но и соперник, конечно, Усманов осторожно достаточно борется. Мы знаем, очень чувствительный борец, да, Да. Чамизо. В любой момент он может провести прием, да. Он поактивнее просто сейчас. Да, он, конечно, в атакующей позиции. Странно было Вот, бы. вот. Опа! И Был заступ? Нет, по-моему. там, по-моему, был. По-моему, был Да. заступ, да. Тумурбатор, да? Арбитр. Да, Тимур Батов. Усманов первый балл заработал. Ну, что хорошо, у Чемиза он высокий темп, дает высокий темп сразу. И как бы вот этот балл его тоже только может раззадорить. И он, видите, идет атакует постоянно активно. Надо его встречать. Жестко, быстро. Он вот такой достаточно как бы разбросанно борется. Мы помним, да, на чемпионате Европы, да, какие схватки провел Франк Чамиза тоже. Все, Да, балл. первый период Причем он завершается, выиграл да. технический балл, это не замечательно. В смысле, не пассивность. Вот, да, поймал. Хорошо перешел, между прочим. Да, грамотно. Защитился и перешел. Атаковал Чемиза. Гайдаров На ковре секундирует. в 1/8 финала. Правильно, конечно, он в Дагестане, да, проводит. До 50 Виталий, наверное, спарринговаться не с кем. Да. С кем там тренироваться. В В Дагестане, Италии. конечно, в любом городе. С Челентано. Да. Сейчас посмотрим. Буяман Яковлев, Россия. Ну, если Ахмед вот начинается, он сразу идет в атаку. Все правильно. Сейчас Надо попробует два бальчика брать сейчас. перевод сделать сейчас. Попробует Да, 2 Усманов. балла. Вот Опа. молодец. И возьмет Не сейчас. взял да. еще. Возьмет он. О, нет, не смог все-таки. Если не... Вот. И балла здесь нет. Балла не дали балл. И если Ахмед сейчас не дрогнет, то будет нормально. А если он атакует все время Чемид. Вообще молодец Усманов. Да, очень грамотно. Хорошо, он защищается, Но да? единственное, что он перешел как бы к защитным действиям. Вот надо отвечать вот так, да. А вот тогда надо было 2 балла взять. Тогда и 2 балла надо конечно, было брать железно, чтобы... Вот как А сложно, так да? сейчас вот. И все, да. Как, вроде кажется очень просто, да? На самом деле это большое мастерство. Ну, очень из-за да. тактика. Он заматывает, потом раз. Дернул. И там отстоял 2 балла, это уже
Как обычно говорят, не забиваешь ты, забивает Да, футболист. как в футболе, да? Да. А теперь уже поди, возьми у него балл, да? Да, так Уже не балл, а 2 действиях. надо балла брать. А, кстати, да. Не балл. И в атакующих действиях надо это Да, вот показывать. сейчас только 2 балла надо брать. А он еще атакует, как бы. Ну. Вот Чемиза делает правильно. Вот тут он ведет 2-1. Но Вот он и все он равно атакует, да. продолжает атаковать. Если он остановится, то власть поменяется. Может, Усманов начнет атаковать. Конечно. Вот сейчас, видите? Представитель Дагестана, Усманов тоже. Да. Конечно же, это сильнейшая школа в России. И слабых, в общем, борцов из Дагестана не бывает, да? Школа у всех. 4-1 ведет уже Да. Чамиза, Франк. Теперь только бросок. Или 2-2. Да. Минута 20, минута 15. Ну, похоже, что Усманов нагрузился немножко. А Чемиза свеженький. Ну, все ясно. Взял, да? Да. Хорошо прошел. Ну, хорошо защитился, молодец. Но все равно продолжает атаковать Чемиза. Интересно, да? Сейчас прошел тоже в ноги. Сразу же Он защитился. переводит. И, да. Ну, сейчас 2 балла проиграет, да. 6-1 уже счет. Ну, Чемиза, он своего добился, но замотал, будем так говорить, по-борцовски замотал, и потом извлек дивиденд. Проходит такой вялый проход. 20 секунд осталось. Уже не спешит уже. Даже Ну, конечно. пятится уже. Ну, он даже проиграет, он отдает специально 2 балла и стоит. Да. 6-3. 5 секунд осталось. А вот за 3 секунды можно сделать бросок 4-бальный. Но похоже, что его нет в арсенале. О, да. К ногам. Да? Ну, балл еще. Ну, 6-4. Первая победа призера Олимпийских игр, чемпиона мира Франко Чамизо на международном турнире Дмитрия Коркина. Мы с вами это видели. Посмотрим и за дальнейшими его схватками здесь. Ну и как полагается, да, конечно, порция аплодисментов для именитого борца. Да. А мы видим, что трибуны все больше и больше заполняются. И не только трибуны, да, а вот поближе к коврам, чтобы быть, вот зрители, да, стоят возле ограждений, как да, вы видите. Партер да, заполняется. Партер заполняется, да. Ну, вы как, это хороший театр. Ну, вы как Санкт-Петербуржец, да, конечно, ближе к театру, к культуре. Ну, там есть у нас театр, иногда посещаем. Да, конечно. Но здесь тоже неплохое представление. Здесь хороший, да, спектакль хороший. На коврах хороший и плюс у болельщиков. Наблюдать за болельщиками приятно. Амара. Игорь Овсянников, Russia, and Наоя Акагума. Овсянников где-то. А тут Амаров одержал победу, без потому что, борьбы. да, не вышел его соперник, видимо. На ковре А победу одержал Жуматай Шубаев, мы видим, заслуженный тренер Республики Беларусь, личный тренер Ибрагима Саидова, одного из тоже именитых наших гостей. Да, и он будет секундировать Димчику Ринчинову, весовой категории до 57 килограммов, да. Борец из Белоруссии.
ковер все приглашаются Игорь Овсянников, Россия, Наоя Акагума, Япония. Ну и с Димчиком Ринчиновым Алексей Копылов выходит. Один из братьев Копыловых, братьев-близнецов, которых вы, наверное, знаете тоже, да, они победители первенства России, Европы и мира. Ну и сейчас осваиваются во взрослой борьбе. Пока не сказать, что очень, да, успешно, но одни из перспективных наших борцов в малом весе. Ну и посмотрим. Это очень интересная действительно схватка. Алексей Копылов и Димчик Ринчинов. Димчик Ринчинов тоже очень здорово прибавляет. Опа! И как здорово начал сейчас. 2 балла Копылов, у нас есть, да. Алексей. Опа. Да, все-таки 2 балла взяли. Попробуй сейчас. Уверенно, хорошо взял. Да, хорошо начал, да. Отлично. 30 секунд прошли. Я тоже часто этих близнецов ребят судил, да. Наверное, да. Видел уже. Ну, по юниорам они не знали себе равных, скажем так, да. Ну, сейчас переходит. Надо переходить. Это вот такой тоже тонкий момент, когда перехода, да, из юниорского. Не всегда он получается таким гладким, да? Да, не у всех. А бывает иногда так, что в юниорах ничего не бывает такое. Ничего нет, а во взрослом он уже и олимпийский, и все, что хочешь. А здесь еще 2 балла. Еще 2 балла, да. Это очень хорошее начало. Димчик Ринчинов-то тоже парень непростой. Мы говорили. Нет. Да. Вот здесь защитился все-таки. Могла пройти атака, да? Ну, спровоцировал контрдействие, а сам только защищался. 4-0. 4-0. На ковре А борьбу ведут в 1/8 финала борцы весовой категории. Сейчас уже атакует Димчик Ринчинов. Да. И сейчас может 2 балла взять, кстати. Очень такая Опа! И ничего себе! Опасно сейчас 2-2 там было действие. И так попался. И попался, да. Вот это да. Вот это неожиданно, в принципе. 6-2 вел. Он хорошо проныривал, сделал оценку и ошибся. Вот так. Вот этим отличаются переходы, я имею в виду, когда из одного возрастной группы в другую. Азартный. Ну, может быть, он рисковал, в общем-то. Он слишком, мне кажется, да, может быть, перенастроился, что называется, да? Да, рисканул. Он с первых секунд уже пошел в борьбу. Вроде все получается, да? Не в тот момент рисканул. Не в тот момент, да. Даже если бы он проигрывал 2 балла, 4-2. Ну, давайте посмотрим вот повтор. Вот сейчас смотреть да. надо повтор. Раз. Нет, это он где взял, это да? он взял, Нет, да. мы посмотрим все, наверное, сейчас моменты яркие этой схватки, которая завершилась уже в пользу Димчика Ринчинова. Это первый, вот сейчас вторые будут 2-0. Да, он хорошо работает на ногах, хорошо получается, пропускает. Ушел в партер, да? А сейчас будет завязка такая. Ну, посмотрим, вот, интересно. Вот. Ну как? Он, да. 2 балла он сделал и сам попался. И все. 6-0 и тушил. 6-0, 2. Накрылся, да? Накрылся. И здесь, конечно, сложно было уйти. Да. Ну, здорово, и надо отдать должное Димчику Ринчинову, да, это надо момент подгадать, это поймал, это же поймать, да, борьба же, это вот теперь он переживает, естественно. Японец Араи и Федор Постников. Кстати, спортсмен из Японии ведет со счетом 2-0. 1,5 минуты прошло первого периода. Это тоже стадия 1/8 финала весовой категории до 57 килограммов. Федор Постников. Посмотрим. Япония, конечно, тренер тоже Шиничи Имото, который не так давно тоже выступал у нас даже на Коркинском. Сам выходил на ковер, да, не так давно. В финале боролся с нашим Виктором Арсадином. Японцы начинают подтягиваться немножко, вроде как. Им стало, наверное, обидно, что у них. Он, кстати, чемпион Японии Арая Рикута этого года. Ну,
То есть в малых весах японцы, они, как всегда, представляли Да, собой опасно. грозную силу, да. Так Опасно. что интересно будет сейчас понаблюдать. Ну, импонирует очень мне японская борьба тем, что она, не сказать, чтобы она, да, такая сильно техничная, но здесь действительно вот тяга японцев к совершенству, да, которые мы можем наблюдать и в искусстве, и в литературе, наверное, да, везде, в общем, да, и Да. она тоже очень здорово проявляется, когда проход в ноги, как искусство, скажем так, поставлен бывает, да, так что невозможно практически защититься от него бывает. Ну, японцы, они по природе быстрые Перфекционисты, очень. да, в да. общем, да. Очень быстрые. Рис кушают, наверное, от риса. Рыбу. Ну и в борьбе тоже, конечно, у них традиции сильные тоже. Олимпийские игры уже через год. Да. Ну, в 2020 году. Ну, Считай, да, считай, что через полтора года. Да, полтора, считай, года. Немного остается совсем. И, Да, конечно не же, подготовиться там. мы не удивимся, если 57 килограммов именно этого парня мы увидим на домашней Олимпиаде. Нисколько да? не удивимся, да. Рей Хигучи тоже вроде из ниоткуда такой появился. 20 лет и финал Олимпийских игр в Рио вышел. Да. Мало кто ожидал, что Хасан Рахими там спокойно выиграет, да? Явлиса Банне вроде который. Да, вот причем очень хорошо И сейчас еще, прошел опять боковой проход в этот, боковой проход. Так. 4-0 уже. И Вот как так. сейчас, да, вот тоже интересное движение. Ну, тоже вот, показывает. да. Ну, на 6, сел на 6, да. растяжку и хорошо прихватил А вот, шею. Вот опять. А вот в 57 тоже кто, да? Мы, ну, мало кто, наверное, ожидал, что Вот еще 2 балла. как он Вот сейчас. еще 2 балла, да. Вот как в завязке, да, он работает сейчас? Да, в партере, это очень здорово. Вот еще 2 балла сейчас сделал. Ох ты. Еще 2 балла, все. Ну это все. Все. Вот о чем мы и говорили, да, японская Он борьба. быстро прошел, завязался, перевернулся растяжку. Да, и не остановился. Он делал вид, что на растяжку садится, поймал руку. Это высокого класса мастер, я бы сказал. Да. Даже по одной складке. Может быть, конечно, С Федором. кто-нибудь там. Посмотрим, кто с ним в следующем круге встретится. Очень интересный борец к нам приехал в гости, да. Вот давайте посмотрим повторы, да. Нет, вот он, видите, как сбоку удачно прошел, бам, перевел. А вот тут мелочи как раз решают, да? Конечно. Вот эти, ну, Вот. несведущему человеку очень сложно. Вот. Да вот как он, да, вот видите, как он очень- его поймал, да? Очень правильно поймал, очень четко. А вот сразу, как он развивает это положение. У нас беда в том, что сейчас в партере мало уделяет внимания, а он, видимо, партерист хороший. И вот он идет в авантюру с переворотом с таким. Которая вознаграждена и Да, досрочной 10 победой, минут, да? конечно. Вот это да. Иранцы еще у нас. Арай есть. Рикуто, да? Да, надо запомнить эту фамилию. Да. Интересная какая схватка. Жаль, конечно, что попался ему на пути наш Да, Федор Федор Постников. Постников. Ну, это борьба, это здесь и победитель, есть и побежденный. Это спорт. Борец из Ирана. Иранский. Ариан Тютрин выходит. А, сейчас будет Тютрин с иранцем, да, ворот? Да. Третья Очень встреча. быстро у нас развиваются события, мы Да. даже не успеваем за всем уследить. Ну, у нас сложно, потому что у нас нету, скажем так, расписания, да, по которому работают ковры, и мы смотрим по турнирной сетке. Ариан Тютрин сейчас Да, вот против него хороший. выходит иранец Торкаман. Торкаман Пурия. Пурия Торкаман. Ну, иранцы всегда Ну, славились своими борцами. одна из тоже, да, один из лидеров мировых, да, Иран.
Да. У них борьба тоже на уровне религии, скажем В так. Иране Да. тоже очень интересно бороться. Очень интересно. Там тоже понимающие А вы, кстати, болельщики. тоже боролись, да, и в Иране? В Иране я выиграл иранский турнир из советских. Первый 68 килограммов выиграл. Международный турнир, да? Да, там очень сильный турнир. И мне Александр Иванов тоже, Александр Николаевич Иванов тоже выиграл. Да. А мы вместе с ним как раз ездили. Да? Да. А вы, есть такой рассказ, притча даже уже, можно сказать, что там приветствовали Александра Иванова, иранские болельщики называли Пехлеваном. Потому что он там выиграл с большой он там разницей. накувыркал, да. Да, вот технично. Направо-налево, на эти борьбу показал. мельницы, там подхваты снизу. Они понимаешь, такие. Зрители, да, тоже? Да. Я почему говорю, они там очень правильно болеют. Очень сильно болеют за своих. Но когда начинаешь выигрывать у иранских борцов, они как бы с симпатией, с пониманием относятся. Но болеют не очень справедливо. Там свистят, барабанят, танцуют. Вот. Ну, В Якутии более справедливые люди. Но борцы сильные, и тоже у них в культ введена борьба. Ну, сейчас посмотрим, что. Ну, Хасан Яздани Чарати, кстати, у нас тоже в Якутии боролся, да, который сейчас является одним из мировых тоже звезд борьбы, да? Да. Олимпийский чемпион. Он здесь боролся на турнире Романа Михайловича Дмитриева, который тоже у нас очень яркий турнир. Единственный такой, мне кажется, турнир, международный турнир в этом возрасте, да? Но в России точно он единственный. Ну и такого класса, что проводили, тоже нет, мне кажется. Я тоже соревнования смотрим все равно, да, следим за миром борьбы. И такого турнира мы ждем его каждый год с нетерпением. Каждую весну. Да, в Якутии. Опа. Здесь вот что мне тут, дают? Бал красный, да? дают. Ну, здесь. На ковре борцы весовой категории На краю до 57 килограммов. ошибся немножко Тютри, но там надо было свисток дать. И, в общем-то, не оценил. Там вроде как брал, мог взять 2 балла от Тютри, но он первый вышел за ковер и получил. Вот. И сейчас ошибка. Вот сейчас 2 балла. Провалился, да. Сам попался, да, опять же. Да, 3-2. 3-2 это уже не так плохо. Это хороший потому борьба. что сейчас опасно такое движение, неподготовленная атака была. Нет, там, в принципе, срыв можно было дать. Не можно было, а нужно было дать. Он проводил Тютри. Срыв. Срыв, свисток, да? Да. Ну, это хорошо. Здорово. К нам Павел Павлович подошел, Пенигин. Друг, соперник. Мы про тебя сказали здесь пару слов якутским болельщикам. Я? Все, я... Павел Павлович Пенигин сказал, много не разговаривать по телевидению. Давай, Паша, я подойду? Да. Вот, да, друзья, соперники. Уже да. Сколько лет, да, уже друг друга знаете? Да, сколько лет? Уже много, уже больше. Больше 30. Лет 40. Лет 40 мы уже друг друга знаем. А вот посмотрим сейчас повтор, да, в перерыве. Вот здесь он провалился. Здесь провалился железно, здесь накрылся. Но он накрыл, да, уже до этого соперника. Да. Вот до этого бы себе показали бы решили срыв. Срыв там вот до этого момента. Да. Все, второй период. Опа. Хорошо сейчас, да. Отлично. 2 балла точно. Это минимум, наверное, да? 2 балла точно. Да, 2 балла, 4-3. Ну, красиво сейчас, кстати. Да, тоже такое движение. А можно было и 4. Да. Ну, тоже арбитр
Ну, вовремя перевернулся иранец. Так, если бы задержался, было бы опасное положение, могли 4 балла дать. Ну, Тютрин молодец, сражается. Вот он борется активно, агрессивно. Атакует сейчас Ну, Ариан. Да, несмотря на то, что он, опять же, выигрывает. Надо так бороться. Да, но вышел, да? Он вышел. Мне кажется, здесь можно наказывать, да? Тоже надо наказывать, Фаул, конечно. фаул Он в надо, стойке был, Тютрин был в стойке, тот стоял в партере, ждал, но он вышел за ковер. Но это надо было наказывать, конечно, да? Да. Арбитру. И это, здесь дело не в том, что мы болеем там, Да. борца, Я чисто здесь... объективно. Естественно, мы болеем за россиянина, за якутянина там. Но он выходит за ковер в пассивном положении, а он в стойке находится. Если бы они оба были, вот, если бы они оба были на коленях, тогда не надо ничего делать. А, кстати, сейчас изменения должны быть, они приняты уже, да? С 1 сентября там на мировых коврах они... Там небольшие изменения именно в пуш-ап, да, то, что называется выталкивание. К сожалению, у нас в борьбе очень часто меняются правила. Это не есть хорошо. Вот еще. Вот тоже положение, да, кстати. Он за это дают. Борьбы, вот здесь дали, а там не дали. Нет, тоже уже, положение. Ну, второй раз дал. А, нет. Дали второй раз, сейчас. да, 6-3 сейчас да. уже счет. А там не дали. Почему? Первый не дал, а потом 2 дал. К сожалению, да? у нас правила меняются. Логика быстро. должна быть какая-то. В футболе 100 лет не меняют правила. Сейчас поменяли. Видеопросмотры стали делать. А вы, кстати, и футбольный болельщик, наверное? Я нет. Нет? Я против был того, что заслуженных мастеров спорта присвоили футболистам. Да. Это получается у нас что, за 8-е место там. Надо мастеров на чемпионате мира, да? Ну, это немножко... Опять он уходит от борьбы, да. Да вот это опять, видите? Вот сейчас... И не дал, да? Не дает сейчас это... ничего. Там дал, 2 раза не дал. Это неправильно. Какая же логика должна быть какая-то, да, в действиях арбитра? Хочу дал, хочу не дал. Ну, разве... Дело в том, что Тютрин атакует, он остается в стойке. Он выходит за ковер. Все, вот молодец Тютрин. Он боец, нравится. Да. 8-3. Ну все. Надо брать сейчас. Я думаю, что здесь закончится. Иранец уже подавлен. Подавлен психологически. Такое ощущение, что... Хотя они очень... Остановился, да? Они очень хитрые. Могут притвориться, что тяжеловато взорваться. Но Тютрин очень агрессивно ведет встречу. Вот. Молодец. Похлопал Борис, давай. Пихлеван иранский, Борис. Победил Бацу Улзисайхан, Монголия. On the mat, C winner is Batu Ulzisayhan, Mongolia. Ну тут поспешил Ариан чуть-чуть. А тут здесь уже нет, да. Здесь единственное, что вот чтобы травму не получить. Вот когда он расслабился, Тito немножко так отдал ногу. И в этом моменте вот можно получить травму, когда атакует. Он же ничего не решает. Вот, молодец, блин. Вот так, 5 баллов. 5. 5, да, 5, кстати, да, максимально. 5, молодец. Ну, Ариан радует болельщиков. Да. Молодец. Ну, ради этого пришли, да, вот, видите, пришли, получили удовольствие. Надо бороться, да. Молодец. Без вопросов. На ковре Б начинается борьба в 1/4 финала весовой категории до 97 килограмм. Приглашается Эрик Живой, Россия. Иван Иванович Дмитриев, его личный тренер.
секундировал. Он же Вот. Раз. здорово, как Чик. обе ноги. Бросок красивый Прекрасный получился. да, проход. Вовремя поднял и вовремя бросил на 5 вот еще раз еще показывайте, молодцы. Режиссеры. Еще надо показывать его и на афишу. Кстати, Вилли Хейно против нашего борца тоже вышел здесь. А вот красиво. Вот, Еще молодцы, раз. здорово. Вот это целый день можно смотреть. Нургун Сергин в красном трико, Республика Саха-Якутия, и Вилли Хейно, наш, да, любимец уже, можно сказать. Да. Посмотрим за этой схваткой. Нургун Сергин, чемпион республики. И Вилли Хейно. Но я думаю, что Вилли Хейно, я не ошибусь, если назову его чемпионом Финляндии. Скорее всего, он там выигрывал, да? Наверное, наверное, что-то если он там там проводится национальный чемпионат, да? Я думаю, что он там выиграл и классическую борьбу, и, ну и вольную борьбу. Интересную схватку показал он в первом круге, кстати. Да, да. Вот. Без всякой иронии, скажем, да? Без всякой иронии. Да. Он очень четко, грамотно завязал человека. Там дагестанец, по-моему, боролся. Нургун на чемпионате России первую схватку выиграл, кстати. Это неплохо. Да, Нургун Сергин. Сергин. Да. Ну, и во втором тоже неплохо отборолся, ну, чуть-чуть уступил. В общем, появляются у нас тоже борцы в таких весах, пусть даже не чемпион России, там, не призер, но тем не менее это развитие борьбы, да, оно должно идти не только там в одном весе, да, вот. Я помню, в Якутске, по-моему, проходило первенство, и в финале боролся якутский борец, может быть, даже не Сергин боролся, и осетинский борец в тяжелых весах, и выиграл якут. Я говорю, ну все, власть поменялась. Если якутские спортсмены начали выигрывать еще в тяжелых весах, то все. Это недавно? Недавно. Ну да, это было. Это Толмачев, по-моему. Вот да, я не в тяжелом весе, да, по-моему. Он выиграл у осетинского борца. Обычно считал, что осетины в тяжелых весах неплохие, а в легких весах якутские борцы хорошие. А здесь в тяжелом весе выигрывает якутский борец. Я смеялся, ну, от души, хорошо. Максима Толмачева, наверное, помните? Он в финале он выиграл. Российской Федерации с 2003 по 2011 годы Михаил Ильич. Первый вперед в пользу Нургуна Сергина со счетом 1-0. Завершается. Степан Сивцев секундирует. Личный тренер. Вот тоже много ребят ездит по сборам. Я имею в виду тренерский состав. На соревнованиях переживает. Вот Хейно. Боец. Ну, он такой неудобный, похож, что жесткий такой, сильно физически достаточно сильный. Опять же напомню, что 33 страны мира представлены у нас на турнире. 263 борца. Это больше чем где-либо. Да. На Ирыгинском, да, столько не бывает. География действительно широкая. Но мы с вами видели и прекрасных борцов из Испании, из Италии, Японии, да. Монголии, Казахстана. Высокого класса, причем спортсменов. Опа! Какой сейчас зашагивание сейчас, да? Здорово сейчас пытался провести Вилли Хейно. Но защитился Нургун Сергин. Вот такая схватка.
упорная. Да, очень упорная, не безинтересная, скажем так, да, несмотря на то, что вот баллов Она своей не так много, да, свои есть. интриги здесь имеются. Интересно, интерес, да. чем закончится. Здесь еще борьба будет, еще приемы будут наверняка. Это же за активность дали балл. Да, да. Балл за активность дали. Сейчас могут поменять. Ну да, Хейна показывается. Да, работает, он активничает. он работает, Сейчас, да. да. Сейчас 1-1 будет счет. И уже в пользу Хейна. Так что надо Сергею... Надо брать балл сейчас. Надо технический балл уже, брать, да. Тогда уже выигрыш практически в кармане, можно сказать. Да. А если отдашь, то уже будет сложно взять балл. Совершенно верно. Сейчас даже можно рисковать даже, потому что... Ну, идет, да. Сейчас именно надо рисковать, потому что сейчас дается 1-1 счет будет, и все. Времени там уже Время в обрез идет. будет, да. Пока не дали, по-моему, да? Нет, сейчас 30 секунд включили. 30 секунд, там 5 секунд осталось. И счет 1-1 ставим. Вот все. 1-1, да. 1-1 в пользу Хейна. Да. А Сергею надо сейчас брать баллы. — 40 секунд осталось. Сейчас уже... Это последние секунды Да, сейчас. последние секунды, видите. Как 15 секунд, бросать надо. Ну вот, к сожалению, финский парень обыграл якутского парня. Да. Вилли Хейно. Горячий финский парень. Да, горячий. Расплавил якутский лед, да? Да, вторую схватку выиграл Вилли Хейно, с чем мы его и поздравляем. И он, наверное, сейчас будет за троечку будет бороться уже. Посмотрим. Сколько сейчас, их там да. человек осталось. Ну что, грамотно он очень так построил встречу. Вот там. Да. Представитель команды Казахстана. А он, да, в полуфинал он вышел. Вот, он в полуфинале. Да, в весовой категории до 86 килограммов. Александр Зеленков, да? И Фриев. Да. Посмотрим. Фриев кого представляет у нас? Испанию тоже? Да. Осетинский борец в Испании, да? Да. Это уже, да, тоже четвертьфинал весовой категории до 86 килограммов. Александр Зеленков и Таймураз Фриев. Мы видим, что испанец-то у нас тоже непростой. Да, здесь, он, да, 2 балла взял сейчас. Он из Осетии, да. Хорошо обучен. И что-то... На ковер приглашается Саянбек Акасов. Ну, Зеленков... Представитель команды Казахстана. Зеленков призер России, он тоже даже... Таймураз Фриев участник Олимпийских игр, кстати, да. Фриев? В 2016 году, да. Ну и в малом финале был он на чемпионате мира в 2014. Ну, опытный, в общем, борец. В общем, да.
Ну, Зеленков тоже неоднократный призер страны. Да, и финалист чемпионата Да. России, обладатель Да, серебряной медали Кубка мира в составе сборной России. Красиво. А, кстати, 4 балла здесь. Они почему смотрят? Это 4 балла должны дать. Там какую оценку? Ничего. Все еще рассматривают. Рассматривают. Здесь законно 4 балла должны дать. Вид стоит 2-0. Да, видимо. Он не коснулся, он со стойки перебросил, опасно. 4 балла. Что там? То есть он сам не коснулся ковра, да? То есть да, стоя на ногах, он, да. Вот. Он со стойки бросил. Вот, пожалуйста. Да? Да, здесь 4 балла. 4 балла, да. Я не знаю, что там. В принципе, испанцы правильно выкинули. Там 2-0 стоит, да? Ну пока, да. Все еще рассматривают арбитры. Но у них и камеры не такие хорошие, как у нас. Нам виднее, конечно. Да. Там может быть так, что с какого-то ракурса неудобного, наверное. Да, смотря с какой. Ну, с любой точки здесь. В принципе, видно, да? Вот. Как хочется, например. 4 балла, да? 4 балла. Какие вопросы, да? Что они там смотрят? Непонятно. Четыре дали. Ну, я же сказал, я немножко разбираюсь в правилах. Да, 4-0 ведет Таймураз Фриев. Чемпион Азии среди юниоров 2009 года. Его соперник Свидетелько, представитель команды Казахстана, Ильяс Жумай. Кстати, Акасов и Ильяс Жумай, два казахстанца, встретились. Да. Вот хорошая, интересная встреча. Тоже посмотреть интересно. бы ее, да? Краем глаза. Ильяс Жумай по молодежи тоже много выигрывал. И, кстати, у него интересный очень рекорд. Ну, расскажем, когда, может быть, посмотрим его, да? Хотя здесь, наверное, Акасов все-таки фаворит. Я думаю, да. Он, кстати, выиграл национальные соревнования во время национального праздника по поднятию барана на ногах. Да. 502 раза, по-моему. Это очень много, мне кажется. Да? Конечно. 500. Значит, очень одаренный, физически очень одаренный, значит. Наверное, подарили ему этого барана. Но, скорее всего, за такую работу-то. 500 раз поднять, понимаешь? А здесь Зеленков-то... Зеленков должен сейчас 2 балла отыграть, так и есть. И ну, как бы, естественно, я болею за Зеленкова. Ну, первый завершился период с таким счетом. 2 балла. А тут Ильяс Жумай, да, кстати, 2 балла. Первый он взял. Да. И даже поднимает, я чуть не сказал, потому что пытался он подняться тоже. Ну, давайте мы к нашим борцам вернемся. Таймураз Фриев, участник Олимпийских игр. Этих участников на нашем чемпионате, на нашем турнире 16 участников. 16 человек, да? Ну, вот видите, они все являются лидерами в своих странах. В том числе Сослан Рамонов. Да. Вот видите, Зеленков продолжает, да. Здесь, я думаю, Зеленков выиграл 2 балла. Зеленков 4-4 счет, но ничья не устраивает. По качеству да, выигрывает Фриев. Ну, Зеленков сейчас будет включаться. Сейчас уже 4 балла отыграл. Положение обязывает. Да. Тем более, ну, что... даже Зеленков поопытнее, мне кажется. Он должен
достать. Он уже достал, но победа пока на стороне Фриева при счете 4-4. Между казахами, да, в такой напряженной схватке выигрывает все еще Ильяс Жумай. Молодец. Ну, видимо, хороший, перспективный борец тоже. Видно, да? Хотя вроде атакует много, да? У них свои там идут разборки. Да. Кому Серьезные куда попасть, разборки. да. Конечно. Вот Фриев, опа, прошел к ногам. И довольно... Опа. Молодец, Зеленков. Хорошо защищался, проборолся и выиграл. 2 балла дали, да, 6-4. Да, уже ведет Зеленков. А Акасов тем временем 2 балла, да. Отыграл, да? Да, 2-3. Ну, за 2 здесь, минуты. да, 6-4 ведет Зеленков. Молодец. Молодец. Остается минута 35. А он тоже не останавливается, мы видим, да? Да. Идет вперед, атакует правильно. Тем более, что честь Красноярской школы надо отстаивать. Конечно. Юрий Белановский подвел. Да, подвел. Вот еще, ну все, он так его раскрыл, по-моему. 8-4. Не знаю, правда. Я не думаю, что он отдаст встречу. Это как бы, ну, не похож, что Фриев подустал. Ну, Анзор Урышев, видимо, 92 будет бороться, значит, да? А если мы его завтра увидим из Красноярска, тоже одного из лидеров железного человека из Красноярска. Оп. А Акасов тем временем, да, еще 2 балла. 4-3, да? Зеленков спокойно доводит встречу. 40 секунд еще. Да. Победы, остается. видимо, так нельзя говорить. Но 8-4. 8-4 не похож, что Фриев отыграет что-то. Хотя любой бросок, одно мгновение и все. Атакует Фриев, ну, выкладывается. Он обязан атаковать. Зеленков. Вот он потихоньку хочет зайти, надо сдерживать его. 10 секунд осталось. Ну все есть. Все, да. Да. Молодец, Зеленков. На ковре А победил Александр Зеленков, Россия. Ну, здорово, да. Отдал в первые минуты 4 балла, но вот мы видим, как 8 безответных баллов взял Александр Зеленков, Красноярский, и поддержал победу. А Саидбек Акасов, да, выиграл. Да. Выиграл своего земляка. Да. Сослан Цоев. Саидбек Акасов, Казахстан. On the mass, the winner is Саидбек Акасов, Казахстан. На ковре начинаются поединки. Да. 2 борца из России. Мусал Алиев из Дагестана и Цоев из Осетии. Осетия и Дагестан, да, Мусал Алиев. Призер чемпионата России. Интересная схватка, и ведет он в борьбе, да, с опытным борцом, заслуженным мастером спорта. До 86 килограммов ведет заслуженный мастер спорта Сослан Цоев. Его соперник в синем трико
мастер спорта международного класса. Ну, бросок неподготовленный, да. Конечно, не подготовлен. И 4. Балл не дал, да, по-моему? Срыв? Да, балл. 2 балла. 4-0 ведет. 4-0. Мусал Алиев. Обладатель Кубка мира 2011 года. Победитель чемпионата Азии 2009 года. Победитель Не, ну здесь было накрывание. Что смотрит? 2010 года. Встреча закончилась. Вот. Посмотрите. Да. Он пошел, накрывание было. Это не срыв. А, да. Это накрывание. Да. Тут действительно спорить не о чем. Даже схватка возобновлена была, но тем не менее времени там уже оставалось совсем чуть-чуть. Мусалал Алиев выходит в следующий круг. Устраняет грозного соперника, надо сказать. Ну, рискнул, конечно, да, там последний. Ну, он рисковал, правильно вот, делал. кстати, Сослан Рамонов. Да, но не до конца он выключил захват. Взял неплохой, не до конца отключил корпус и пошел на бросок. Ну, рисковал, спешил. На ковре начинается поединок в 1/4 финала весовой категории до 65 килограммов. А вот интересно сейчас. Алексей Боровицкий, Россия, Виктор Рассадин. А мы ждем очень интересную сейчас схватку, да, 65 килограммов, четвертьфинал. Алексей Боровицкий очень хороший, он схватки показывал, да, сегодня. И наш Виктор Рассадин, который, я не сказал бы, чтобы очень легко прошел первые 2 круга, да, мы видели эти схватки. У него были достойные соперники. Да, очень серьезные соперники. И да, мы ждем сейчас четвертьфинал. Алексей Боровицкий серьезный соперник. Если не ошибаюсь, он даже выигрывал Виктора Кемерова. Но там Виктор выше весом выступал в категории. Но сейчас посмотрим, как. Его соперник в синем трико, представитель команды России. Очень интересная схватка между спортсменами из Якутии и Бурятии. Алексей Боровицкий, один из лидеров тоже сборной Бурятии. Они борются. Хорошо их смотреть приятно. Они борются в борьбе, не зажимаются. Идет такая открытая борьба у них. Исраил Касумов, бронзовый призер чемпионата Европы 2016-2017 годов. Да, выигравший выйдет в полуфинал. Россия. А, кстати, Ильяс Джумай выиграл у Дашишера Степанова, оказывается, да? И проиграл Акасову и вышел, если не ошибаюсь. Смотреть по сетке. Ну, очень поменялась сейчас турнирная сетка тоже, да, в работе. Давайте. Ну, здесь очень напряженная схватка. Вот определяют как раз. Даже трибуны сейчас молчат, смотрят тоже в напряжении. Пока. Ну, пассивничает пока Виктор. Может быть, это и справедливо. Да, 30, включили 30 да. секунд, и теперь надо... Вот хорошо прошел. Надо... Защищаться надо. Очень хорошая завязка. Что сейчас будет, 2 интересно. 2 балла. Ну, показали 2 балла, но...
Он ногу держал, там, не знаю, что. В принципе, он зашел назад, тот держал ногу. Дали 2 балла. Боровицкий ведет 2-0. И опять Виктор первым пропускает атаку соперника. И опять надо нагонять, да? Ну, здесь будет борьбы много еще. Интересная борьба. Боровицкий защищается. Но Боровицкий выступает и в 70 килограммов. То есть здесь провес, видимо, сделал вес и 65. Но все равно посадил поактивнее. Поактивнее. Ушел в защиту Боровицкий. Сейчас будет перерыв. После перерыва нас ждет очень интересная борьба. Вот это показывает завязку в повторе. 2 балла. Он держал ногу вообще-то. Но он вот здесь зашел назад. Ну, вообще-то 2 балла, конечно, было. Да. Но он держит ногу, да. Но он полностью зашел назад. Да. Так, это объективно. Ну и 3 минуты. Да. На коврице чистую техническую победу одержал Исраил Касумов, Россия. А Исраил Касумов тоже первый нам здесь объявляют. На коверце приглашаются. Ну, Боровицкий пассивничает немножко. Сейчас, наверное, 30 секунд будет отсчитывать. Первые 30 секунд схватки. Да, только правильно. в атаках прошли, да, Виктора Рассадина. Так что надо, конечно, сейчас показывать, предупреждать, да. Не включили, да, еще? Нет, не включили. Замечание. Сделали замечание. Следующее будет, видимо, включено 30 секунд. Ну, он намного активнее. Причем он идет в захват, да. Давно пора уже. Включать, вот, да? Конечно. Таймер. Боровицкий совсем встал, мне кажется. Да, он намного ушел в глухую защиту. Вот сейчас включит. Да. Ну и да, на последних секундах все, видимо, там будет решаться уже. 2 минуты остается. Очень интересно сейчас будет следить за этой схваткой. Призываем вас тоже, дорогие телезрители. Последить да, и поболеть, последить, да? И поболеть, я думаю, что да. Нет, Витя включил скорости, по-моему. Сейчас главное не провалиться. Вот типа того. Намного активнее, но баллов нет пока. Сейчас будет 1 балл, 2-1. Да, 2-1. Неожиданно сейчас, да, прыгнул в ноги Алексей Боровицкий. Ну, здесь, наверное, ничего не будет, но надо 2 балла. Причем не балла, а надо 2 балла. А Виктор подустал. Стал, да, Боровицкий подуставшим выглядит. Но, да, не снижать темп надо в таких ситуациях. Сейчас надо атаковать и атаковать. Да. И трибуны завелись, да. Болельщики молодцы, поддерживают. Хорошо поддерживают. На ковер приглашается Тулга Тумурачи, Монголия, Рейхи. А вот это, да, завязка. Это завязка. Его борьба, да. Да. Но ногу держит Алексей. Ногу держит. Надо... Точно так же было и там. Да, здорово защитился, ничего не скажешь, да? Опа! Вот красиво. Сейчас 2 балла есть. 2 балла есть. Да, 40 секунд остается. Не, там против сустава, там, да, по-моему, захват пошел. Было опасно для здоровья соперника.
Да, последние секунды. 15 секунд. 10 секунд остается. Ну, 3-2. Очень-очень равная была схватка, конечно. Но Виктор заслужил, конечно, эту победу. Молодец. Отдал 2 балла и все-таки на характере вытащил эту схватку. Было сложно, конечно, но... Не, Расадин молодец. Молодец. 3 очень сложные схватки. 3 встречи вырывает все на последних характере, секундах. Да. И в полуфинале он встретится с Акасовым, да, с Аятбеком. Очень опасный, мы видели, соперник тоже, да. Грамотный, интересный борец. Будет очень интересно. Да, но Виктор молодец. Это вызывает уважение такие ребята. Сражаются. Но он замотал, затаскал Боровицкого. Он еле идет, а Витя идет спокойно. Молодец. Молодец, Виктор. Ну, заставил поволноваться в каждой схватке. Ну, за этим мы поэтому и смотрим борьбу, да, любим ее. Что здесь... Могло быть такие встречи интересно смотреть. Здесь, в принципе, да, опасное было положение, но даже когда руку травмирует, плечо. Сражались, обнялись. Бронзовый призер чемпионата мира 2013-2014 годов. Чемпион... Очень интересно сейчас. Да. Опять же схватка. 74 килограмма. Арслан Будажапов и Герман Устинов. И опять же включает лампочку. 1 балл взял. Но не до конца он провел этот прием. Сколько? Мы просмотрели там, видимо, да, еще 5-2. Мы смотрели Рассадина. Да, мы Рассадина смотрели, конечно. За всем, опять же, не уследишь. И очень интересная схватка там между Ниязбековым и Тумура Чертулга тоже. Схватка интересная будет. Да. Вот мы смотрим повтор, кстати, да? Да. Вот поэтому мы призываем вас прийти, да, посмотреть собственными глазами тоже, если есть возможность, конечно, да. Будажапов и Устинов 5-2. Первый период у нас завершается. Жаль, конечно, что мы все не смогли посмотреть, но это просто невозможно. На один экран невозможно да. все поместить. Но Арсалан известный борец. Кстати, сказать, он сам тоже поддерживает борцов, сам является предпринимателем. И в сфере спорта тоже работает. Ну да, у него и магазин есть, и я знаю, что он поддерживает и молодых борцов. И, конечно, преданный борьбе тоже человек. И давно, конечно, мы его знаем. Герман, ну, конечно, очень вдохновенно проводит этот турнир. И еще раз, 4 балла. Какие тут могут быть сомнения, да? 2 балла показывается. Нет, здесь 2 балла было. Да, 7-2, да. Прошел в ноги Арслан Будажапов. 2 балла сейчас взял, да. 4-7. 2 минуты с лишним бороться еще. 2:20. Здесь еще приемы будут, действия, я так думаю. Да, конечно, еще 2 минуты. Много действий, да, мы они борются, исполнение борцов. Не закрывается, борются. Да. Здорово сейчас прошел в ноги Арслан Будажапов. И да,
Сложно будет сейчас удержать. Нет, 2 балла отдал все-таки. 6-7. 6-7. И накат сейчас. Не получился. Нет, не получился, да. Минимальное преимущество Германа Устинова. И борьбы еще много. Будажапов уже давно в этом весе, 74 килограмма. Давно он освоился здесь. Победитель и призер международных турниров. Опытный борец. Тоже один из лидеров сборной Бурятии. Ну, как-то упускает нить, да, Герман Устинов, такое ощущение. Надо сейчас включаться. Вел и так серьезно, 4 да. балла отдал. В общем-то, можно и было времени-то побороться. много, да. Да, времени еще много. В красном трико Баян Циренов. Бронзовый призер национального чемпионата 2009 года. Опять этот захват. Он увлекается этим захватом. Будажапов ждет это положение. Международного турнира на призере главной Бурятии. Хочет сделать опять переворот, видимо. Его соперник в синем трико, представитель Ирана, Пейман Пиапан. Ноги сейчас надо смотреть. Арсалан мы видели, да, как? Ну да, он проходит, неплохо проходит. Да. Но Устинов, он ждет. Вот, опять же, да? Он ждет его в этом положении. Вот. Очень да, неплохо не пошел, да. Оба неплохо чувствуют. Один атакует, а другой ждет. Опять пытался. Вот. И в ноги чуть не прошел сейчас Будажапов. Какая острая схватка, да? Да. Момент за моментом, да? 7-6 в пользу Устинова. И 36 секунд еще до конца. За пальцы нельзя соперника. И зал опять. Не, ну зал просит, жаждет приемов, и там в глаз попал немножко. При швунге неосторожно в глаз попал, на самом деле. И проход сейчас пытался сделать. Сейчас не надо только рисковать, не надо сейчас. Надо просто стоять. 2 балла, в общем, или взять, там, перевод сделать. Там. Да, в этой ситуации. За спину, да? Да, если только не надо рисковать накрываться, а то может накрыться. Мы видели, да, уже такое положение. А последние 10 секунд. Выстоит ли Герман? Уже хаотичные атаки Арсалана Будажапова, не подготовлены. Ну и подустал, наверное. И да. Финал он вышел, да? Получается. Герман Устинов вышел в финал. Победил Герман Устинов. Россия. Молодец, Герман. Хорошая встреча. А Будажапов, он призером страны был, по-моему. А, кстати, он в полуфинал вышел. Там его ждет Никита Сучков. Да, там мы забыли. Да. Ну, он вышел в финал. Нет. В полуфинал? Вот, да, полуфинал. Потому что и будет Сучков. да, Герман боролся и на стадии квалификации, приведения, да. Поэтому он на одну схватку больше. Одну лишнюю встречу. Не лишнюю, а больше, на одну больше. Да, ну зато сколько эмоций подарил зрителям. Да. Но Никита Хорошую Сучков, борьбу показывает, кстати говоря. Да, Никита Сучков, конечно, будет сложнее. Причем сложнее на порядок. Никита очень аккуратный, а с верхней сетки Исраил Касумов в полуфинале и Чамизо сейчас будет бороться. Так что это весовая категория, ну, в общем, такая очень представительная, очень красивая. А вот они борются. А вот смотрите, какие имена. Ну, он сейчас выиграет, ну, в общем, должен выиграть, да? С румыном. С румыном Пастика. И ждем его в полуфинале.
А в полуфинале с ним, ну, скорее всего, выйдет, конечно, Исраил Касумов. Искандаром он еще будет бороться. Но вот такая вот пара полуфиналистов, ну, скорее всего, мы чуть-чуть забегая вперед, конечно, но вы нас за это извините. Просто мы предвкушаем слишком вот эту борьбу, да, встречу таких соперников. И настраиваем вас, да? Да. Исраила Касумова мы ждем, да, в полуфинале этого веса вместе с Франком Чамизо. И с другой стороны Устинов Герман. И Никита Сучков. Такой... Для красноярцев 2 в финале это много, да? Вы хотите сказать? Многовато. Да, многовато. Ну, посмотрим. Но даже, скажем так, в окружении таких имен, мне кажется, бороться это уже большая честь, мне кажется. Конечно, все правильно. Тем более, это японец борется. А, кстати, да, 57 килограммов у нас, мы совсем уже забыли. А здесь борется, это на ковре С. Это ковре, да, С, а на Франк Чамизо. И мы видим, первая минута уже 4-2 счет. Весовой категории до 74 килограммов. Requested Suchkov Nikita from Russia and Amara Gadjimurov, Azerbaijan. Оп, как хорошо продернул. Слишком Румын заждался. Постика. 6-2 счет в пользу Франка Чамизо. Чемпион Японии 2018 года. Его соперник в синем трико представитель команды России. Что-то надо мне завтра узнать. А, кстати, тоже... У инструкторов опять тоже положение. Один находится, борец в стойке, другой выползает задом за ковер и ничего не наказывает. Опа! Накрыл, да? Накрыл. И может сейчас чисто победу одержать Франк или не станет. Нет, не смог, вернее. Да, 10-2, еще 2 балла. И, в общем, мы можем смотреть за другими, скажем так, схватками. Да, здесь как спокойно доведет, наверное. А тут интересная схватка между Араей, вот японцем, которого мы видели в 57 килограммов, чемпион Японии, да, и Арзыл Артышол из Красноярска, тувинец. Франко Чамизо, ну, конечно, публика хочет его видеть, его схватки, и ждем, конечно, уже на более поздних стадиях. С Исраилом Касумовым, я думаю, что будет упорная схватка, если он выйдет. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов. Борьба в 1/4 финала. Дмитрий Кринчинов, Беларусь. Буяман Яковлев, Россия. А 57 интересная тоже схватка между Димчиком Ринчиновым на ковре А и Буяманом Яковлевым. Полуфинал. Нет. Четвертьфинал, да. Нам все показывают, как Чамизо расплавляется. Чамизо, на ковре Б Сучков сражается с азербайджанским парнем. Да, ковер А. Перед вами Буяман Яковлев. Республика Саха-Якутия и Димчик Ринчинов, Беларусь. Мы видели, да, Димчик Ринчинов в четвертьфинале. В 1/8 финале выиграл у Алексея Копылова. Вроде, да, здорово вел, вроде, да. 4-0 проиграл и да, положил. И положил, да, на лопатки. Буяман Яковлев. Яковлев не сделает такую ошибку? Ну, будем надеяться, что нет. Но он такой достаточно хладнокровный парень, хотя и горячий, тоже можно сказать, с характером, его характер. Такой неуступчивый парень.
Посмотрим. Но Денчик Клинчинов, один из лидеров целой сборной, скажем так, да? Да. Это тоже легионер. Так что, значит, что-то в нем увидели, да? Тренеры. Да, Александр Григорьевич что-то там увидел. Лукашенко. А вот 1 балл. Или опять не дали? Опять стоит на колени. Выход за ковер был. Мало что он на коленях. Если бы они оба стояли на коленях, то да, здесь обоюдно. Вот 2 балла. Денчик Клинчинов, да, хорошо. Да. Один стоит на ногах, другой на коленях. Значит, уже преимущество. Он правильно показывает. Пальцы там держит немножко. Яковлев. А Сучков ведет, да? 2-0. Да. Сучков на центральном ковре выигрывает встречу. Здесь японец выигрывает. Тоже, да. Араи, да? Араи, да. Очень. 3-0, по-моему. Да? 3-0, ага. 1,5 минуты еще до конца там. Да, на партере, да? Партер, да, поставили партер. 4-0 ведет Денчик Клинчинов. Очень уверенно начал эту схватку. И похоже на то, что он доминирует. Ее доведет, да, доминирует очень. Уверенно доминирует. 8-0. 8-0. И еще раз сейчас накатит, и все, прощай. Ну, может и в финал выйти, кстати, Денчик Клинчинов. Ну все, 10-0. Дали, по-моему. Значит, 10-0. Да, раз был свисток, значит, дали. Или нет? Нет, дали, подняли да? же вверх в стык. Опять продернул сейчас. Он очень здорово, неплохо да. шагует, под себя продергивает. И потом накатит. Все очень просто. Перевести и накатить. И это правильно. Яковлев. А, это еще... Опа. Все, 4 балла. Красивый бросок сейчас провел Денчик Клинчинов. Очень легко расправился. Да, и в полуфинал вышел Денчик Клинчинов. А с той стороны посмотрим, да, там якутский борец должен выйти против Ибрагимова Парвиза. А тут японец очень интересно, да, и практически без проблем, надо сказать, да? Да. Очень. И защита отличная. Опа, какой бросок. Подворот. Извините, дорогие телезрители, что мы тут эмоциям немного поддаемся, потому что мы прямо на всех коврах, да, мы хороший. прямо под коврами сидим, поэтому очень сложно сдерживаться. Араи, которого мы нахваливали в весовой категории до 57 килограммов, очень уверенно одержал победу над Арзыл Артыш из Красноярска, сборная России. И выходит в следующую стадию четвертьфинала, да? Я думал, будет более упорная борьба такая. Там Сучков. Ну, очень интересные имена у нас. И в 57 качественную мы борьбу смотрим, да, наблюдаем. 74. А в 74 тоже Сучков тоже не без проблем там справляется, как мы видим, да? Завязка там тоже и за 1,5 минуты, а за 30. За 30. А Владимир Егоров перед вами. Македония, Республика Саха-Якутия, скажем, воспитанник Якутской школы вольной борьбы. Выступает под флагом Македонии. Является дважды победителем Бундеслиги, клубного чемпионата Германии. Ну и против него его старший собрат из Усть-Алдана Арьян Тюки. Ну, я думаю, что да. якутский борец должен выиграть у македонского борца. Да. Но Владимир Егоров
из Амгинского улуса. Такой тоже, скажем, техничный борец. Интересная техника у него ведения борьбы. Ну, будем надеяться, посмотрим его тоже на больших коврах. На чемпионате Европы он травмировался, к сожалению. Во время подготовки выйти на соревнования не смог. А сейчас вот посмотрим, в какой он форме. Давно не видели его на международных коврах. Очень, да. А Егоров с каких пор начал выступать за Македонию? Вроде он боролся здесь. 2 года уже, да? Уже 2 года прошло уже, да? Просто я вроде помню, он здесь боролся. На первенстве России здесь, который проводился, был. И, конечно, на турнире Романа Михайловича Дмитриева. Ну, как и ожидалось, да, о чем мы говорили. Если спортсмены очень хорошо, даже слишком хорошо друг друга знают, то редко бывает много баллов. Ну и я думаю, что Егоров вполне может составить хорошую конкуренцию, да. Он тренирует спорта международного класса, да. Он живет здесь, в Македонии? Да, он в Германии в основном выступает, в клубном чемпионате, на соревнованиях. В общем, такой европеец, скажем так, якутского разлива. Да. Просто, значит, у Тютрина здесь спарринги получше. Да, конечно. Конечно. Ну, посмотрим. Это борьба, да? Ну да, первые 30 секунд отсчитали. И сейчас 1 балл Тютрину, да? Тютрину 1 балл. 1-0 ведет Ариан. И проход в ногу. Молодец, Тютрин. Нравится он. Агрессивная манера, да? У него такая все время вперед, да? Вперед, теснит. Когда надо, включается. Кстати, девушка-арбитр, представьте. Да, бывают уже такие случаи часто. У нас даже олимпийский арбитр есть, да? Да. (3-0). Да, Ариан первый период хорошо отборолся, грамотно, много сил не затратил, надо сказать. 1 балл по предупреждению и завершил успех еще 2 баллами, да? 3-0. Ну, конечно, не решающие 3 балла, но тем не менее хорошая заявка. Не отдал ни 1 балла. 3 балла взял в первые 3 минуты. И сейчас решающий период, второй. Егоров не намерен, по-моему, уступать, да? Ну, конечно. Это стадия 1/4 финала. Кстати, Тютрин тоже на одну схватку вот я и хотел сказать, больше проводит. Потому что он в стадии тоже квалификации. Был, да? Да, с Митревели боролся. Это 4-я встреча у него получается. Да, а с той стороны в полуфинал вышел Арай, японец. Как раз о чем мы говорили, выиграл у Арзыла Артыш и вышел в полуфинал. То есть победитель этой схватки в борьбе за выход в финал будет встречаться в вечерней части наших соревнований именно с японцем. Вот
это Вот эта будет встреча интересно. хорошая будет. Это да. будет просто... Для меня это будет одна из самых интересных встреч сегодняшнего очень дня. хорошо разобрался с Арташенко. 3-0 пока счет не изменен, 1,5 минуты остается. Видимо, сейчас могут 30 секунд засчитать и да, Ариану Тютрину, да? Да нет, он стоит в центре, да? В принципе, не закрывается, борется. Ну, 3-0 ведет. За что ему давать? Вот почему я говорю, ну, за опять, что? кстати, Да, вот молодец, на тот же прием попался Владимир Егоров сейчас. Он хорошо выводит. На это, да? На это движение, да? Со швунгом проходит к ноге. Человек защищается от швунга, а ногу оставляет. Он этим ловко пользуется. Молодец. И захват может сейчас получить, хотя нет. Может не накатить, но 5-0 ему не надо катить. 5-0 ведешь. Да, зачем? и минута остается, да? Смысл, да. Так потихоньку. Пальцем, правильно. Внимательно, да? Работает арбитр. Послушайте информацию. Полуфинальные поединки состоятся в 18 часов вечера. А, кстати, дорогие телезрители, нам только что объявляют, что в программе соревнований изменения, да, вышли вместо 16 часов. Что-то про 18 часов сказали. Да. Полуфинальные схватки будут проведены в 18:00. Ну, здесь информатор об этом объявил, но мы еще уточнимся, наверное, да, ближе. Там да, и победа достается Ариану Тютрину 5-0. И выходит он в полуфинал. Ариан Тютрин. Ариан Тютрин молодец, я за него болею. Да, ну, хорошо, когда есть за кого поболеть, да? Всегда во время соревнований волей-неволей все равно, даже если не, да, если даже нейтральный, да, ты смотришь, все равно кого-то выбираешь, и вот за кем-то надо последить, там, посмотреть, да, интересно. И вот Александр Иванович выбрал вот сегодня Ариана Тютрина. Ну, мне нравится, давно нравится. Я его по юношам еще судил, там, как бы, и сейчас на чемпионате страны. Кстати, он очень грамотно отборолся. Уже 14 часов, да, сейчас, насколько я понимаю, уже... Парвиз Ибрагимов и наш Виктор Испек сейчас борются, да. Вот борются на ковре. Да. Парвиз Ибрагимов из Азербайджана, да. И Виктор Испек, Россия. 2-1 ведет он. Кстати, Степан, надо в секретариат сходить, чтобы они нам давали вот эти записки. А так... Ну да, и, кстати, это стадия 1/4 финала уже... Нет, ты молодец, что ведешь эту да. шахматку, но они обязаны нам приносить сюда. Хорошо. Шахматку. Да, это за выход в полуфинал уже в верхней сетке, да. Виктор Испек и Парвиз Ибрагимов. Победитель этой пары выйдет на как раз Димчика Ринчинова в полуфинале. Это заключительная схватка сегодняшнего утренней нашей части. Да, заключительная схватка. И после этой схватки мы уйдем на перерыв. Ну, было бы... В общем, как нам объявили здесь в зале, полуфинальные схватки в 18:00 состоятся.
кстати, или в других весовых категориях. Ну, сложно, конечно, сейчас нам разобраться во всех 5 весовых категориях. Помощь бы нам не помешала, конечно. Бал. И в 65 нам тут подсказывают. Овсянников и Гаджиев будут бороться. 97, вернее. Что-то расслабился Испек. 3-2 сейчас будет. Расслабился. 2-1 выл и 2 раза вышел за ковер. По баллу отдал. 3-2, да? 3-2 выигрывает Ибрагим. За 10 секунд. Молодец. Да, за 20 секунд 2 балла выиграл. Вот теперь... Но мы видели, да, эту схватку этого борца, да, сегодня. Конечно, хороший борец, конечно. Ну, что сказать. Да, все-таки это нам опять же подсказывает, что это все-таки заключительная действительно схватка сегодняшнего дня. Да, да. Александр Иванович, спасибо вам за помощь в комментариях, за ваши интересные... Очень приятно общаться с вами и с якутскими болельщиками. За ваши интересные рассказы. Мы продолжим нашу трансляцию в 18:00. Никуда не уходите с канала НВК Саха. Нас ждет еще много интересного. Самое интересное, кстати, в полуфиналах, как всегда, случается, да? Вы со мной согласитесь, да? Да, полуфинал. Самые интересные, да, схватки много всегда в полуфинале. Может быть, да. Так что ждем вас у экранов телевизоров. С вами были Степан Посельский и Александр Иванович Матвеев. Встретимся через, получается, несколько часов. Всего хорошего, до свидания, спасибо. «8 сентября. Саха Академический театр. Евгений Гришковец. Предисловие. Окружная администрация города Якутска поздравляет горожан и гостей столицы с Днем города. 9 сентября праздничные мероприятия под девизом «Якутск. Город инноваций и новых возможностей» развернутся на всех центральных площадях и улицах, во всех округах и пригородах родного города. С днем рождения, любимый Якутск! Алгыстақ аттыр сұрынал саңын нөмірі күн серін көрді. Бұ нөмірге Сергей Ағын, народ министрі Федосия Габышева, эстрады сұлуға Айгылан, эдерталана құду хүннік Семен Луканси, Биллер үнкүйіт Изабелла Егорова, Саха Республикатын үйнер көлуінеға тұс сыллақ бондатын сүйбебе сылы, уаннада атыттары. Алгыстақ аттыр, олыққы жоллық, аққыт алгыстақ болуқтын. Добрый вечер, уважаемые друзья. Мы вновь рады вас приветствовать в Центре спортивной подготовки «Триумф». Мы начинаем прямую трансляцию полуфиналов первого соревновательного дня 11-го международного турнира по вольной борьбе Гран-при Дмитрий Коркин. В этом году наши соревнования посвящены 90-летию нашего великого тренера, заслуженного тренера ЕАСР, РСФСР, СССР Дмитрия Петровича Коркина.
Итак, у нас сегодня очень яркие схватки мы с вами наблюдали. И сейчас мы станем свидетелями 10 схваток полуфиналов в 5 весовых категориях. И это будет, конечно, большой спектакль, опять же скажем, да, и представление. Потому что мы видели, да, какой действительно представительный состав, какой качественный состав нашего турнира в этом году. Да. Очень приятно было наблюдать за всеми встречами, напряженные. Мне понравился, например, Рассадин. Все встречи вырвал на волевых усилиях. В конце встречи интрига была до конца поединка. Очень приятно. Тютрин понравился. Уважаемые гости, Ариан Тютрин тоже, да, отличные схватки показал. Отлично. Да. Буду болеть за него до конца. Да, ну и, конечно же, герой сегодняшнего нашего дня — это Герман Устинов, который тоже с очень именитыми борцами сегодня встречался. Давайте посмотрим турнирную сетку, да, нашего первого соревновательного дня. Это весовая категория до 57 килограммов. Перед вами полуфинальная пара Димчик Кринчинов из Беларуси и Парвиз Ибрагимов, Азербайджан. Ну и следующая пара — это Рекута Арай, тоже одно из открытий нашего турнира, безусловно, я считаю. И Ариан Тютрин. С ним наш якутский борец будет встречаться. Очень интересная пара. Второй полуфинал, конечно, мне кажется, интересней. Ну, все встречи интересны, но второй полуфинал будет очень интересно. Да, 34 борца, самый представительный по количеству, да, весовая категория. Ну и, конечно же, по качеству тоже, да. Мы видим Рекута Арай, чемпион Японии этого года. И какую схватку тоже он показал во встрече с Арзел Артуш Олом, да, и с нашим Федором Постниковым. Ну, посмотрим. Конечно, сейчас мы видим, что уже вызывает нашу первую пару. Парвиз Ибрагимов в синем трико и Димчик Кринчинов в красном трико. Сейчас первая пара весовой категории до 57 килограммов. Я Степану предлагаю заключить пари по встрече. Но я на Тютрина ставлю сразу. Ну, да, вы уже с самого раннего, да? Да, с самого начала я говорил, что я его поклонник, и, в принципе, мне нравится, как он борется. Азартно, до конца борется с первой секунды. Но здесь очень сложно определиться с фаворитом этой встречи. Да. Димчик Кринчинов очень, конечно же, тоже качественные схватки показал. Выиграл, как мы видели, да, проигрывая у Алексея Копылова. Очень зрелищной схватки, положил на лопатки. Ну и тоже одно из открытий нашего турнира в этом весе — это Парвиз Ибрагимов из Азербайджана. Молодой борец, но показывает себя, конечно, с самой лучшей стороны здесь. Ну, сейчас мы все узнаем, все увидим. Да, но мне все-таки кажется, что этот полуфинал не то что послабее, как бы полегче. Эта подгруппа была полегче. Вот, следующий полуфинал, там более какие серьезные были встречи, такие более упорные. Без всяких обид в отношении этих спортсменов. Ну, борьба за выход в финал. Да. Первый полуфинал. Конечно, волнительно и для спортсменов, и для нас. Мы ждем с нетерпением, да, следующего полуфинала. Ну и Виктор Рассадин скоро выйдет. И Герман Устинов. Это все якутские борцы, которые сумели выйти в полуфиналы первого соревновательного дня. Якутские спортсмены, борцы вообще здорово подготовились, мне так кажется. В каждом практически полуфинале есть представители Якутии, ну и сборная России. Так, кстати, представлю еще раз моего сегодняшнего сокомментатора. Это Александр Иванович Матвеев, прекрасно известный и старшему нашему поколению, да, любителей вольной борьбы, чемпион Европы, позднее уже ставший заслуженным тренером России. Ну и, конечно же, судья международной категории
В общем, человек, который видел в борьбе все, да, и сейчас он у нас является нашим экспертом. Да, спасибо. Если начну все рассказывать, то, может быть, не всем понравится. Давайте посмотрим за схваткой. Пока очень, конечно, осторожно подошли к этой схватке борцы. Но вот видим, да, на промокашку, как называют, да, поймал. борцы. Поймал Парвиз Ибрагимов, да. И все, это уже не отпустит, видимо, да? Ну, захват очень, очень серьезный, плотный. И я думаю, что здесь... Вот сейчас уже власть поменялась немножко. Вроде как захват, естественно, 2 балла идет Ибрагимову, но... 4 балла, 4-0. Ну, 2 и да. Переворот, да, 4-0. Первое движение было. А опасного положения нет. Да, в смысле, опасное положение есть. Лопатками пока не лопатками он не касается, да. Из-за этого. Но уйти очень сложно. Но 20 он пытается секунд еще есть. Даже пытается накрыть. Он, видимо, наверное, отстоит до конца поединка. Если арбитр очень опытный у нас, Александр Николаевич. Вот дает туше, да, дает туше. Не поддержали. Чуенко, он очень опытный арбитр. На предыдущем чемпионате страны он был главный судья чемпионата России. Воденцова, да? Воденцова, да. Он очень грамотный и четкий судья. А здесь туше не было там, честно говоря. Но в первые секунды там, конечно... Да, одна лопатка была поднята, и, в принципе, судьи не дали туше. Но действие очень хорошее. Ну, даже... Сейчас мы посмотрим повтор. Ну, надо вот да, показывать. Как поймал, да? Поймал очень здорово при заходе назад. Вот это 2 балла уже есть. Еще раз 2 балла. А вот здесь уже... Видите, у него одна лопатка, левая лопатка поднята. И он даже пытается еще накрыть здесь. Накрыть соперника. Но он, кстати, успел заработать за это время 3 балла. Клинчинов. И 6-3 счет. Счет 6-3. Да, возобновляется наша схватка. Второй период. Раз не удалось положить, значит, борьба будет до последней секунды. Ну, азербайджанский спортсмен очень четко все встречи ведет. Мы же наблюдали вот эти поединки предварительные. Спокойно, четко разбирается со всеми. И вот снова раз. И здесь, между прочим, да, 4 балла, между прочим. Да, нет, было, со стойки. Контрприем, да, провел? Контрдействие, да, атаковал азербайджанский борец. А сконтрил белорусский. 4 балла и 7-6 да, уже в пользу Димчика Ренчинова, да. Димчик, очень интересное имя у него, Димчик. Сконтрил четко, между прочим. Чемпион Европы среди юниоров 2017 года. Да, мы говорили, да, что Парвиз Ибрагимов является уже достаточно именитым. Ну, в своем возрасте, да, в 2017 году выиграл первенство Европы. Ну да. Ну, значит, он еще молодой, да, совсем парень. Раз первенство Европы в прошлом году брал. Ну, Димчик Ренчинов тоже. Нет, ну видно, что борются 2 хороших мастера. И один хорошо атакует, другой четко контрит. Ну а какие, да, мы увидели уже за это время приемы разнообразные, да? Конечно, уже 7-6 счет ведет Димчик. И контрприем, и как да, замечательно поймал, да, сейчас Парвиз Ибрагимов. Вот опять. Опа, как посадка посадил, 2 да. балла есть уже. Посадка 8-7, да. 7-8, да. О чем и говорили, здесь очень сложно предугадать, кто в итоге окажется победителем этой встречи. Да. Но уже выходит вперед азербайджанец. Самое интересное, я так признаюсь, вот смотрю на эту встречу, а думаю о следующей встрече.
Вот как сейчас взял, да? Да, да, да. Вот, пожалуйста, 4 балла, между прочим. Да, правильно. Правильно Саша дает. 4 балла красному и балл за выход Ибрагимова. 11-9. Вот эта встреча, да. Вот встреча интереснейшая. Для зрителей просто подарок. 13 секунд есть у Парвиза Ибрагимова. Зря бросают. Наверное, проиграют. Да, это 4 балла оспаривают, да? Это Да, решение судейское. Да, 4 балла оспаривают. Но там было со стойки действие. Так что я не знаю, что... Да, Александр Иванович сразу тоже сказал, что это действие на 4 балла должно быть оценено, да? Конечно. Вот мы сейчас тоже посмотрим повтор. Да, И... вот смотрите, да. смотрите, раз. Вот он проводит, ну, а что здесь? Он пытается провести прием, тут его сверху контрдействие они хотят сделать. Да, это, кстати, контрдействие тоже. Пытался он сделать контрдействие, но действие со стойки было, оценка 4 балла. Ну, посмотрим сейчас, что там у нас международного класса судьи покажут. Да, и технический делегат ЮВВ Вацлав Шайнер тоже Да, подошел. Вацлав, он чехословак. Да, чех. Чех, да. Вот смотрите, идет атака, он поднимается, тот начинает контрить. Вот он. Это... Ну, а вот что, а что это? 4 балла? Не знаю. Димчик даже в опасном не было, даже попытки, в смысле, не было шансов ему попасть в опасном. Он его накрыл сверху. Накрыванием. 1 балл, да? Накрывание 2 балла. Но здесь со стойки действие было. Вот еще раз. Еще раз. Ну, что это такое? 4 балла железно. Нет, Чуенко показал правильно. 4 балла. Что они там придумают? Чехия — это далеко не борцовская держава. Не знаю, что они могут показать. Что показывают? 4. 4. 4 балла. И еще 1 балл. Или нет? Нет, там было 4 балла и выход наверх синему. Все правильно. 4-1. И балл добавили. Все правильно. Да, за челлендж. И какой бросок сейчас? Да, 4 балла 4 синему. балла. Правильно. Борьба просто интересная такая. 4 балла синему. Да, так какой тон задают, да, ребята, да. Первые полуфиналисты наши. Вот это схватка. Ничего себе. Вот это да. Вот Ибрагимов это... молодец. Парвиз Ибрагимов 4 балла, бросок на последних секундах. Да. Проигрывал в 3 балла. Димчик расслабился. Он думал, что уже все. Выиграл, да? Да. А не тут-то было. Вот это да. Парвиз Ибрагимов, безусловно, одно из открытий первого нашего соревновательного дня. Прекрасная схватка. Да. Я действительно такого количества таких красивых бросков. 12-13 еще закончили. В одном... Но это ошибка схватке нашего белорусского друга, который думал, что уже все. Расслабляться не надо до последней секунды. Вот эту встречу я ждал. Вот это да. Вот мы смотрим, да? Ну вот, смотрите. Повтор. Сейчас. Давайте посмотрим за самыми яркими моментами схватки. Раз. А вот бросок последний на 4 балла. Ну, красиво. Как так? Как технично, да, бросил. Ну как он? Зачем, да, главное? Присутствует почетные гости. Президент Федерации. Оставалось-то всего ничего. Ну, конечно. Может быть, чуть-чуть опыта. Михаил Георгиевич приехал. Кстати, да, у нас надо представить наших почетных гостей. Михаил Геразиевич Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы. Замбалат Ильич Тебеев, да. Главный тренер сборной команды России. Заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира, участник Олимпийских игр Виктор Николаевич Лебедев. Но Виктор Лебедев, конечно,
любимец публики. Ну и сегодня он уже один из организаторов данного турнира. Почетный гость уже. Это он уже организатор. Он был заместителем председателя организационного комитета республиканского. И благодаря в том числе его усилиям вот такой у нас замечательный турнир проводится. Да, Емшанов кто-то подряд. Да. Вот она начинается. Интересная встреча. Хаджимурат Гатсалов, да. Человек легендарный в борьбе. Заместитель председателя комитета физической культуры и спорта, туризма. Вот он перед вами. Денис Таргуш рядом с ним, тоже хороший друг нашего Виктора Лебедева. Серебряный призер Олимпийских игр 2000 года Артур Борисович Таймазов. Артур Таймазов. Трехкратный олимпийский чемпион. Да? И депутат Государственной Думы сегодня. 2012 года трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Денис Царгуш. Денис Игоревич Царгуш. Председатель комитета по национальной политике и делам молодежи Республики Северная Осетия. Алан Фугаев. Олимпийский чемпион 2012 года по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Алан Анатольевич Фугаев. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, чемпион России, победитель международного турнира на призы «Медведя» Таймураз Возноевич Тигиев. Тигиев, да. Представитель Олимпийского совета Грузии Джон Цивадзе. Все. Да. Всех давайте, представили героев, да. Да, и давайте к ковру. Артур Борисович Таймазов. Виктор Николаевич Лебедев. Артур Борисович защищался недавно в Санкт-Петербурге. Кстати, Дмитрий Петрович Коркин, он учился. Опа! Вот какой вот бросок надо. сейчас! Говорил, какое начало! Отлично, молодец. 4 балла сразу. Я же сразу как бы нанес. Ну, будем молчать. Да. Сейчас. Вот так вот. Ключик делаем. Опа, и пошел. Молодец. 6-0. Ариан Тютрин в огне просто. Еще делать надо 2 балла. Еще 2 балла. 8-0. Молодец, красавчик. 15 секунд всего. 45 секунд всего прошло. А уже 8-0. Да, 8-0. И еще 2 балла нет, делать надо. А 2 балла есть, молодец. Я что сказал? Да. Молодец, отлично, супер. Трибуны-то как взорвались, да? Да столько вот зрителей да. на полуфиналы пришли. И благодарит тоже Ариан Тютрин трибуны. Очень сильно прибавил, возмужал парень просто. Не из-за того, что он выиграл здесь, кстати, просто у него по борьбе все встречи были. Ну и, кстати, перед ним-то тоже не промах человек. Чемпион Японии тоже. Борцовская держава, да? Да. 57 килограммов, олимпийский вес. Просто японец не ожидал. Вот это да. Солнце зашло. Оно у них восходит. Ну, зашло, быстро очень. Приглашается Виктор Рассадин, Россия. Саядбек Акасов, Казахстан. Как приятно смотреть, да, когда да, первая публика. Первая весовая категория у нас завершается сегодня, да, 57 килограммов. Выходит в финал Парвиз Ибрагимов и Ариан Тютрин. Давайте посмотрим за моментами этой встречи. А здесь все четко. Поймал, скрутил в партере. Кстати, японцы плохо в партере борются. Кстати говоря, вот он как раз и попался. Он использовал свой шанс на 10 баллов сразу раз. Куда деться? Да, и эмоции а вот здесь какие, встреча очень интересно, очень интересно. Да, весовая категория, следующая весовая категория до 65 килограммов. Всего этих весов сегодня у нас 5.
Виктор Рассадин и Тумур Ачиртулга. Нет, извините, Саидбек Акасов. Он вышел. Да, разволновались и мы уже. Здесь, конечно, после да. таких Ну, схваток, посудить, конечно, что мы еще ни разу не ошиблись, да? Да. Саидбек Акасов, чемпион. Он является призером азиатских игр этого года, бронзовым призером, которые прошли в Джакарте совсем недавно, да. Один из лидеров сборной команды Казахстана, один из претендентов на участие на чемпионате мира в Будапеште в октябре. В составе сборной команды Казахстана. Именно здесь, говорят, будет один из решающих стартов казахских борцов. Но у них идет подготовка, и он отобрался. Я так понял, что он выиграл у своего казахского друга. Сейчас разбирается за выход в финал, кому бороться в финале. Ну, я за Рассадина, естественно, болею. Очень непростой соперник у него, конечно. Да. В общем, у Виктора Рассадина сегодня сетка была очень сложная. Тяжелая. Да? Мы да, видели, все встречи упорные были. На характере, на последних минутах, на последних секундах брал, да, баллы. Ну, конечно, он атаковал, а соперники уже уходили, конечно, в защиту. Ну, Витя вообще, он волевой спортсмен, волевой. И плюс он борется у себя дома, хочет порадовать, наверное, своих почитателей, болельщиков. Я, честно говоря, думаю, что он также в этой схватке проявит себя и выйдет в финал. Ну, да, крестим пальцы, держим кулаки. Сейчас пока еще счет 0-0. За пассивное ведение схватки устное предупреждение получил сейчас Саидбек Акасов. Он получил замечание. Замечание за пассивность. А дальше уже будем смотреть сейчас. Сейчас, видимо, ему сделают уже официальное, как бы. Нет, уже идет, да. А, уже дали. Да. Уже 30 секунд. Сейчас 30 секунд дали. И сейчас он балл выиграет. И потом... Павел Павлович Пенигин. Первый заместитель министра спорта Республики Саха-Якутия Семен Сергеевич Чердонов. Не надо на секундомер смотреть. Витя начал посматривать на секундомер. Это как бы не очень хорошо. Вот так надо атаковать почаще, да. Вот отлично сейчас. Да. Есть, была возможность, но да, защитился. Нет, вытащил. Вытащил ногу, да. Но это 1 балл, да. Ну ничего, балл это балл. 2-0 ведет Виктор. Да, действительно есть такое ощущение, что Виктор, да, окреп, в новой весовой категории потихоньку осваивается, да. И... Честно говоря, он даже так физически окреп, вот видно было. Да. Вот. Пробарывается во всех сложных ситуациях. Темп какой задал, да, Саидбек в концовке первого периода. Ну, хотел отыграть, конечно, 2 балла, но не получилось, не дал ему провести атаку Виктор Рассадин. И сейчас немного правильно сказали, он окреп, как бы. Он раньше в этих положениях немножко ему не хватало физики, а сейчас он везде пробарывается и правильно держит спину. И он, по крайней мере, не выигрывает, но не проигрывает. Обычно бывает, проходит к ногам. То есть в защите, да, он... Да, и проигрывает еще. А он ничего не выиграл, но он ничего и не проиграл. Это уже, вот плюс смотрим, активность да, как его, он поднял, да, сейчас. Вот балл он, здесь. Он правильно, грамотно сделал. Зачем? Взял балл. Уже техническое действие. Второй период. Да, сейчас вынужден атаковать сейчас. Да, атаковать. Вот, опа, отлично, молодец. 2 балла. 2 балла. 2 балла, 4-0. Да. Виктор Рассадин. Да, сейчас вот будет раскрываться как раз он. Акасов будет, он вынужден раскрываться. И это на руку будет как раз Витя. Главное сейчас глупости не делать, спокойно довести встречу до логического завершения. Все будет нормально. Правильно, в центре стоит, в центре. Не дергается лишний раз. А Акасов
должен работать. 2 минуты, чуть больше остается до конца схватки. Чуть темп спал, да? Ну, думает сейчас, да, Саидбек Акасов, как провести атаку, да? Вот Акасов, попробовал одно, не получилось. Да, Акасов другое. думает, как ему раскрыть, да, Витю. А Витя думает, правильно он делает. Ну, время на него сейчас работает. Конечно, ну, конечно, тоже в глухую защиту уходить Ни в коем случае, активно надо. Ну, мы видим, да, что он сильно там Не, он грамотно, не все встречи, вот эти тяжелые встречи, он грамотно вел. Там он приходилось ему отыгрываться. А здесь он как бы удерживает преимущество спокойно, 4 балла. Ну, это пускай показывает там. Но мы видели, да, что из любых положений можно найти выход. Парвиз Ибрагимов нам это сегодня наглядно показал. Ну, там была открытая борьба такая. Была настолько открытая борьба. Один бросает, другой бросает. Слишком открыто. Зрителям понравилось. Да, зрителям нравится. Вам, наверное, как эксперту, как тренеру, конечно, наверное, есть много замечаний к спортсменам. Да, но... оба слишком открыто боролись. И... Ну, ребята, вот видимо... эта встреча хорошая. Даже, ну, она лучше, чем здесь идет какая-то такая тактическая интрига, борьба, тактическая борьба, да. Напряжение, да. А там была совершенно открытая борьба, кто кого перебросает. Зрителям это нравится. Вот. 40 секунд. Вот надо пробарываться здесь. Ничего не отдавать. Здесь, да, вот. Витя молодец. Красавчик. Молодец. Четко защитился, ничего не отдал, ничего не выиграл, но ничего не проиграл. 4-0 остается 20 секунд. 4-1, да. Ну, 4-1. Да. Балл с предупреждением, да, получил Акасов. Ну и как скандируют трибуны, Виктор, мы это слышали уже. Уже слышали, да, постоянно его поддерживают. Ну и там... не только Виктора, Виктора Лебедева тоже здесь также. Виктор Лебедев, да. Тоже величали, здесь встречали. Опа. Ну, из последних сил, он уже рисковал, просто шел на отбив. Отбив шел, 1 секунда. Молодец, Виктор. Виктор, да. Поздравляем с выходом в финал. Еще один якутский борец выходит в финал наших соревнований. Виктор Рассадин. Якутские борцы очень неплохо готовы. Очень неплохо. Ну, надо сказать, да. Тьюторин прибавил после России. Я просто видел, как он боролся на России. Тоже хорошо боролся, но сейчас настолько четко и грамотно. Просто приятно смотреть. Полуфинальный поединок весовой категории. Рассадин реабилитировался, наверное, за Россию. Да, конечно, да. Он и сам об этом говорил, да, что ему обязательно надо успешно выступить на домашнем турнире. Да. После, конечно, чемпионата России, где он не добрался до медали. Неожиданно думали, мы лично, там, судьи, там, специалисты собрали. Я, честно говоря, думал, что он где-то будет в финале. Или около финала. В общем, в призах, да, как минимум? Да, в призах минимум. Ничего. Мы видим, да, его настрой, он... Да. И, видимо... Улыбается, и даже не очень устал. Да. Мне тоже кажется. Даже не очень устал. Так, кто у нас здесь? Наверняка разговаривали между собой. Тумур Ачир, одно из открытий тоже нашего турнира. Монгольский борец, очень классную борьбу показывает. И его соперник Баяр Циренов, которого мы прекрасно знаем, опытный российский борец из Бурятии. Призер чемпионата России 2009 года. Ну и участник он тоже давно борется. Многих турниров, призер международных турниров. На Кубке мира он боролся. В общем, богатый у него спортивный опыт. Ну вот мы видим. Тумур Ачир Тулгав. Ну, просто он, скажем, не остановить его. Сегодня он, кстати, выиграл призера Олимпийских игр, финалиста Олимпийских игр. Сегодня Рей Хигучи, одну из главных сенсаций. Опа, а вот Баяр Циренов. 4 балла можно было тоже дать. Только 2 дал, да? Был отрыв, дали 2 балла. Но был отрыв.
Может быть, он близко, арбитр близко стоял, может быть, было не видно. Тумар Ачир Тулгай, чемпион Азии. А почему остановился? Остановили, там, видимо, какие-то... Вот что он. Руководитель ковра, видимо, подозвал. Неправильно одеты у него. У него неправильно одеты эти самые. Между прочим. Неправильно одеты. Судья ошибся. Перепутал на пульснике. Да. Наоборот, это левая красная, синяя. А синяя правая. Вот дали 4 балла. 4 балла? Да. Бояр Цыренов ведет, да? Да, он там, я почему сразу сказал, там отрыв был. Ну, надо было, мне кажется, довести. Зачем бросают? Сейчас получится. А принимать не надо. Опять сейчас судейские вопросы. Ну, это... Конечно, арбитр, в общем, наверное, не очень опытный, скажем так. Да? Ему доверили полуфинал. Да, значит, наверное, что-то у него есть, но перепутать эти повязки. Может, молодой, да? Тоже смешно. Ну, волновался. Судьи тоже волнуются. Вот, да, конечно. Вот. Красивый бросок. Да. Вот, первый бросок, да. Да, показать. Дали как бы там 4 балла. Красного, да. Ну, здесь еще, видимо, табло еще. Вот это выход, это балл. Тоже очень красивая схватка, скажем. Да. Я говорю, когда есть действия, технически приятно смотреть. Много очень интересных схваток сегодня мы смотрели. Очень много. Ну и завтра тоже, конечно, дорогие телезрители, наш второй день соревновательный. Опять же, 5 весовых категорий. Еще раз смотрим. Вот, это первое действие. Я считаю, что там 4 балла было правильно дали. Вот здесь они, может быть, спорят, что 2 балла надо давать. А, вернули. 2-1. Ну, судьи тоже, бывает, ошибаются. Да, конечно. И не знаю, что там посмотрели. В партере ну, я знаю, почему. Да. Я знаю, почему там дали 2 балла. Но говорить не буду. В эфир говорить не буду. Поднимает спортсменов арбитр. Там надо было за выход. В принципе, оценка была 4 балла. А за выход монгольского борца назад он поднялись в высокую стойку, там надо было 2 балла дать. 4-2. То есть разница должна была быть... Ну, 4-2. 4-2. Да, ну, 2-1. 2 раза меньше. Ну, Бояр надо похвалить, да? Здорово готовым подошел. Он ведь уже совсем не молодой борец, да? Он достаточно опытный парень. Да, он давно борется уже. Борется достаточно. В какой форме он себя держит? Опа, Тумур Ачир. Вот это да! 4 балла. О чем мы говорили, да? Тумур Ачир просто неудержим сегодня. 4 балла. Здесь уже какой красивый проход и бросок, да, на 4 балла. Да. Чистейший бросок. Еще нет, ничего. А, кстати, бросок, да, 4 балла. Да, нет, 5, там 5 железо 4 балла. 5-2. А я думал, даже 5 можно дать за такой красивый. Нет, низковато так. Да? Хорошо прошел, 4 балла точно. Вот техника, конечно, замечательная монгольского борца. Я думаю, что он будет в числе... Я думаю, что он может побороться с Рассадиным. Ну да, конечно, да. Но он этого и хочет, рвется. Я имею в виду, рвется в финал. Он будет и в числе сильных борцов на любом турнире. Я думаю, что в дальнейшем, даже, да, я думаю, что и на чемпионате мира, и на Олимпийских играх мы его увидим. Да. Неплохой парень. Давайте посмотрим еще. Сейчас еще бороться 4 минуты. И он активно так идет, да. Тимур Ачир. Тимур Ачир Тулга. Тимур Ачир, да?
Ну, здесь баллы тоже будут еще, наверное. Не последние действия. Еще один период не закончится. Первый период только не Да. О чем мы и говорим, да, сколько оцененных действий, сколько Не, борьба опасных, да, очень ситуаций. хорошая. Она стала так более Кстати, динамичной. С да, изменением правил она правил, стала да. более динамичной. И все больше, наверное, будет и желающих заниматься после такого Ну, увиденного, да, и детишки сейчас, наверное, конечно, смотрят когда видят. телевизор, да, и я тоже Тем более, так хочу. тем да. более ваши операторы сильно делают повторы, молодцы, много раз. Вот о чем мы утром говорили. Повторы они украшают, их изучают, пытаются копировать. Хороший монгольский спортсмен, хороший. Тумурачир Тулга. Вот Если сейчас- он сейчас выйдет в покажет. финал, то это будет... Раз, вот, сильно поднял. Так я и говорю, Он здесь не стал до конца поднимать, он просто сбросил со стойки 4 балла. Если бы он поднял наверх, может быть, можно было и 5 баллов. А он просто ну, сбросил. сам проход, ну, Да, вот, вообще раз на в мельницу, комплексе, да? показал на мельницу и сбросил. Просто здорово. красивый бросок. Одно удовольствие действительно наблюдать сегодня за схватками. Время летит незаметно, да? Очень быстро, да. Не успеваешь за всем уследить. Просто много зрителей, болельщиков прибавилось. Очень много, да. Заполнен зал. Рабочий день. Я думаю, что действительно все билеты они были раскуплены, потому что партер, как мы говорим, Партер, да, вот да. тоже полный. Так это зрелище есть, Да. театр. И все разыгрывается. И драма, и комедия. Да, и все. Мы видели сегодня много разных интересных схваток, много разных персонажей, различные стили борьбы, да. Видели и тяжеловесов, видим и мухачей, тоже прекрасную борьбу. Ну и, конечно, сегодня полуфиналы, это, конечно, любо-дорого посмотреть. Да, все красивые полуфиналы. Ни одного проходного такого полуфинала. Вариант, Даже, конечно, не, без ну, шансов, да. это же не проходной, он просто, это да. просто на голову вышел и порвал японского атлета. и Порвал всё. красиво, да? Да. И там что сделаешь? Пускай тренируется теперь. Да, думает, да. Пускай думает, тренируется. Как на Олимпиаде выступит. Да. Он-то попадет на Олимпиаду, а Тютрину надо еще сражаться за путевку. Да, в России, конечно, Да. сложно попасть в сборную. Не, он уже в сборной. Но имеется в Он виду в сборной, олимпийскую. в олимпийскую команду, конечно, там будет еще 2 чемпионата страны будет. Но он растет, он прибавляет. Я его за ним как бы давно наблюдаю. Он прибавляет от турнира к турниру. Вот здесь должен Витя Рассадин наблюдать уже видимо, за монгольским Да. спортсменом преимущество. Если 5. он выйдет в финал, это будет просто, конечно. 5-2, он близок к финалу. И Витя должен Но Бояр пока повнимательнее посмотреть как раз. ничего не может, да, опять же, сделать. Да. Тогда он удивил, конечно, да, в первом периоде. Да. Какой красивый тоже бросок он сделал. Опа, Опа, вот, еще раз вот. пытался сейчас, конечно. Еще раз Рискнул, пытался. но Без здесь подготовки. уже, да, Тумурачир был готов к этой ситуации, накрыл его и заработал еще баллы. 7-2 уже разница. Ну, мы правы, что, Да, видимо, да, Витя Тумурачир. Рассадин будет, наверное. Да, с Тумурачира. 9-2. И очень опасный соперник будет у Виктора Рассадина. Да. Там Завтра обязательно надо посмотреть завтра финал этот будет финал интересный. 65 килограмм. Так же, как и 57, потому что там будет и Ариан Тютрин с очень интересным тоже борцом Да, из с Азербайджана. С Ибрагимовым. Да, Парвиз Ибрагимов. Опа. И еще раз. Нет, ну это уже риск. Это уже бросок отчаяния. Очень классную борьбу, опять же, в исполнении монгольского борца. Действительно, он показывает сегодня прекрасную борьбу. Финал будет очень интересный. Очень интересный. Рассадин хорошо прошел. И Да, и благодарит монгольский. трибуны тоже, да. Да, молодец. Чувствует, что поддерживает его Да, тоже. Да.
Очень Ну, за интересный такую будет борьбу, финал. конечно, стоит похлопать. Вот, видите, да, опять же Да. поднимает руки, благодарит зрителей. Да. За Хороший поддержку. парень, хороший парень. Полуфинальный поединок. Давайте посмотрим. Категории до 70. Ну, вот этот, да, бросок. Ну, здесь он сломался, наверное, я так думаю. Бояр, да? Бояр сломался. Неожиданно на контрдействие он его поймал. А сейчас у нас... Вот, раз. А вот сейчас на ковер вызывается Исраил Касумов. Красный угол и его вот. соперник Франк Чамизо. Вот здесь интересная Италия. борьба очень. Да, Россия и Италия. Ну, итальянец кубинского происхождения. Призер Олимпийских игр Я в думаю, Рио-де-Жанейро, чемпион мира, чемпион Европы. Кубинцу из Италии будет тяжеловато тогда. Да, Так кстати, же, да. как Касумов. Исраил Касумов Да, тоже, он- да, не подарок, конечно же. Да, Он да, победитель да, да. Регинского турнира. Опа. Призер Европы. Да, да, опа! Опа! Как он сейчас его, да? Воткнул, Два что балла. называется. Ну, перехватил Да. атаку. Ну, я думаю, что очень тяжело ему. Это вот так. Опа! Молодец, 4-0, Касумов. да? Да, да, да. И да. пошел. Еще Вот это еще лишнее. один накат. А Еще, пошел молодец. Я 6-0. Я Исраил. сказал, это бороться в России, это не там. Да, Исраил Касумов, красноярский борец, родом из Чечни. Исраил Касумов. И это еще не первый номер России. Касумов еще не первый номер России. Да, конечно. Так что Чамизов пускай не расслабляется. 13 года. Исраил Касумов. Надо поддержать Исраила. Как ярко начал, да? Да, Ну, посмотрим да, да. сейчас. Опа! Ой-ой-ой. А вот это Чамиза. Узнаем, да? Чамизов, да, его? он борется тоже до конца, с ним тоже не... Ну и как он двигается. У него, конечно же, очень специфичный стиль борьбы. К нему Да, очень да, сложно да. пристроиться, да? Он очень Он чувствительный все борец. время, да. он все время идет с нестандартных Нестандартные положений, движения, действия нестандартные и плюс действия. выносливый. Уже отыграл 2 балла. Нет? Или не дали? Нет, Не дали да? ничего. 15 года. Франк Чамизо. Италия. Ну и у Чамиза тоже, конечно, здесь много Чамиза- поклонников, конечно. Ну он, да. он звезда мировой величины уже. Согласен, Без, согласен. без всяких оговорок. Но российский борец, вот это 2 балла зря. взял, Зря он да. отдал эти 2 балла. Там можно было пробарываться еще. Рановато он отдал 2 балла. И счет стал... Понимаете, когда баллы отдаются, так 6-2 стал. Вот, например, борец, уже который проигрывает, он воодушевляется. Надо пробарываться во всех положениях до последнего момента уже, чтобы не рисковать, больше не проиграть. А так легко отдал. Он сейчас легко отдал 2 балла. Надо было еще побороться, плюс измотать соперника, плюс, может быть, и ушел. Вот сейчас он... Вот это, опять же, его Да, как раз да. действие. Вот А это его когда стиль, Чамиза. Да. Он идет в авантюру, там пробарывается, физически крепкий, и там он чувствует выносливый. себя как рыба в воде. Да, он еще выносливый. Вот сейчас, получается, власть начинает меняться постепенно. 4-6. 4-6 стал уже. 6-0 вел. Как так можно? Зачем ты отдаешь? Это можно отдавать эти по баллу, по 2 балла. Это сказать в легко, конце, в самом конце. А если ты будете на ковре, это уже, конечно, другое. Естественно, естественно. Он же борется все-таки с Чамизо, Да. который очень сильно физически, у него хорошая кондиция. Он поддавливает все время, идет вперед. И опять же, очень нестандартный борец. Да, Сложно да, к нему, в общем, пристроиться да, сложно. пристроиться. Неудобно для любого соперника. Да. Непонятно, в каком положении. А вот как, видели, да, вот это движение? Зацепил подсечкой, это очень хорошее действие. И вот еще 2 балла, 8-6 ведет уже. Красавец. Но да. Что тут скажешь, да? Ну... Ничего не скажешь, 8-6. А вот отыгрываться, теперь посмотрим, как Касумов будет Да, борцы тоже смотрят, да, удивляются. Как 6... это? Нет, удивляется, я вижу, кто, Витя Лебедев, Михаил Геразич удивляется, 6-0 проигрывать и так отдать встречу. Ну, даже тому же Чамизу. 6-0 ты ведешь у него. Какие... Он просто стал рано удерживать счет.
И поплыл. Мне кажется, вот голова если честно, да, мне кажется, дело сейчас даже вовсе не в Исраиле Касумовой. То, что он хороший, никто ничего не... Он просто очень хороший. Он очень хороший. Он просто... Касумов это тоже суперзвезда. хороший. Это суперзвезда борьбы. Согласен. Мне кажется... Суперзвезда не должна залетать на 6 баллов. Так что с ним можно бороться. Просто он неправильно, он тоже рано подумал, что он 6. Вот смотрим, да? Это как Исраил Касумов начал, да, эту схватку. Ну, здесь 2 балла. Где-то мысль промелькнула, что дело можно сделано. удержать, да, можно удержать. Вот это ошибка. И после этого 10 баллов проиграл. Да. Этого не должно быть. Давайте посмотрим все-таки за действиями, да? Он перестал бороться. А разве вот этого можно научить? Вот таким движением, вот такому чувству ковра, он идет соперника? вперед, везде пробарывается во всех. Все правильно. Вот видите, какой. А ведь Исраил Касумов тоже всю жизнь прожил в борьбе. Сколько он соперников, да? Сколько он выиграл. Вот смотрите. Вот этого может научить тренер? Ну, плюс природное дарование. Да, мне кажется, это талант, да? Конечно. Как и везде есть. Ну и второй период. Посмотрим. Интереснейшая, опять же, схватка. Но... Да все полуфиналы просто красивые. Повторяемся раз за разом, но это, конечно, потрясающий турнир у нас первый день. Это запомнится, я думаю, что всем любителям борьбы обязательно. На долгие годы даже. Да, отдельные встречи запоминаются на всю жизнь. А вот, кстати, в советское время, да, вот вы говорили тоже, да, были и техничные борцы. Вы упоминали и нашего земляка, да, призера Олимпийских игр Александра Николаевича Иванова. Кого вы могли бы назвать вот таким тоже эталоном, скажем, таланта, такой действительно бриллианта, скажем так, природного таланта? Знаете, в Советском Союзе было очень много талантов. Лично мне нравился, тот же Роман Михайлович, тот же Александр Иванов Николаевич, Тедашвили. Много было. Я даже Гулюткин соперник, кстати, соперник. Андиев. Вы знаете, столько я могу перечислять в каждой весовой категории. Очень много, да? Да, и во всех республиках много было классов спортсменов. Израиль вот сейчас 2 балла. 2 балла отыграл. Уже 8-10, это уже... Если о советских борцах говорить, это можно говорить целый день, да? целый день. Вот здесь еще борьба должна. Минута 37. Можно бороться еще. Да, еще 1,5 минуты остается. Да, это борьбы много еще. Но мне нравится, что у Чемиза он тут борется, он идет в борьбу. Он во всех положениях пробарывается. Вот, пожалуйста. Да, это просто... Пожалуйста. Ну, он как кошка просто человек. Да, он прилипает. И... Еще 2 балла. 10, 1, 12, 8. 12-8. И видите, он свежий. Не устает, Касымов да? встает, уже дышит. Тут это как бы тяжело. Облокотился на колено. Это уже нельзя показывать сопернику, что ты устал. А он уже видно, что устал. А Чемиза воодушевляется. Человек устал, значит, я тебя сейчас добью. Минута осталась. Тоже сейчас пойдет рисковать. Но рисковать он действительно, правильно говорите, как кошка вправо-влево. Руководитель ковра какие-то претензии высказывает Франку Чемизу. Зрителям это не нравится. Да? Что они грозят пальцем Чемиза? Уклонение от борьбы, что ли? А какое там уклонение? Он же только что только что взял 2 балла только что. Ну, в общем, да, давайте Паркер, посмотрим. что ли, стоит? 56, нет, 56 секунд, 55. Да, меньше минут осталось.
Ну, такую борьбу, конечно, целый день можно смотреть. Чамиза, конечно, подарил, конечно, много очень ярких Он моментов. еще немножко так с юмором, по-моему, борется. Да, мне кажется, тоже, да. Так же, как боксер руки Но опускает. он по-другому просто не умеет, мне кажется, да? Да. В принципе, Вот, для него важно вот поймать сейчас кураж, что дадут? да? Балл дали. Балл, да. Исраилу 9-12. А мы видели тоже, да, как с Джорданом Барроузом они боролись. Даже вот такой атлет с ним не мог справиться, да, просто. И как сейчас. Вот. Балл За ковер. еще. Еще Это балл один с балл. предупреждением надо давать уже, между прочим. Балл с предупреждением. Гайдаров возмущен этим Ну, баллом. а что ему возмущаться? Там надо смотреть, да, кто первым вышел. Сейчас наверное, за ковер. Но мне тоже показалось. Гайдаров честно, неправильно сделал. Он А сейчас, если балл сейчас еще дадут, да? отдохнет, идет Исраил, пауза. Да, вот Касымов отдохнет и атаку может взорваться. Они оба устали. Но тот отдохнется, ему надо отыгрывать. Он ушел за ковер, да. Балл с предупреждением. Да, это. балл с Это балл с предупреждением. предупреждением. А дали балл. Вот сейчас еще балл добавят. Я не знаю, на какую оценку он бросил. Он считает, что балла нет. Он, видимо, считает, что первым за ковер вышел его соперник. Ну, на самом деле там вот сейчас был уход с ковра, именно Франк Чамиза, да, там уходил. Вот он. Вот здесь вот. Вот, ушел. Рука, Да, рука вот эта рука касание, ну не знаю. Вот сейчас арбитры разберутся. Балл, еще дали балл. Да, 11-12, да? Балл, вот дали балл еще. Стало 11. 12. Не понял, где? 11-12, все 11-12, правильно. да, вот, и 11 секунд. Вот он. Вот. Вот появился шанс, 11 секунд. Ну надо еще. Ну давайте, да. Исраила Касумова. Ну там 2 балла нужно. Исраила Касумова вот, появился шанс. Вот. Но все, 2 балла. Он 2 балла пошел, было да. уже, все. Все, да. Да, а что оставалось делать? А там время уже, да. Все время, да. 2 балла, 14. Даже если там 2 балла, то 13-14. Да. 12-14 уже меньше. В общем, разницы, скажем так, нет, выход, нет, да. Есть выход в финал, разницы нет. Нет, я имею в виду разницу очков. Даже если он набрал 2 балла, то, в общем, победитель в любом случае. Вот про что я говорил, Степан. Рано он 6-0 повел, и он подумал, что уже дело сделано. Что вот можно уходить в защиту. Да, да. И... рано ушел в защиту, и все. В первом периоде ушел в защиту. Куда? Исраил Касумов, безусловно, очень тоже достойное сопротивление оказал, но Франк Чамиза — это явление в современной борьбе. Да. И я думаю, что для любителей вольной борьбы вот, видеть вживую вот эту схватку стоит дорогого, да? Вот давайте посмотрим. Якутия увидела. Да, это чудо. Да. Это чудо, да, действительно. Вот еще один, да, полуфинал с участием якутского борца сейчас. Да. Мы ждем. Схватка. Полуфинал красноярского борца. Да. Да, из Красноярска. Никита Сучков, призер чемпионатов России. Двукратный. Да, двукратный призер чемпионатов России. И Герман Устинов. Ну, по молодежи Россию выиграл. Да, и полный кавалер нашего Куркинского турнира. Вот так, да? Да, все медали брал. Сейчас он действующий чемпион нашего турнира. Так что посмотрим. Но, конечно, Никита Сучков, надо сказать, что класс у него должен быть повыше, конечно, если он дважды был, да. Один он в другой весовой категории, правильно? Ну, нет, он в этом году 74 был. 74?
очень сложная для Германа будет схватка, но он был одним из героев вот Да, да. предварительных встреч он очень здорово отборолся. Но Никита Сколько очень аккуратный, лампочек молодой закрутил парень. здесь, да, Да. в триумфе. Осветил трибуны. Тоже броски на 4 балла. Из молодых борцов Сучков один из самых подающих надежды, да, талантливых ребят. Он тоже из борцовской семьи, да, из Да. Красноярска тоже, с малых лет в борьбе тоже. Да. Вот видим, да, 2 балла. Очень хорошо. Никита Сучков. Ловит пяточку. А вот это, кстати, наш Леонид Спиридонов прекрасно умел делать. Его фирменный проход был такой, тоже очень техничный, красивый прием. Мне очень нравится. Вот Никита Сучков, как тоже делал и на чемпионате России мы видели. Для нас это выглядит вот так. Нет, хороший парень. Да, воспоминания сразу приходят в голову. 2-0 сейчас ведет Никита Сучков. Никита Сучков, ну и Герман Устинов, один из них как раз Франко Мчамизов встретится в финале завтра. Весовая категория до 74 килограммов. Ну, посмотрим. Много еще времени. 4,5 минуты бороться еще на ковре. Ну, темп чуть спал с первых минут вроде, да? Ну да. В атаку пошел Никита, но сейчас уже он более, скажем так, скромно себя ведет на ковре. Экономит пока силы. Ну да, надо выкладываться. Активно, да, не идет пока в атаку. Выкладываться надо, когда надо выкладываться. Он сейчас 2-0 повел, и он вовремя. аккуратно смотрит. В этом и класс, да, спортсмена Да, тоже да. проявляется, конечно. Когда надо делать все вовремя, что называется. Никита Да? Сучков, он не по годам такой. Да, уже зрелый мастер. Мудрый, да, уже не по годам. Нормальный парень. А без головы тоже в борьбе Конечно, далеко не нечего уйдет. делать. Вот, видите, как аккуратно он. Аккуратно сбоку, раз и такой. Технично, да. Да. Школа замечательная, конечно. парень. Молодец тоже Гена. Герман. В сложном положении отстоял, но вот 2 балла проиграл все. 4-0. 4-0. Ну, замечательный мастер, конечно, Красноярский тоже растет. Это надо заметить обязательно, конечно. 22 года тоже борцу. Уже дважды брал медали на чемпионатах России. В таком конкурентном весе. В весе, в сложном весе 74, там очень много равных борцов. И опытных борцов, да. Да, равных по технике, по силе. Ну, есть лидеры там, конечно. До 74 килограммов идут в красном трико представитель команды России. Юрий Белановский, который сегодня проиграл монгольскому спортсмену. Он, кстати, монгольский спортсмен тоже сегодня показал очень хорошие схватки. Он выиграл и у корейца, участника Олимпийских игр, призера Он сейчас Азии. будет бороться за Да, мы сейчас его увидим. Интересные схватки, опять же, весовая категория до 86, да. Герман Устинов представляет школу высшего спортивного мастерства Республики Саха-Якутия. Да, 97. С Сериком Джоевым, кстати, тоже из Красноярска он будет бороться. Молодой парень Джоев. Посмотрим. Герман Устинов, мастер спорта международного класса. Россия, Республика Саха. Бросок на 4 сейчас. Наверное, попытается, да, ну, провести. Нужно что-то делать. Что-то нужно делать. Ему надо как бы идти в авантюру, готовить. Сначала есть время еще подготовить бросок, а в конце встречи надо уже навязывать такую какую-то борьбу. Может быть, сумбурно, может где-то рискнуть. Так просто стоять в центре, толкаться, это результата не будет. Время еще есть, но
Но мне нравится. Вот Никита из молодых, он самый такой аккуратный парень. И все контролирует, видит. Вот, пожалуйста. Снова за пятку, да? Сейчас Да. пытался. Опа! 4 балла. 4 дали, да? Но пытался сейчас, да, контрприем сделать. Да. Герман. Рискнул, конечно. Ну и сейчас свисток. Ждем мы арбитра. Думаю, что вряд ли здесь что-нибудь будет. Герман показывает, что душит его, да? Никита поднимает арбитр. Немножко неправильно растяжку делает. Все уже. 8-0 надо рисковать. Трибуны, конечно, здесь они очень живые. Подбадривают, гонят своего любимчика. 8-0 надо уже 2 броска делать. Минимум. Что он как бы может сделать, он же бросковый. Да. Да, в предварительных схватках он по 4 балла. Ни 1, ни 2, ни 3 даже. Ну, к полуфиналу подходит сильнейший там. Так что там он мог бросить, здесь уже. Ну да, конечно. Тем более Сучков Никита, он знает, что он бросает. Он почему и накрыл-то, бросал-то Герман. А тот был готов и накрыл. Вот сейчас, балл он ничего не дает. Молодец. Но надо до конца все равно бороться. Конечно. Попробовать. Не, Никита, да, вы видишь, грамотно все. Ну да, спокойно. Даже отдал 2 балла. Спокойно отдал 2 балла, да. Что? 8-3 завершается эта схватка. Герман тоже понимает, что здесь уже все. Да, и время уже завершилось. 3-0. Последняя секунда. Да, 8-3 завершается эта схватка. Никита Сучков выходит в финал. И завтра в весовой категории до 74 килограммов в финале в борьбе за золотую медаль будет встречаться с Франком Чамизо. Вот будет интересная встреча. С настоящим явлением, скажем так, в мировой борьбе. Никита Сучков один из самых перспективных тоже, действительно, как минимум красноярской школы борьбы и, сборной России, конечно. Сучков тоже, я могу сказать, что точно тоже явление, хорошее явление. Да, я с вами согласен. Очень интересная схватка нас ждет и завтра. Просто прекрасные пары финалистов. Надо обязательно посмотреть. Все финалы будут интересны. Да, Аян Тютрин, Парвиз Ибрагимов, наш Виктор Рассадин, Тумура Чертулга, Франк Чамизо, Никита Сучков. Ну а следующую пару мы узнаем вот сейчас. Будем смотреть. 4 встречи у нас осталось, да? Да. 4. Перед вами Арсен Али Мусалал Алиев и его соперник Александр Зеленков. Оба являются призерами чемпионата России. Дагестан и Красноярская школа вольной борьбы. Опять же, очень сильная команда из Красноярска. Из Дагестана тоже приехали ребята, да, ну, с проездом сложности были, желающие были, но кому удалось, что-то приехал. 4, по-моему, спортсмена участвуют на нашем турнире. Вот перед вами один из них будет бороться сейчас за выход в финал. Но Зеленков, конечно, не подарок. Далеко не подарок. И 2 балла первый взял. Будет продолжать работу в партере. Или нет? Нет. 2-0 ведет Зеленков. Зеленков и в этом году был в призах, да, на чемпионате России. Он уже тоже раза 2 был, наверное, призером России. Мастер спорта международного класса в борьбе 10 лет.
За ковер вытолкнул. И 1 балл заработал Мусала Алиев. Это можно не так сказать, не вытолкнул. Он проводил прием, а Зеленков защищался и вышел за ковер. Да. Или как вытолкнул? Он не выталкивал его. Он да, ну да. Пытался провести действие техническое, но тот вышел за ковер. Это трудовой такой, тяжелый тоже положение. Ну, Мусала Алиев поактивнее. К нашему репортажу присоединяется Михаил Ильич Эверстов, человек, который тоже один из людей, которые стояли у истоков тоже нашего международного турнира. Михаил Ильич, добрый день. Как вам наш турнир сегодняшний, да, юбилейный турнир? Ну и впечатления от соревнований. Добрый день. Турнир, я думаю, такого уровня, который позавидуют многие мировые державы борцовские, потому что я десятки лет был рядом с вольной борьбой, объездил весь мир. Я никогда не видел такой организации, такой большой суммы призовых. Призовой фонд очень высокий. Но я очень рад за своего зятя Виктора Лебедева, двукратного чемпиона мира, который организовал этот турнир. Потому что буквально 2 месяца назад он вышел с инициативой об организации турнира на мировом уровне, на высшем уровне, чтобы приехали звезды, чтобы мы, жители Республики Саха-Якутия, ощутили внимание, на нас посмотрел весь мир. Он обратился со своей инициативой к Айсену Николаеву, нашему молодому лидеру. Я благодарен Айсену Николаеву, что он поддержал. Потому что я так думаю, что, к сожалению, вот последние 2 года к якутской вольной борьбе как-то ослабло внимание мирового сообщества, потому что, еще раз говорю, что, к сожалению, у нас на сегодня нет ребят, которые бы могли претендовать на высшие золотые медали будущей Олимпиады в Токио. Сегодняшний турнир показал, что у нас есть надежда, у нас есть возможность. Я очень хочу, чтобы наша вольная борьба возродилась, и я очень рад, что Виктор Лебедев буквально 1-2 назад боролся, сам был борцом, сейчас стал таким организатором мирового уровня. Я надеюсь, что, возможно, Виктор Лебедев вернется в вольную борьбу, возможно, в качестве организатора, может быть, в федерацию, еще как-то. Я на эту тему с ним в эти дни разговаривал в эти дни, да. Ответа пока нету, но я надеюсь, что... Но он уже активно участвует, как мы видим, да, вернулся, можно сказать, на международную арену, потому что сегодня, что мы видели, турнир такого качества действительно, ну, не быть голословным, действительно, мы тоже смотрели много соревнований, но вот такого качества, с такими трибунами, да, такого качества состава участников не видели давно, конечно, да. Да, вы правы, потому что вы профессионально ведете все эти дела. Виктор Лебедев, он очень молодой человек, он, может быть, даже сам не знает, что он уже вернулся. Да, может быть, да. Но, конечно же, от борьбы просто так уйти, наверное, сложно, да, потому что борьба нас затягивает, и уйти просто так и оставить борьбу навсегда, я думаю, что мало кому удается. Я думаю, что Виктор тоже не оставит борьбу никогда. Ну, я только что разговаривал с Михаилом Герзевичем Бамишвили, с которым я работал, с которым я работал 8 лет в качестве заместителя президента Федерации спортивной борьбы России. Он и Тедеев, наш прославленный тренер,
который в свое время был объявлен лучшим тренером мира. Они тоже со мной сейчас разговаривали. Они говорят, что Виктору Лебедеву обязательно надо вернуться в борьбу. Не в качестве борца, а в качестве организатора, чтобы Республика Саха-Якутия никогда не выпадала со слов или со внимания мировой борьбы. Мы должны всегда быть рядом с мировыми величинами. Развиваться вместе, да, со всем миром, да, и борьбу развивать. Но я надеюсь, что мы когда-то завоюем золотые олимпийские медали. Мы Да, уже это, завоевывали, так что надежда-то есть. Да, конечно, конечно, да. И мы видим, что сейчас Мусал Алиев, Борис из Дагестана, выходит вперед. Это первая полуфинальная схватка весовой категории до 86 килограммов. Очень интересные схватки. Александр Зеленков из Красноярска и дагестанец Арсен Али Мусал Алиев. Михаил Ильич, большое спасибо, конечно, за организацию, да, данного турнира и, конечно же, за ваши теплые слова и в адрес организации. И вы с нашей компанией тоже, с НВК Саха, уже давно тоже сотрудничаете, всегда помогали и в выездных мероприятиях тоже, да. Давайте вспомним, да, Виктор Лебедев, да, вот его карьера, скажем так, да, которая завершилась не так давно, скажем так, да, вот как вам кажется, вот его пример для молодых борцов, что он значит? Ну, я думаю, что мы всегда думали, что если борцы там 28, там 30 лет очень рано уходят с большого ковра, потому что мы знаем, что высший спорт, он недолговечный. И всегда они должны иметь какие-то надежды, что они будут востребованы обществом, народом, не только в качестве борцов, которые борются на ковре, да, а в качестве вот таких организаторов, как Виктор Лебедев. Я вот буквально вчера разговаривал с администрацией главы и правительства, ну, с политиками, да, и один из них, человек, будем говорить, очень близкий к нашему главе Айсену Николаеву, руководитель администрации Айсена Николаева, Федоров Евгений Николаевич, он сказал, что когда 2 месяца назад Виктор Лебедев подошел к нему с инициативой организовать такой турнир на высшем уровне, которого не было у нас в Якутии, он как-то отнесся к этому, ну он мне сам говорил, что как-то вот так, ну, скептически, потому что Виктор знает только как борца. Но он организовал, он всех своих мировых лидеров, да, начиная от Чамиза, там, Артура Таймазова, он всех лично созванивался, приглашал, там, все это организовал, сам лично в аэропорту встречал. Ну, организация – это очень сложный процесс. Тут нужен опыт, а опыт у нас приходит только с годами, не в 30 лет, да, приходит. Например, я сам политикой начал заниматься после 40 лет. Я думал, это очень трудный процесс. Потому что, ну, собрать весь мир, там, Япония приехала, Америка, Канада, Азербайджан, Иран, это очень сложно. Ага. Тем более у нас нынче год выборный, и многим политикам, нашему правительству не было таких возможностей, ну, организовывать турнир такого уровня. Поэтому я вот очень благодарен вот Виктору Лебедеву, руководителю ШВСМ Александру Игнатьеву. Он очень тоже мощно работал в этом направлении. Вот я могу отметить только вот трех людей. Айсена Николаева, главу нашего, Виктора Лебедева и Игнатьева, которые буквально вот втроем все вот это организовали, вот такой турнир. Я еще раз хочу повториться, я был во всем мире, я на Олимпийских играх был, на чемпионатах мира был. Я не видел вот такого высокого, такого супер большого призового фонда. Интерес очень большой. И у меня спрашивают именитые борцы, которые, ну, почти все меня знают, говорят, всегда вы так будете организовывать? Я говорю, все зависит от тех, кто будет заниматься этим делом. И все на Виктора Лебедева смотрят с надеждой. Мамишвили, Тадеев, Замбулат.
Да, Михаил Ильич, спасибо большое за ваше подключение к нашему репортажу. Ну и ждем вас тоже. Ну хорошо, 3 дня будет проходить. Я буду рядом. Спрашивайте. Очень много интересного могу рассказать, как мы работали раньше, как мы все это организовывали. Я могу рассказать нашим любителям борьбы, что пока Виктор Лебедев не стал там всех этих кавказцев отодвигать от чемпионских этих медалей, там, да, от первых мест, всегда все призовые места, например, на чемпионате России завоевывали только дагестанцы. Представляете? Ну да, конечно, ну, сильнейшая было школа, такое, да. Мы все знаем об этом, так же? Да, конечно. Ну, потому что школа у них очень высокого класса. И у Дагестана, там, у осетин, там, ну, красноярцев, там, да. Так что вот, я так думаю, что 21 век, век очень быстрый, век рыночный, да. И в рыночном веке, в быстром веке надо двигаться так же быстро, стремительно, как Виктор Лебедев. Да, спасибо большое, да. Все, спасибо. Да, у нас вторая полуфинальная схватка весовой категории до 86 килограммов. Вилли Хейно, финский борец, и его соперник из Ирана Базригалех. И вот это, ну, здесь, конечно, был очевидный фаворит, и он сейчас эту схватку выигрывает досрочно. Ну, здесь уровень борцовской державы Иран, она выше Финляндии. Да. Ну и второй финалист в этом весе Базригалех Ахмад. Ну и он будет встречаться с Арсенали Мусалалиевым. 86 килограмм. Ну и Вилли Хейна мы тоже, кстати, можем завтра увидеть. Кстати, увидим, да, потому что он в полуфинале он будет бороться за 3-е место еще. Ну и последняя весовая категория первого соревновательного дня. Игорь Овсянников в красном трико. Еще один российский борец и его соперник из Азербайджана Нурмагомед Гаджиев. Это повтор, да, мы видим повтор схватки, второй полуфинальной схватки в весовой категории до 86 килограммов. Ну а сейчас спортсмены выходят на ковер 97. Веса 97 килограммов. Да, еще один, да, борец из Красноярска, знаменитой академии Дмитрия Георгиевича Миндиашвили, и его соперник из Азербайджана Нурмагомед Гаджиев. Но Игорь Овсянников призер чемпионата России тоже. В этом году, да. Он тоже неплохо там отборолся. А это, по-моему, дагестанский парень, который выступает за... Да, Нурмагомед Гаджиев. За Азербайджан. Они по соседству там заимствуют друг у друга. Вернее, Азербайджан у Дагестана заимствует. Вот так. Я думаю, даже Дагестан может несколько команд выставить, да, и сразу на любом турнире. Конечно, сильнейшая школа борьбы. Ну, я скажу, что как бы у нас в России 2 республики, которые на государственном уровне поддерживают борьбу. Это Дагестан и Якутия. На ковре борцы весовой категории до 97 килограммов. В красном трико Игорь Овсянников, Россия.
Овсянников тоже долго раскрывался. Он сейчас поверил, по-моему, в себя и начинает бороться. Республики Бурятия 2018 года. Его соперник в синем трико. Гаджиев тоже, я давно его видел. Ну да, он... как бы, ну, я имею в виду по юноше, по молодежи его видел. Он физически тоже прибавил хорошо. А он бронзовый призер чемпионата Европы. В Каспийске, кстати. Да, в этом но году. это он уже выступал-то за Азербайджан. И является чемпионом исламских игр прошлого года. Да. Чемпионата Азербайджана. Мастер спорта международного класса. Нурмагомед Гаджиев. Сильный борец. Да, физически сильный. Ну, видимо, у него что-то есть. И по технике какие-то заготовки. Да, конечно. Ну, мастер спорта международного класса, да. призер чемпионата Европы, взрослого чемпионата. Значит, есть багаж определенный, да, и опыт выступления, и мастерство, конечно же. Ну и сила мы видим. Конечно, в этом весе вообще слабых-то и не бывает, конечно. 100 килограммов ребята, да? Да. Ноль уже 2 минуты отборолись. Ну, 30 секунд сейчас закончится. И 1-0 поведет Овсянников. Овсянников ведет 1-0, но очень осторожно, да, схватку ведут соперники. Но мы, опять же, скажем, ставки-то высоки сегодня. Это полуфинал, то есть победитель уже автоматически, как минимум, серебряный призер нашего турнира. А призовые-то тоже не маленькие. Здесь цена буквально, цена да, вопроса, ошибки. да, Цена ошибки, цена вопроса буквально достаточно высока. Так что рисковать не хочется. Да. Но 1-0 сейчас такая же борьба будет. Получается, дадут предупреждение красному. 1-1 и уже Гаджиева будет устраивать. Если так же будет продолжаться. А если будут приемы, то уже будем смотреть дальше. Его соперник в синем трико представитель Азербайджана Нурмагомед Гаджиев. Мастер спорта международного класса. Победитель первенства мира среди молодежи. Показывает активно сейчас Гаджиев. Ну, не очень активно, скажем нет, так. он показывает не очень активно, но тем не менее он по правилам сейчас должен получать. Они в центре стоят, фехтуют руками. Вот да, уже показывают красному, что надо бороться. Сейчас получит 30 секунд. И борьба начинается по новой. Заново. Вот, пожалуйста. Уже дали, да? Отсчитывает? Нет, пока замечание. Он получил замечание. Сейчас нужны как раз баллы действия технические. Ну, в принципе, он стоит. Они оба стоят. Красный не борется. Да. Надо сейчас давать 30 секунд, чтобы было время потом отыграться. Опа. Вроде провалил, но... Все, дали 30 секунд.
30 секунд на проведение действия Игорю Овсянникову. В противном случае, если он не сможет этого сделать, 1 балл Гаджиеву, и уже он будет в выигрышной позиции. Да, он будет. Теперь Овсянников должен быть более активным и напористей. В любом варианте ему надо уже бороться. Пожалуйста, минуту. 5 минут они ничего друг другу не смогли сделать. Сейчас за минуту надо выигрывать. Да. Да, начинает нагнетать сейчас обстановку Игорь Овсянников. 30 секунд всего остается. Не поздновато ли? Ну, да, скорее всего, но шансы-то есть все равно. Время, конечно, конечно. В принципе, на проведение одного активного действия вполне может хватить 17 секунд. И арбитр. 17 секунд все равно не дадут предупреждения. Если он только побежит, а он не бежит. Вот. И надо с выходом. Все, 5 секунд. Все. Ну и выигрывает эту схватку Нурмагомед Гаджиев. Спортсмен из Азербайджана. Еще один финалист нашего турнира из солнечного Баку. Да. Сейчас заключительная схватка нас ждет первого соревновательного дня. Эрик Джиоев, Россия, и Бацул Улзисайхан, Монголия. Вот наш друг, который убрал с пробега Белановского, да? Да. Вот он перед нами на нашем экране. Улзисайхан. Хорошие схватки сегодня показал. Выиграл 2 встречи у Юрия Белановского и у спортсмена из Кореи Кима. Чего-то судья из Канады недоволен. Вот к нам подошла наша красавица Нурмагомед Расумян, руководитель судейского корпуса. Засняла нас и ушла. Видимо, какой-то компромат. Да, судья олимпийской категории, да? Да, судья олимпийской категории. Очень хорошо судит. Тут же проходят многие спортсмены из Монголии. Такой, да, очень активный. С первых же секунд схватки бросился в атаку. Правильно. Мощный парень, да. Да. Монгольский Ботор. Ну, отстоял. Молодец. Отстоял, да, Джиоев. Джиоев отстоял. Предупреждение. Джиоеву. Арбитр даже из Канады, да, к нам приехал работать. Из Канады. Канадский арбитр, но он... И снова сразу же проходит в ноги. Молодец. Молодец, да. 2 балла взял. Улзисайхан. Монгол. Сайхан, да. Хороший, да. Очень физически неплохой. Белановского выиграл. Да. Значит, неплохой. Да, значит, неплохой. Физически они там, правда, борьбы не показали, но грамотно отстоял. Друг друга перетолкали. Он тоже, кстати, в ноги прошел и за счет этого 2 балла взял и отстоял.
Сейчас уже Джиоеву надо атаковать. В таких весовых категориях, ну, бывает, конечно, но редко. Очень неплохо он проходит. Прекрасно проходит, пяточки, да. Очень неплохо. Хорошая техника проведения этого приема, да? Да. Проход в ноги в борьбе – это базовый прием. Без него, атака конечно, ног и сложно, защита ног – это основное. Да. Кто это делает, кто атакует хорошо, переводит за ноги, это плюс большой. Ну и кто защищается от ног, тоже большой плюс. А в вольной борьбе это один из основных критериев. Ну так Джиоев, если будет стоять, он проиграет. Надо предпринимать. Вот еще 2 балла взял монгольский борец. 6-0. Очень уверенно ведет, да, эту схватку. Совершенно спокойно. Очень уверенно ведет. Но он что-то, он физически намного превосходит Джиоева. Но Джиоев, видимо, еще совсем молодой, да, парень? Видимо. Видимо, потому что я даже не вижу, что он может противопоставить ему. В принципе, да? Что? Да. Ну и финал нас ждет тоже довольно такая интересная, значит, пара. Азербайджан и Монголия. Ну, конечно, схватка еще далека до завершения, но тем не менее, просто если такие умозаключения сделать, да, судя по технике, характеру, течению, ну, борьбы, да, которые мы видим. Монгол сложно будет так защищаться, да, от таких проходов. Вроде ну да, так, по 100 килограммов ребята, но такие очень хорошие чистые проходы многие делает. И защищаться сложно. Ну он и физически крепче. Видно, что физически помощнее. Вот, посмотрим. Да. Вот посмотрим сейчас, да. Вот. Раз. Ну, застаивается, да, Джиоев тоже, надо сказать. Первый раз он от прохода стоял, сейчас. а сейчас это немножко подкорректировал свои действия и перевел. И вот здесь 2 балла. Второй период. И опять проходит ноги, выталкивает сейчас, да. Да, за ковер ушел. Да. Соперники еще 1 балл. 7. С выходом. 7-0. Атака. Хороший спортсмен. Вот, спокойно, да. Джиоев, видимо, неплохо стоит на ноге. Вот так он спокойно отдает ногу. Но 3 раза его перевели. Значит, недостаточно. Эрик Джиоев представляет Академию борьбы имени Виндиашвили. Мастер спорта России. Борьбой занимается 12 лет под руководством Владимира Подосяна. Джиоев наконец-то выиграл балл, пойдя в активную борьбу. Один прием проводит монгольский борец и удачно. 1,5 минуты осталось до конца поединка. И пока не видно, что может противопоставить. Опа, да. Вот, пожалуйста. И сейчас уже еще 2 балла. 9-1 уже счет. В общем, исход этой встречи, скажем так, довольно
Почти мы знаем Да, финальную знаем. встречу, да? Стенка игра. Монгольская сборная очень неплохо готова. Все здорово ребята борются. Ну, сборная очень сильных спортсменов привезли. Я думаю, что для них соревнования на этом не завершатся. Я думаю, что многие поедут и на международный турнир в Минске Александра Медведя. Ну, у них турнир, потом уже и чемпионат мира. Я думаю, что многих из этих ребят мы тоже там увидим в Будапеште. Может, мы на Хапсагай еще увидим? Будет? Да, может быть. Хапсагай будет проводиться? А вот, если честно, нет, по-моему. Не будет проводить, да? А то обычно я знаю, что устраиваются встречи по Хапсагай. Тоже интересная борьба. Национальная ваша, да, якутская? Очень интересная. Там нельзя касаться ни одной части тела, да? Да, только вот это ноги. как раз и помогает в вольной борьбе двигаться. Вот 6 секунд осталось. Ну все, здесь все ясно. Ну, швунги. Швунги не нравятся. Активные были, конечно. А никому не нравятся. Да. Но монгол, да, себя в обиду не даст такой. Да. Все уже закончилось. Все, завершается схватка. Да. И финалисты, еще одна пара финалистов. Определилась. Да, определилась. Это парень, который стоит перед вами. Бацул Улджисайхан. Активно его поддерживает. Молодец. Действительно, очень хорошие схватки сегодня показал. Да. Его соперником будет Гаджиев Нурмагомед из Азербайджана. Напомним, и другие пары, которые мы увидим завтра в вечерней программе. Это Ахмад Базригалех, очень интересный тоже борец из Ирана. Он является призером, победителем юниорских первенств Европы, мира. Очень интересный тоже, да. Ну и дагестанец Арсен Али Мусалалиев. Его соперник в этом весе Франк Чамизо и Никита Сучков. Безусловно, одна из лучших пар завтрашних финалов. Ну и якутские борцы. Весовая категория 65 килограммов. Лидер нашей команды, капитан сборной Якутии Виктор Рассадин против Тумурачир Пулга, одного из открытий нашего турнира. И Арьян Тютрин будет бороться завтра в финале весовой категории до 57 килограммов с борцом из Азербайджана Парвизом Ибрагимовым. Да, тоже очень интересно. Ну и, конечно же, в первой, то есть в утренней части соревнований с 10 часов в 5 других весовых категориях начинаются тоже наши схватки, утешительные схватки в наших весах и предварительные схватки уже в новых весах. Там мы тоже увидим и олимпийских призеров противостояния Ибрагима Саидова и Камейла Гасеми из Ирана. Беларусь и Иран оба являются призерами Олимпийских игр. Да. В общем, очень много историй, опять же, очень много противостояний, очень много классных схваток нас с вами ждет. Дорогие телезрители, никуда не уходите, будьте с нами, будьте на канале НВК Саха. Да, приглашаем вас. Да, приглашаем вас и будем болеть за наших ребят, будем болеть за красивый спорт, за вольную борьбу. Всем большое спасибо за внимание. Да, спасибо. Увидимся завтра. Всего хорошего. До свидания. Да, спасибо. Все. Спасибо тоже.